Да, доброе утро, дорогие коллеги, уважаемые студенты. Но разрешите мне в первую очередь поздравить всех нас, всех вас с юбилеем, с 55-летием нашего университета. Ровно 55 лет назад был издан приказ Министерства просвещения РСФСР. Наверное, молодое поколение даже еще не знает, что такое, уже не знает, что такое РСФСР. Но Тахир Омарович нам подробно, я думаю, расскажет об этом тоже. С чего и началась история нашего университета. За эти 55 лет было сделано очень много хороших, добрых дел. За эти 55 лет можно говорить о том, что в нашей республике начала и продолжила и развивается педагогическая наука. В эти 55 лет 60 тысяч выпускников вышло из стен нашего университета. И, наверное, самое главное, что неизменно за эти 55 лет, что прежде всего все, кто здесь работает, все, кто готовит учителей, они прежде всего в каждом студенте, в каждом аспиранте видят человека и его душу. И, наверное, это самое главное при подготовке учителя. Хотя наш университет не только готовит учителей, 2/3 это, конечно, педагогическое направление, но на треть это другие совершенно специальности по самым различным областям науки. Много изменений произошло за эти 50 через компьютер, там, 1000 терабайтов, а вот душу отдать можно только в личном общении. Что университет у нас действительно развивается, и к юбилею сделано немало хороших дел, и одно из которых – это открытие вот этого нашего лектория совместно с Обществом знания. Общество знания тоже переживало разные моменты своей истории. Были, когда действительно общество гремело, тогда еще не было интернета, были лекторы, которые разъезжали по всем городам и весям, что называется, и доносили это знание до нашего населения. Потом, в 90-е годы, увы, да, когда немножко бездуховность царила в нашей стране, общество знаний кануло в лету, но можно сказать, что постепенно начало набирать свои обороты. И вот в прошлом году особенно, наверное, на уже страновом уровне общество знаний получило совершенно новый виток своего развития. И нам очень приятно, мне очень приятно, что в нашей республике мы договорились с Сергеем Алексеевичем, это руководитель общества знания, что общество знаний приземлилось у нас в педагогическом университете. Потому что цели у нас одни, и у педагогического университета, и у общества – это нести знания всем, вне зависимости от возраста. Мы же понимаем, что если раньше, может быть, хватало одного высшего образования для всей жизни, то теперь студентам придется, ой, как нелегко, потому что кроме одного высшего нужно будет повышать свою квалификацию достаточно на регулярной основе, и в том числе посредством тех мероприятий, которые будут проводиться и обществом знания. У нас есть уже выигранный грант, у нас есть марафон «Новые знания», в котором принимали участие. И вот сегодня у нас еще один марафон, который посвящен 55-летию нашего родного башкирского педагогического. Сергей Алексеевич, я слово передаю вам. Спасибо. Ну, прежде всего, конечно, хочу поздравить вашего руководителя, Салават Талгатович, вас с таким красивым юбилеем. Хочу поздравить всех студентов, всех преподавателей, профессорско-преподавательский состав, правильнее сказать, да, с таким днем рождения. Вот 2 пятерки. Я хочу, чтобы в вашей деятельности эти 5 всегда были. То есть не 55 лет все время, а чтобы вы работали всегда не просто на 5, а на 2 пятерки. И я в этом не сомневаюсь, потому что для меня всегда педагогический университет был, ну, скажем так, самым лучшим вузом Уфы. Не потому, что я тут вот к ректору вашему прихожу, и он нам помогает, потому что, в моем понимании, люди, которые готовят людей, работающих с людьми, понимаете, это самое главное. Потому что научить управлять железякой – это легче, чем подойти, найти ключик к ребенку, к взрослому ученику, чтобы он действительно сумел что-то познать, понять и принять. Вот. Но что касается нашего проекта, я бы хотел тоже объявить всем тем, кто смотрит у нас, тем более через интернет, что просветительская площадка Российского общества знания при Башкирском государственном педагогическом университете начала работать. И сегодня вы будете свидетелями первых лекций вот этого марафона, который назвали «Лекториум знания». И мне очень приятно, что это совпало вот с таким красивым юбилеем.
Кроме того, я хотел бы еще сказать присутствующим, что значит, наше сотрудничество действительно реально, оно не на бумаге. Мы вместе осуществляем большой проект, который называется просветительский проект «Живое слово». Очень много уже лекций было проведено живых, в том числе и в вашем вузе. И вот сейчас мы начинаем цикл лекций, которые будут сочетать и живое общение вот в этой аудитории, и трансляция этих лекций через сеть интернет для любого количества желающих послушать интереснейший материал самых квалифицированных, лучших лекторов. Для начала в этом цикле педагогического университета, а потом будем приглашать и каких-то других, не обязательно преподавателей, а людей, которым интересно слушать и которые передают знания. Но и еще мне бы хотелось обратить внимание молодежи, прежде всего присутствующей здесь, что вот Салават Талгатович обратил внимание, что нужно учиться всю жизнь. Сейчас нет такого, что узнал что-то и, как вот раньше в наши, когда мы были молодые, некоторые лекторы брали эту страничку, она уже желтая, он 20 лет читает одно и то же. Понимаете, сейчас такого нет. Каждый день все меняется. И самое главное, что вы понимаете, как один ведущий наш известный говорит, сегодня в современном мире информации много, знаний мало. Так вот мы хотим, чтобы вам, молодежи, было больше знаний, то есть настоящих знаний, которые вы будете использовать и в своей личной, в совершенствовании себя как личности, и в развитии своей профессии, и в общении с другими людьми, и в развитии нашего общества и государства, конечно. Поэтому в завершении своего выступления я еще раз хочу поздравить вас с юбилеем университета. Хочу еще раз прилюдно поблагодарить вашего руководителя за то внимательное, доброе отношение к просветительской работе в республике и конкретно к нашей организации, потому что это очень нужно сейчас, потому что кругом против нас идет информационная война. Мы должны народ наш не дать в обиду, должны убедить молодежь, что мы правы, а не наши враги. И поэтому спасибо вам большое и желаю успехов вашему университету и, конечно, нашему совместному проекту. Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич, за теплые слова. Ну и, наверное, уже перейдем к первой лекции. Я с большим удовольствием хотел бы это сделать. И Тахир Амазович Аминев, наш доктор наук, который, наверное, об нашем университете знает больше, чем кто-либо. Это его специализация, и его хобби, это и его душа, наверное, наш университет. И я отдельное слово благодарности, Тахир Амазович, хотел бы вам выразить за проект, который вы осуществили. Это виртуальный музей, и не только педагогического университета. Мы действительно где-то год назад, представьте, пожалуйста, мы год назад где-то с вами встречались, говорили о том, что нужно сделать музей, виртуальный музей университету, чтобы не только студенты, которые здесь обучаются, но все желающие могли его посетить. И тогда Тахир Ахмадович говорит, а давайте не только педуниверситета, а вообще всей педагогики республики. И действительно получился хороший проект, который сегодня во всемирной паутине есть. И я думаю, очень много интересного уже люди там находят. Но и самое главное, о чем мы договорились, там каждый желающий может пополнять странички этого музея. Про любого учителя, про своего учителя, например, сидящие в этом зале спокойно могут написать про своего учителя, который вы благодарны за что-то, что он доброе, светлое сделал вас в школе или в университете, или где-либо еще. Поэтому действительно, Тахир Аминевич, за этот проект, я считаю, это очень интересно. И когда мы презентовали его на Министерстве просвещения Российской Федерации, там отметили, что, наверное, пока это уникальный проект, который есть на территории нашей большой страны. Но у вузов наших, 33, среди 33 педвузов, это точно такой единственный проект. Поэтому там работала команда под вашим руководством. Еще раз разрешите мне выразить слова благодарности за это. Ну и предоставляем слово Тахиру Мажитовичу о 55-летней истории нашего университета. Тахир Мажитович, прошу вас. Спасибо большое. Спасибо огромное, Салават Талгатович, за слова. Да, работает. Уважаемые коллеги, еще раз хочу поприветствовать вас, те, кто в зале. У нас Салават Талгатович, Сергей Васильевич, уважаемые студенты. Хочу приветствовать тех, кто сейчас участвует в нашем вот этом большом празднике, лекториуме. Да?
общество знания онлайн. Хочу всех поздравить с тем юбилеем, который отмечает наш университет, и не только наш университет. Это, конечно, праздник всего нашего Башкортостана, это праздник всей нашей страны. Дело в том, что все очень сильно взаимосвязано. И в истории нашего университета, как в капле воды, мы можем найти и историю нашего Башкортостана, и историю нашей страны, ну и, простите за нескромность, и историю вообще-то всего мира. Я хочу представить студентов для того, чтобы слушатели онлайн знали, что в аудитории сидят студенты нашего Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмоллы. Уважаемые студенты, уважаемые коллеги, можно задавать вопросы и по ходу лекции, и в конце лекции, как вам будет удобно. То есть не стесняйтесь, хорошо? 55 лет. Много ли это или мало? Если посмотреть в масштабах всемирной истории, конечно, это песчинка большой пустыни. Но если посмотреть с точки зрения жизни одного человека или с точки зрения вуза, то оказывается, Салават Талгатович уже сказал, 60 тысяч выпускников. Те студенты, которые сейчас здесь учатся, те абитуриенты, которые сегодня учатся в 5 классе, но собираются поступать к нам. Я понимаю, что 11-классники уже написали заявление, а вот те 5-классники, 6-классники, которые хотят к нам поступить, выпускники, студенты, их родители, это тоже те, которые принимали так или иначе участие в истории нашего университета, те, которые писали историю нашего университета. Это те дела, которые были сделаны, делаются и будут делаться еще в будущем. И все это вбирает в себя вот эти 55 лет. Это те сложности, те переживания за зачеты, экзамены, за те мероприятия, которые студенты делали, выпускники, которые потом переживали и сейчас принимают участие в жизни нашего университета. Вот если с этой точки зрения посмотреть, вообще-то 55 лет – это тысячелетие, если прибавить жизни всех тех людей, которые принимали, принимают и будут принимать участие. Это педагоги, которые работали, работают и будут работать в нашем университете. Это сотрудники нашего университета. Это те, кто так или иначе принимали участие в создании нашего университета, сегодня помогают. Те наши друзья, которые с нами сотрудничают, то получается, оказывается, посмотрите, 55 лет включает в себя достаточно. И я уже сказал, что как в капле воды, вот эти 55 лет отражаются, и вот в этой капле отражается вся история нашего государства в целом. Насколько это так, судить вам. Давайте поразмышляем и вспомним те предпосылки, то, из чего дальше строилась та история, о которой мы будем говорить. Сегодняшние 55 лет – это дата, в которой, оказывается, проявляются те события, которые были. Посмотрите, пожалуйста, 300 лет – круглая дата. 300 лет, оказывается, на территории Башкирии начинает развиваться государственное образование. Еще с петровских времен Петр I рассылает указ во все провинции об открытии цифирных школ. Факт очень важный вот в каком отношении. Дело в том, что именно эта цифирная школа начала создавать
то, чего мы называем единая образовательная система, единое образовательное пространство. До этого учебные заведения, вы знаете, были, но это была первая школа, которая должна была быть открыта везде по России, по единым там планам, программам и так далее. Да? И поэтому вот с этих циферных школ начинается государственное образование у нас в России в целом. И, что интересно, у нас в Уфе такая циферная школа была открыта. В 1720-х годах эта школа действительно работала. Я как историк знаю, что не во всех регионах эту школу открыли, не во всех провинциях это сделали. Хотя иногда рапортовали Петру Первому, там сам Санкт-Петербург, приходили бумаги о том, что вроде бы эта школа открыта. На самом деле историки говорят, нет, школы не было, просто вот послали такое вот письмо, что у нас в Уфе эта циферная школа работала. Следующая дата – 190 лет со дня рождения Мифтахиддина Акмуллы. В декабре в прошлом году, буквально 1 месяц тому назад, наша республика справляла эту дату, 190 лет, великому мыслителю, философу, просветителю, педагогу, человеку, который получил вот это прозвище Акмулла, которое стало нарицательным. Но в переводе мы понимаем, что это святой, чистый, белый, мудрый человек, Акмулла. Да? И наш университет совершенно не случайно. И вообще это великая наша победа, что мы получили имя Мифтахиддина Акмуллы. Следующая дата тоже юбилей. В 2022 году мы справляем 160-летие с начала формирования педагогического образования у нас в Башкортостане. В Уфимской губернии в 1862 году было открыто первое педагогическое учебное заведение. Первое государственное педагогическое учебное заведение. То есть вот вам снова дата и снова круглая дата. Да? И, конечно, наши 55 лет. Вот корни, которые питали наше сегодняшнее событие. Если взять 20 век, прошлый век, когда был создан наш, тогда он назывался Башкирский государственный педагогический институт, век, который был наполнен очень много важными, скажем, или важными событиями. Не будем про все события, назовем те, которые питали вот именно то, что в конце концов вылилось в Башкирский государственный педагогический институт. И сегодня Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы. Да? 1930 год. Год, когда у нас в Советском Союзе, СССР, да, Союз Советских Социалистических Республик, так называлось наше государство, в начале, в 20 веке, скажем, с 1922 года начиная, да, СССР возникает. Так вот, в 1930 году у нас в стране был принят закон об обязательном всеобщем начальном образовании. Это было великое дело, это была победа, которая потом способствовала во многих победах. В первую очередь в победе Великой Отечественной войне. Да? 1958 год. Наша страна переходит на 8-летнее обязательное образование. С 1861 года начинается процесс, когда наша страна постепенно переходит. Этот процесс длился 10 лет примерно, да? И наша страна переходит на обязательное среднее образование, бесплатное образование. Ни в одной стране мира, вот этого не было. И наша страна была первая, которая принимает вот такой закон, когда всех детей нужно было обязательно и бесплатно дать среднее образование. И вот посмотрите, я назвал только несколько штрихов, но вот эти штрихи, они
обусловили, они стали главной причиной того, что мы достигли в 20 веке. И того, чего мы достигаем и сегодня. Посмотрите, я уже сказал, что Великая Победа 1945 года, да, победа в Великой Отечественной войне, не случайно руководитель нашего государства Иосиф Сталин сказал, что Великую Отечественную войну выиграл сельский учитель. Тем самым сказав, что в этой войне основную задачу, основную причину победы он назвал вот эту победу Великой Отечественной. Школу. Школа стала той предпосылкой, которая создала, да, условия для победы в Великой Отечественной войне. Потом победы в космосе, да, достижения в промышленности, например, авиастроение, в атомной энергетике, да, в подводном флоте. Это наше достижение в науке. Именно в советское время родился такой феномен, который назывался «большая советская наука». Никогда в истории науки такого понятия не существовало, а вот в это время оно возникло. Да? 1957 год мы запустили спутник. Вы знаете, что произошло в США в 1957 году? Для них это был шок, самый настоящий. Как это так? Лапотная Россия, они так и говорили. Лапотная Россия запустила спутник. Вы знаете, скажу больше, в Сенате США даже занялись вопросом, вопрос, а почему Россия это сделала? Да? И тогда специалисты занялись вопросом, как они добились этого. Оказалось, специалисты сказали, они добились этого благодаря своей системе образования. В 1950-е годы наша страна тратила на систему образования 10% ВВП. Это великая цифра. Ни одна страна в это время не тратила столько, не финансировала столько на систему образования. Даже США в 50-е годы тратила только 4% ВВП на систему образования. Я просто хочу обратить ваше внимание, что цифра очень большая. Советский Союз был огромный. И 10% ВВП – это после того, как мы потеряли Великую Отечественную войну, генофонд. Мы потеряли территорию, разрушенные территории, да, которые надо было восстанавливать. То есть мы очень много потеряли, тем не менее на систему образования обратило государство огромное внимание. Конечно, восстанавливались школы, конечно, строились школы, строились вузы, средние специальные учебные заведения. И вот в эти годы, в 50-е, в 60-е годы, одна из самых больших проблем – это была проблема учителей. У нас в Башкортостане учителями в 50-е, в 60-е годы подготовкой учителей занимались педагогические училища. Занимались 3 вуза. Это Башкирский государственный университет, это Бирский педагогический институт и Стерлитамакский педагогический институт. Но БГУ, он, кроме того, что занимался подготовкой учителей, и причем подготовка учителей для БГУ уже была не самой главной задачей, они занимались подготовкой специалистов многих других областей, сфер деятельности. И, кроме того, БГУ занимались подготовкой ученых, да, научных деятелей. И поэтому у нас в Башкортостане вот эти 3 вуза, условия не позволяли готовить педагогов в достаточном количестве. Но, как вы понимаете, количество школ росло. Постепенно, конечно, это шло очень непросто, но тем не менее росло. Росло количество учеников, желающих поступить в среднюю школу, становилось с каждым годом все больше и больше. А учителей не хватало. И в этом отношении БАССР
Башкирская автономная советская социалистическая республика, так называлась республика Башкортостан в советское время. И вот в БССР страшно не хватало учителей. По этому показателю в 60-х годах, 1960-х годах, БССР занимала предпоследнее место в РСФСР. В городах Башкортостана было 41% с хвостиком учителей с высшим образованием. Откуда набирали учителей дальше? Это были учителя, которые были со средним образованием, и в эти годы было много учителей, у которых не было никакого педагогического образования. Это были выпускники. Это вот Загира, которая закончила хорошо школу, ей говорили: Загира, пожалуйста, давай, мы очень хотим, чтобы ты была у нас учителем. Ее начинали готовить с 9, с 10 класса, чтобы она потом осталась работать учителем в школе. И вот получается, что очень много было вот таких выпускников школ, которые потом становились учителями, понимаете? То есть людей с педагогическим образованием, особенно с высшим педагогическим, было очень мало. Цифру я уже назвал. В сельской школе этих учителей было еще меньше. И вот в эти 60-е годы нам нужно было очень сильно открыть педагогический институт. И правительство Башкортостана, Министерство просвещения, педагоги, общественные деятели очень сильно просили и союзное правительство, чтобы нам разрешили открыть педагогический институт. И вот вы знаете, историю нашего университета, историю нашей страны, вообще историю пишут конкретные люди. И у нас, я уже говорил, в университете было и есть очень много людей, которые пишут эту историю. Вы, студенты, тоже пишете эту историю сейчас, своей учебой, своим отношением к работе, к жизни, к своей, к самому себе и к людям. Да? И вот я вам хочу рассказать об одном человеке, который оказал непосредственное влияние на создание нашего университета. Человек, который сыграл первую скрипку, сыграл роль дирижера и сыграл роль самого музыканта в хорошем смысле этого слова в открытии этого университета. И имя этого человека Мустафина Фатима Хамидовна. Человек уникальный для истории нашего Башкортостана и нашей России в целом. Министр просвещения, здесь я написал годы, когда она была министром просвещения, обратите внимание, она была 16 лет министром просвещения. Я посмотрел вот за всю историю министерств Башкортостана, я имею в виду Министерство образования, Министерство просвещения Башкортостана и Министерств России в целом, дореволюционной, советского периода и сегодня, да, современного периода. Вот быть министром просвещения 16 лет, вот таких людей было всего лишь 2 или 3 за всю историю министерства. Ну, я имею в виду министерство нашего региона и министерство страны в целом. Не такой это простой хлеб быть министром просвещения, да? И вот она была 16 лет министром просвещения. Но, может быть, даже не это самое главное. Первая кандидат философских наук башкирка, да? Человек, который писала докторскую диссертацию. Человек вот в ее министерство, вот в ее работу, когда она работала в министерстве, происходило очень много в системе образования. Вот эти переходы, 8-летнее образование, это этот период. Переход к 10-летнему среднему обязательному образованию, это опять-таки это работа министерства, ну, естественно, всего населения нашей страны, но тем не менее. Да? И вот Фатима Хамидовна
очень много сделало, чтобы способствовать вот этому. И когда правительство нашей республики решило, давайте откроем педагогический институт, мы стали выходить в союзное правительство, чтобы нам разрешили этот педагогический институт открыть. Вроде бы как бы все шло позитивно, но тут проблема возникла со зданием. Не было здания, подходящего здания. Строительство не так быстро работало, как сегодня. То есть быстро построить было сложно. Да? Ну и тогда наше правительство как бы вместе с Фатымой Хамидовной решили попросить здание у Министерства здравоохранения. Конечно, мысль была, ну, такая, скажем, фантастическая, потому что, ну, представьте себе, что к вам приходит ваш сосед и говорит, отдай, пожалуйста, свою дачу нам, или отдай, пожалуйста, свой дом нам. Да? Вот примерно такая ситуация. Но, тем не менее, в Москву вылетают 2 человека. Председатель правительства Акназаров и Фатыма Хамидовна. Они приезжают к академику Петровскому, он был министром здравоохранения РСФСР, да? И вот он заходит к нему в кабинет и просят, чтобы Министерство здравоохранения уступило нам это здание. И вот позвольте мне прочитать дальше, чтобы не быть голословным, слова Акназарова. Я напоминаю, что это был председатель правительства нашего Башкортостана, который на 80-летие Фатымы Хамидовны об этом рассказывал из его воспоминаний. Фатыма Хамидовна весьма тщательно и основательно готовилась к встрече с министром. Поэтому начала разговор с того, что в республике не хватает педагогов, нет специального пединститута. Однако министр даже не стал дослушивать ее доводы, сказав, что здание необходимо Минздраву. Тут Фатыма Хамидовна внезапно заявила: «Если вы не поддержите меня, я не вернусь в Башкирию и не выйду из вашего кабинета. Пусть все знают, что Мустафина не смогла помочь родному Башкортостану иметь свой пединститут». Я посмотрел на нее и удивился. Слезы потекли из ее глаз. «Вы не понимаете, — говорила она сквозь слезы, — вы не хотите понять, что целая республика, где живут 3 миллиона разных народов, где 1000 школ, почти 1 миллион учащихся, даже после 50-летия Октябрьской революции не имеет своего пединститута. Не понимаете, что у нас катастрофически не хватает учителей. Как я посмотрю в глаза нашим детям? Неужели вы не можете уступить его даже ради детей?» Академик даже растерялся. Я расстроился. Петровский говорит: «На самом деле, успокойтесь, Фатыма Хамидовна, сейчас мы посовещаемся, пока выйдете в приемную». Мы вышли в приемную, через 20 минут нас пригласили обратно. Академик торжественно объявил, что здание института Мечникова по улице Октябрьской революции будет передано на баланс республики. Фатыма Хамидовна опять заплакала. Плачет от радости, как ребенок. Извинилась и вышла из кабинета. Академик задержал меня и говорит: «У вас министр боевая». Как настойчиво ставит она вопрос о подготовке учителей. Побольше бы нам таких министров. Конец цитаты. Комментарии, коллеги, излишни. Даже слезы этого человека вызывают уважение. И вот после этой встречи 3-й корпус нашего университета, который находится там, сегодня учатся студенты ИФОМ, который находится напротив этого здания. Да? Вот с этого здания начинается наш университет. Ну, как уже сегодня мы много раз говорили, университет был открыт по распоряжению в начале, да, 9 января, распоряжению Совета министров СССР и по распоряжению дальше уже по приказу министра просвещения. Приказ был подписан 18 января, ровно 55 лет тому назад. Да? И по этому приказу у нас в институте, Башкирский государственный педагогический институт, было открыто 3 факультета. Это физико-математический, филологический и факультет иностранных языков. 3 факультета. Ну и 6
только 6 кафедр было открыто. Да? Ну, понятно, что приказ мы этот зачитывать не будем. Первым ректором нашего института был Янгиров Марван Янгирович, первый ректор нашего института. Он вспоминал о том, что самой большой проблемой в первые дни нашего института это была проблема педагогов. То есть новый институт созданием помогло правительство, его начали ремонтировать, уже в январе открыли, и вот до сентября очень хорошо отремонтировали здание, да, и в это время очень интенсивно набирались педагоги. Педагоги набирались из вузов нашего Башкортостана, стали приглашать педагогов из Советского Союза в целом. Да? Педагогам очень сильно помогали, давали бесплатные квартиры. То есть вот таким образом старались набрать педагогов. Но это все равно была сложная проблема в первые годы работы института. И эту задачу наш институт тогда решал еще за счет аспирантов. Наших аспирантов, еще даже не выпускников, а вот набирали выпускников других вузов, БГУ в первую очередь, да, аспирантов посылали в Москву в первую очередь, в аспирантуру, в Ленинград тогда, да, и в Казань. Вот 3 основных города, но в первую очередь в Москву посылали. То есть вот из этих аспирантов постепенно формировали педагогов нашего института. Копаясь в документах, я встретил очень интересный документ. В 1968 году, в сентябре, к нам в институт поступает на работу Эдуард Шайхулович Хамитов, который становится впоследствии ректором нашего института и потом университета в том числе. Да? Значит, первый набор студентов, 280 человек был набран, да, первый год. Ну, второй год, третий год мы набираем студентов, и нам вторая проблема опять перестала хватать зданий, помещений, аудиторий. И тогда мы, эти первые годы было очень достаточно сложно. Начинается строительство учебных корпусов, строительство общежитий. Да? Вот буквально в 70-е, 80-е годы, буквально там за четверть века было построено очень много общежитий и очень много учебных корпусов. Вот те корпуса, ну, например, 3 общежития, 9-этажных общежития на улице Аксакова, Коммунистическая и, наверное, Свердлова улица, да, там, где физмат когда-то базировался. Так вот, эти 3 9-этажных здания тоже были построены в 70-е, 80-е годы. Но, тем не менее, вначале было сложно с помещениями, со зданиями, да, и, конечно, правительство и в целом правительство страны интенсивно помогало нашему институту, чтобы мы вот могли достойно обучать студентов. Да, посмотрите, аттестат зрелости, я специально этот документ вывел в презентации. Это те школьники, которые получали свой аттестат на одном листочке, да, бумаги, он назывался, вот это слово, аттестат зрелости. То есть, выпуская из школы ученика, школа считала, что этот человек уже зрелый. Поэтому он назывался аттестат зрелости. Да? И этот юноша Ибрагим, да, я взял из сотни этих аттестатов, один взял тот, который, ну, случайно даже, вот скажем, по выбору. И этот Ибрагим, он закончил школу в 60-м году. Среднюю школу, Туймазинскую среднюю школу в Туймазинском районе. И только в 60-е, там уже, наверное, в 60, может быть, 7-м, 8-м, то есть получается лет через 7, через 8 поступает к нам в институт учиться. А что он делал до этого?
в наш институт очень много принимали тех, кто работал до этого в школе, то есть имел педагогический стаж. То есть они шли как бы в первых рядах, для них было особое отношение. В 1971 году у нас в институте происходит, понятно, очень интересное торжественное событие. Мы выпустили первых выпускников. Это были филологи, они проучились 4 года. Тогда для филологов обучение было 4 года, а для других студентов 5 лет. И посмотрите, это первый диплом, диплом номер 1, который был выдан, я вот подойду поближе, Алмаевой Насиме Нурлыгаяновне, да, студентке филологического факультета, которая с отличием окончила наш институт тогда, да, и Насима Нурлыгаяновна потом осталась в нашем институте, она всю жизнь проработала в нашем институте. Вот так получилось, что вот первая отличница и потом работала всю жизнь в нашем университете. Следующим ректором нашего института стал Кузеев Рустем Гумирович, 71-83 год. Человек, который до этого имел большой педагогический стаж. Он работал заведующим кафедрой истории в БГУ, да, и в 1971 году его пригласили на место ректора в нашем институте. Человек легендарный, человек, который прошел Великую Отечественную войну, который имеет 2 ордена, да? Человек, который был командиром танка, офицер, человек, который там получил тяжелое ранение, достаточно сложное ранение, там он потерял зрение вот в этом ранении, да? И вот человек, вот еще раз повторю, фантастической работой. Человек, который очень много занимался образовательной деятельностью, очень много занимался наукой, который очень много внес в развитие исторической науки нашей республики. Да? И вот этот человек приходит к нам ректором работать, и вы понимаете, что это был следующий, скажем, скачок в развитии нашего вуза. В эти годы, когда работал Рустем Гумирович и потом Эдуард Шайхулович, в эти годы я уже говорил, что в университете было построено очень много для того, чтобы была нормальная работа института. И вот интересно, что говорит Рустем Гумирович, когда он поступал к нам на работу. Вообще решение было достаточно сложным. Он как-то даже не очень, как бы, у него были другие интересы. Он в это время интенсивно занимался наукой и дописывал свою докторскую диссертацию. И первая мысль, когда ему говорили в обкоме КПСС, Коммунистическая партия Советского Союза, да, когда ему предлагали вот эту должность, из его книг, я помню, он говорил, мысль такая, говорит, мне бы дописать докторскую диссертацию, и это он высказывает вслух. Тогда ему собеседник говорит, секретарь обкома, говорит, ничего, будешь делать все параллельно, ты это сможешь. Да? И вот что говорит сам Рустем Гумирович, я прочитаю его несколько строк. У меня за плечами был уже вузовский опыт работы. Мне казалось, что в общих чертах я представляю, какой объем работы я беру на себя при согласии стать ректором молодого института. Позднее мне стало ясно, что я тогда не представлял себе даже 10-й доли объема той работы и ответственности, которую я принимал на себя. Понятно, что труд ректора университета, института – это тоже непростая, это очень сложная работа. И вот Рустем Гумирович говорит об этом. Да? В эти годы открывается очень много факультетов. Здесь на слайде эти факультеты, правда, я их не все написал.
уважаемые коллеги. Но, тем не менее, несколько факультетов я назову, те, которые были после того, как было открыто 3 предыдущих названных факультета. Да, вот они: филологический, физико-математический, иностранных языков. В 1973 году открывается 2 факультета: историко-английский и естественно-географический. В 1974 году открывается художественно-графический факультет. В 1982 факультет педагогики, методики начального обучения. В 1988 году на филологическом факультете открывается башкирское отделение. И в 1992 году это башкирское отделение было преобразовано в отдельный самостоятельный факультет башкирской филологии. В 1989 году факультет физической культуры, в 1995 факультет педагогики и психологии и так далее. Конечно, эти факультеты в последующие десятилетия реорганизовывались, организовывались институты. И то, что мы имеем сегодня, это, конечно, было расширено и построено на основе того, что было заложено вот в те десятилетия. 1973 год открывается факультет, историко-английский факультет. Я несколько слов об этом факультете, потому что вообще в Советском Союзе вот таких факультетов было всего лишь 5. 5. Были исторические факультеты, а вот историко-английский — это что-то было новое, понимаете? И 5-й такой факультет был открыт у нас в университете, когда студентам давали, понятно, 2 специальности: историки и учителя обществознаний, учителя английского языка. Да? В 1973 году первые историки, студенты учились вот в том... Кстати, в 1973 году запустили корпус, вот это 8-этажное сегодня, ну, 9-этажное, так скажем, здание, большой корпус наш, учебный корпус. Да? И вот в 1973 году студенты-историки, им дали всего лишь 2 помещения, 2 аудитории. Вот в этих 2 аудиториях учились студенты-историки. Ну, понятно, с каждым годом количество студентов увеличивалось. В 1974 году они еще там учились, в 1975 году уже перестало хватать места. Правительство республики предлагает нам здание по Октябрьской революции, школа номер 5, дореволюционное здание, да, в котором мы до сих пор учимся. Хорошее здание, теплое здание, светлое здание, большие, да, вот, скажем, ну, аудитории. И вот, ну, тогда, конечно, в 1975 году это здание было не такое, как сейчас, но вопрос не в этом. Отопление было печное. Поговорили со студентами, представляете? Администрация нашего института разговаривает со студентами, с педагогами разговаривает и говорит: да, давайте, республика нам подарила это здание, мы это здание взяли, да? Подлатали, подремонтировали, но тем не менее отопление было печное. И вот со студентами поговорив, студенты, посмотрите, что говорят студенты. Такое было стремление учиться. Студенты говорят: мы сами будем это отапливать. И в 1975 году, вот эта зима, 75-76 учебный год, зима, студенты сами топят, готовят дрова, пилят, рубят и так далее. Да? Дежурят. Зимы были иногда страшные. И вот иногда дежурили, приходили с 4 утра, чтобы растопить эти печи. Иногда дежурили всю ночь, там ночевали студенты, чтобы утром было тепло там учиться. Представляете? С 1976 года там стали проводить отопление. Там, то есть 1 год такой вот был на историческом факультете. Вот такая была история. Да? Вообще историй студенческой жизни нашего института, университета огроменное множество. Да? Студенты учились, занимались наукой, занимались творчеством. Я хочу сказать, что кроме тех факультетов у нас с самого начала был организован такой факультет, который назывался, тогда он назывался, факультет общественных профессий, ФОП. Да? Лозунгом этого факультета было каждому студенту 2-ю профессию.
мы понимали, что учитель, который пойдет в школу, или человек, который, может, не пойдет в школу, в сферу культуры, журналист, да, деятель культуры, писатель и так далее, этому человеку еще нужна, кроме его специальности, еще нужно то, чтобы обогащало его, и в том числе и духовную жизнь, в том числе и украшало его досуг и так далее. Поэтому студентов стали записывать во множество разных кружков, во множество разных студий, где учили различным мастерствам, искусствам. Да? Это игры на музыкальных инструментах, это танцы, это песни, это фотокружок, это пропагандисты, это фотокорреспонденты, резчики по дереву и так далее, и так далее, и так далее. Да? И вот это движение было очень широким. Тогда все факультеты стремились, чтобы каждый студент записался в какой-нибудь из этих кружков. Конечно, начинается организация спортивной жизни студенчества. То есть вот оно было достаточно богатым, и оно давало свои результаты. Потому что, например, учитель приходил, преподавал башкирский язык, и в то же время он очень хорошо танцевал или очень хорошо играл на музыкальных инструментах. Да? И он мог этому обучать детей. И вы знаете, дети влюблялись в таких учителей. И это было очень нужным, полезным для самого студента, для института. И студенты, конечно, проявляли себя во всех и творческих конкурсах, которые проводились у нас в республике, в России, прошу прощения, в Советском Союзе в том числе. Да? Расскажу, кроме вот этого всего, было много массовых студенческих вот таких еще движений. Расскажу о некоторых из них. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Здесь студенты в необычной форме. В такой, скажем, военизированной, наверное, форме. Да? Это была форма студентов строительного отряда. Их называли студенческие строительные отряды, так уменьшительно-ласкательно иногда называли ССОшники. Да? И вот один из отрядов нашего института. Вообще стройотрядовское движение было очень интересным, оно было таким массовым движением, когда студенты хотели не только учиться, не только поглощать гранит науки, да, грызть на гранит науки, они хотели еще и украшать, делать богаче нашу страну. И поэтому вот студенческое движение начинается в 1958 году. Начинается с МГУ, со студентов. И в 1968 году, посмотрите, это был второй год нашего института, когда у нас возникает первый строительный отряд. То есть мы это начали сразу. Да? В 1982 году у нас уже было отрядов строительных более 20. На каждом факультете были свои строительные отряды. Были отряды такие объединенные, когда со всего института соединенные такие отряды. Были отряды смешанные в основном, то есть юноши-девушки. А были отряды только девушек. Студенты, которые ехали летом на стройку, строили множество объектов. Наши студенты нашего института строили, например, Раевский сахарный завод, Нефтекамский автобусный завод «Нефас», да? Строили Туймазинский фарфоровый завод, то есть помогали строить. То есть вот строек было очень много, я их могу называть бесконечно, но не об этом. Да, строили промышленные объекты и не только у нас в республике, но и за пределами республики. Например, город Стрежевой, да, вот строили наши студенты. Кроме строительных отрядов были сельскохозяйственные. Наши отряды ехали в Астрахань. И множество было разных статей, например, арбузная ярмарка.
или «Арбузное пиршество». Я встречал такие статьи с такими названиями, когда писали про наших студентов статьи, которые вот работали в Астрахани по сбору сельхозпродукции, не только арбузов, фрукты, овощи и так далее. Мы стали создавать студенческие педагогические отряды. И эти педагогические отряды ехали в школы, в детские дома, да, когда работали непосредственно с детьми. И вот это было очень интересное движение, да, которое воспитывало студентов и, безусловно, влияло на их будущее становление профессионально. Вот несколько, Рустем Гумерович, Кузиев, да, и так далее. Еще одну покажу. Вот на фотографии, обратите внимание, Муса Гареев вместе с комиссарами, командирами, да, наш герой Рустем Гумерович. Справа Асадуллин Раиль Мирваевич, тоже ректор нашего университета, он был командиром ССО. Да? Еще Зульхиза Исмагиловна, вот здесь вторая для вас слева. Зульхиза Исмагиловна, директор института, одного из институтов нашего университета. Да? Это вот несколько фотографий. Ну, я видел поднятые руки. Пожалуйста, если у вас есть вопросы. Да, пожалуйста, Гульдар. Гульдар. Мы знаем, что вы учились в нашем университете. Расскажите, пожалуйста, интересный случай из студенческой жизни. Спасибо большое, Гульдар. Вы знаете, студенческие годы, была такая фраза «студенческие годы, золотые годы», когда, я не сомневаюсь, вы закончите наш университет, будете эти годы вспоминать очень тепло. И я всегда очень тепло и очень с благодарностью вспоминаю свои студенческие годы, с благодарностью вспоминаю тех педагогов, тех людей, которые меня окружали. Мое становление как профессионала вообще становилось вот в стенах нашего вуза. Да? Ну, расскажу один случай. Ну, даже так, одна история, маленькая, небольшая история. Это был первый курс, когда мы учились, это был 83-84 учебный год. Мы изучали этнографию башкирского народа, и нам читал этот предмет Раиль Гумерович Кузиев. Человек тоже уникальный, а потом он стал академиком разных академий, да, историк с большой буквы. И вот он нам читал этот курс. Учебников по этому предмету не было. Были отдельные работы общего характера, были отдельные статьи. И вот он нам читал этот предмет, и, вы знаете, с ним приходил его ассистент, записывал его лекции на магнитофон «Романтик». Такой кассетный магнитофон. Вы этот магнитофон не встречали. Теперь только в музее, наверное, можно встретить этот магнитофон. То есть лекции, вернее, учебники потом... Учебник был написан Раилем Гумеровичем, но учебник писался вот в процессе этой работы. И я тут провожу маленькую параллель. Соловьев, историк российский, да, тоже, говоря о своей жизни, он говорил, вот сижу в архиве, собирая документы, потом читаю лекции в университете. Да? Раиль Гумерович и многие наши педагоги делали так. И вот, вы знаете, как мы интересно готовились к этому экзамену. По лекциям, которые читались, по той литературе ее было немного. Еще раз повторю, учебника не было. И мы тогда еще на первом курсе вдруг решили, а давайте объединимся. Объединились человека 3-4 и начали, готовясь к экзаменам, друг другу рассказывать вопросы. Кто чего знает. А кто-то с курса услышал это и говорит, а можно мы тоже? И так мы так тихонечко в общежитии собирались и готовились к экзамену вместе. Понимаете, ситуация, которая потом нам помогла в будущем работать, оказывается, очень хорошо помогала друг другу работать. И когда заканчивался экзамен, там выходил мой сокурсник, первый вопрос был какой? Как сдал? Сколько получил? То есть ты радовался за то, что он получил 5.
Вот маленький такой случай, Гульдар, из нашей студенческой вот такой жизни. Спасибо большое, Гульдар, за вопрос. Гульдар, еще вопрос? Вот вы вначале говорили то, что про циферные школы рассказывали. И мне интересно, а какая система обучения у них была? То есть чем отличалась от обычной школы? Обучение в циферной школе? Да. Вот вы знаете, вот наш институт, наш университет имени Мифтахиддина Акмоллы, он еще чем силен? Тем, что он опирается на традиции. И вот этот принцип опора на традиции и двигаться дальше, именно опираясь на традиции, создавать нечто современное, исходя из того, что было накоплено, это один из принципов нашего университета и сегодня. И вот этот принцип, он был заложен в системе образования России в целом, когда создавалась некая матрица. И вот тогда в этой циферной школе была создана некая матрица, как надо обучать детей. И получается, что мы сегодня в 21 веке в целом, безусловно, опираемся на те традиции. Когда учитель, он был не только наставником, он был еще и коллегой своих учеников. Когда вот принцип уважения к своему ученику. То есть вот те принципы создавались. Да, очень интересно. Принцип, например, учителя, когда учительская работа – это миссия. Учителя иногда говорили: кто, если не я? Благодаря вот этому создавалась система образования. И та циферная школа – это в какой-то степени это прообраз будущих учебных заведений нашего региона. Спасибо большое, Гульдар, за вопрос. Давайте я, с вашего позволения, быстренько перелистаю страницы презентации, потому что их очень много. Это вот наши студенты в ГДР, у нас были Германская Демократическая Республика, у нас очень были тесные связи в советское время с педагогическим институтом города Галле в ГДР. Да? Сейчас это ФРГ, то есть Германия в целом. Сказочные городки, которые мы строили в 70-е, 80-е годы в городе Уфе, в республике, там же в городе Галле. Я в 2018 году был в городе Галле, уважаемые коллеги. До сих пор наш сказочный городок, построенный нашими студентами, стоит. Единственное, чего там нет, медведя нет. Как бы я приехал, говорю: а где медведь? А мне говорят: а медведя увезло российское консульство в Лейпциге, медведь стоит там. Я говорю: ну хорошо, тогда все на месте, значит. Так что построенный 40 лет назад, до сих пор этот городок там существует. Салават Талгатович, спасибо большое, потому что вот действительно сказочный городок до сих пор там стоит. И очень интересно вот такие, скажем, воспоминания, когда студенты строили, ежегодно летом приезжали, строили. Да? Очень много там работали студенты худграфа. Вот эта вся деревянная, да, вот архитектура и так далее. Это наши студенты делали. Каждый камешек там был выложен нашими студентами. И вот студенты работают, дети там, а там висели такие, скажем, ну, ниточки. Дети, родители, глаза горят, но туда не заходят. Да? Иногда, конечно, забегал один-два и так далее. Студенты такие довольные, ребенок прибежал. И вот как только открывался этот городок, сказочный городок, да, детей заполняло. Вот сколько было радости вот, в глазах этих детей, ну, немецких детей, сколько было радости в глазах детей нашей республики, когда они видели вот все это здесь у нас, да, это было нечто. Это было нечто. Сказочный городок, два ректора, вот ректор Конрад, ректор города Галле педагогического института, Эдуард Шайхулович, следующий ректор, третий ректор. Да? При Эдуарде Шайхуловиче наш университет, вернее, наш институт становится университетом. Вот приказ об этом, да, в 2000 году. Следующий ректор Раиль Мирваевич Асадуллин. Да? Ну, понятно, что при каждом ректоре очень было много разных событий. Ну, то, что имеет непосредственное отношение к нашей лекции, наш университет получает
наименование имени Мифтахиддина Акмоллы, да, площадь. Сейчас это все очень красиво заросло, но и тогда это было очень здорово. Да. Салават Талгатович, нынешний ректор нашего университета, да, который принимает активное участие в нашей лекции и помогает нам. Да. Здесь очень много достижений нашего университета за последние годы. Ну и я хочу сказать, что вроде бы 55 лет, но понятно, что в одной лекции всего не расскажешь. Это то, что требует очень многих встреч. Конечно, нашему университету очень много сделано, очень много надо делать, безусловно, поэтому мы не будем стоять на месте. Хочу закончить двумя цитатами. Первая цитата, если позволите, это цитата великого Ушинского. Мы в 24 году Константину Дмитриевичу мы тоже будем справлять юбилей. Да? И вот он сказал про учебу. Он много интересного написал, и он про учебу говорит следующее. Учеба есть труд, и должен оставаться трудом, но трудом полной мысли. И следующая цитата – это цитата Рустема Гумеровича Кузиева. В памяти поколений человек остается своими делами. И наш университет – это люди, конкретные люди, которые своими делами пишут эту историю, писали эту историю, пишут эту историю. И, конечно, вам, студентам, писать историю нашего университета, писать историю нашей республики, писать историю нашей страны, ну и писать историю всего мира в целом. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Спасибо. Игорь Мажитович. Давайте еще раз поблагодарим. У меня предложение к Игорю Мажитовичу. Вот, действительно, жутко мало времени, да, вот, на самом деле очень интересно было слушать, и я понимаю, сколько мы еще пропустили. Игорь Мажитович, давайте вы запишите видеокнигу про историю нашего университета, мы вас попросим. Но это правда, это действительно интересно. Может быть, у ребят сегодня не хватает времени читать живые книги, да, но, по крайней мере, видеокнига, ведь она у нас будет. Ее можно и в дороге, и в пути, что называется, и дома, и перед сном. Я думаю, это будет очень интересно, потому что действительно вами на протяжении многих лет вы собирались уникальные материалы. И я думаю, для нашего университета и для развития педнауки, в принципе, республики, это очень важно. Рахмет. Спасибо большое. Освобождаем сейчас помещение для следующей лекции, я так понимаю, да, коллеги? Спасибо еще раз большое всем, кто принял участие в первой лекции 55-летнего юбилея нашего лекториума. Спасибо. Рахмет. Спасибо.
Good morning, my dear students, Rector Sagitov, if he is online, and other online viewers, ladies and gentlemen. I feel very honored to say a few words on this topic and just to kindle your interest in this subject. Доброе утро, уважаемые слушатели, те, кто находится онлайн и в аудитории. Мы хотим микрофон поприветствовать вас в этой аудитории и немного рассказать об этой интересной теме, чтобы немножко интерес к этой теме опять возродить. As you can see that the whole story about the law of gravitation started from this gentleman, Isaac Newton, and you know this story, this m1 m2 by r squared. Ну, начнем из предыстории, да, о том, что вот этот замечательный джентльмен, которого зовут Исаак Ньютон, и легенда о том, что он сидел под деревом и открыл гравитацию. But there was a problem with Newton's theory. You see, this is the, where is this? It is there. This is the, there is no laser light. It is there. So you see, it should be elliptical. It's not there. But actually, in reality, it is not. It is like this, you see. This is the sun, this is the sun, this is the planet, and it is not elliptical. It is actually like this. Maybe you don't know it. This is Newton's law, but as you can see, that Newton's m1 m2 by r squared doesn't hold. И вот продолжая предысторию, да, хотим напомнить, что с гравитацией Ньютона была небольшая проблема. Согласно теории Ньютона, планеты движутся по эллиптическим орбитам вокруг центрального тела, допустим, Солнца. В реальности, как показали наблюдения, все немножечко сложнее. И орбиты планет, движущихся вокруг Солнца, имеют совершенно другую конфигурацию. Их эллипс немножко смещается. How to solve this problem? So you know him too. He's Albert Einstein, and he gave a theory, which is, he's writing the equation. Don't bother about it, but just know the man who solved that problem. И кто же решил эту проблему, которая была с ньютоновской гравитацией? Этого замечательного джентльмена зовут Альберт Эйнштейн. Да? Вы знаете его по картинкам, по его вкладу в физике. Вот как раз он пишет уравнения, которые решили ту проблему, которая перед гравитацией возникла. Пока что с уравнениями сложными давайте не будем сильно заморачиваться. Начнем с того, что проблема вот этих смещений орбит планет была решена как раз гравитацией, которую писал Альберт Эйнштейн. So this is the equation that he was writing, and he told us that matter is actually curved space, you see. It is not two-dimensional, it is four-dimensional, okay? You cannot see four dimension, you can see two-dimension. So that's what he taught us, that when there is matter, there is no matter, but only curved geometry. Это как раз вот то уравнение, которое он писал, те самые уравнения гравитационного поля. И Альберт Эйнштейн показал нам, что любая материя искривляет пространство-время. Конечно, здесь картинка такая двумерная, но в реальности мир, он четырехмерный. Мы, конечно, не можем изобразить четырехмерное пространство, мы в принципе его не можем изобразить. Но представьте, что это четырехмерное искривление пространства-времени, вызванное как раз вот этой материей. Вот этой нет никакой материи, есть искривление пространства-времени. Yes. So you see, when this collapses, it becomes like this. This is the picture. Mind you, it is four-dimensional, not two-dimensional. I repeat. So this is the geometry of the space-time around the black hole. Еще раз напоминаю, да, что мир, он четырехмерный.
3 пространственные координаты, 1 временная. Мы изобразить это не можем. Мы такую берем упрощенную картинку, но представьте, что вот это искривленное пространство-время, и вот в частности здесь изображено искривление пространства-времени именно черной дырой. Вот этот колодец, это вот искривление, оно в бесконечность уходит и не имеет конца. Это и есть черная дыра. What is this? Okay. Now this black hole has the, how do you know that there is a black hole in the universe? Yeah. На английском говорить? Как хотите, если знаете английский, Как будет центр? Центр. In the centers of galaxies, Yes, there is a black hole, big black hole. Yeah. yes, big black holes are named quasars. Ну, Нет? Ну, квазары. Quasar is another story. И черные дыры. Вопрос звучит следующим образом. Как мы знаем, что вообще вот в каком-то месте есть черная дыра? Как мы можем определить, если мы ее не видим в принципе? Так, как Если из определения черной дыры смотреть, да, то есть даже свет не может покинуть пространство-время черной дыры. Ну, благодаря радиотелескопам. Так, а как радиотелескопы вам покажут, что там черная дыра? Okay, can I go on? Давайте еще немножко послушаем, а потом вы придете. Да, я просто не поняла вопрос. Нет, понятно. So, Чем больше вопросов, тем лучше. how to understand if there is a black hole in the universe? One way is gravitational lensing. So that's the Earth where we are, and this is quasar, or could be any object. Oh, shit. Okay. Could be any object. You see, you don't see it because it is just behind this galaxy or a black hole. It could be a black hole here, no problem. You don't see it directly here. Oh my God, what is happening? I didn't touch. I didn't. Oh, okay. There is, okay. So you see 2 images, one image here of the quasar and other there. And then you know that there is a black hole or something there. То есть, еще раз возвращаясь к тому вопросу, который профессор задал. Как увидеть черную дыру, если ее в принципе увидеть невозможно? То есть напрямую вы ее увидеть никак не можете. Потому что мы ведь как объекты видим? Свет отражается, мы его получаем, соответственно, мы видим объект. А тут свет никак в принципе не отражается. Он замкнут на этом объекте. Вот один из способов – это гравитационное линзирование. То есть это такая, конечно, упрощенная очень схема того, что есть. Вот, допустим, вы находитесь на Земле, смотрите вот этот квазар, это очень яркий объект, который вы видите, но из-за искривления пространства-времени, вот здесь, допустим, сверхмассивная черная дыра находится, да, или какой-то другой объект, галактика и так далее, свет искривляется, и мы видим не сам квазар, а мнимые изображения. Они бывают множественные изображения в виде кольца, в виде креста, в виде множества малых и больших изображений, вот это мнимые изображения того, что есть вот здесь. В данном случае квазар, но это может быть и черная дыра и так далее. Вот именно благодаря искривлению пространства-времени мы можем наблюдать какие-то объекты. Okay. So this is what will happen to the sun in the end. You see, this is sun. Sun is a star. It will become red giant, Bolshoi, and then it will become either a white dwarf or it will just disappear into a nebula, something like this. So you can see. Да, тут бывают разные типы черных дыр. И если мы берем черные дыры массы звездной, то вот такая типичная схема образования черных дыр. Мы сейчас не говорим о сверхмассивных черных дырах, но любая звезда, как вы знаете, это не стационарный объект, он живет, проживает свою жизнь, рождается и умирает. Да? И один из конечных этапов жизни звезды – это черная дыра. Если ее масса на конечном этапе больше 3 солнечных масс, она заканчивает свою жизнь черной дырой. Вот она есть, и вот ее нет, она исчезла. На самом деле она никуда не исчезла, она просто превратилась в особенный объект. Если масса была меньше, это нейтронная звезда, там, туманность и так далее, белый карлик. Это такая типичная жизнь любой звезды. So when it is a black hole,
it is very difficult to get out of the black hole. You have to put a lot of thrust, force to get out. This is what it says, you know. No black hole goes out. A little strong is here, stronger there. I don't know, I don't touch it, but these things happen. Okay, let's come to. You have a question. What is inside the black hole? Right? This is what is inside the black hole. It is geometry. You know, there is no matter. There is matter, or no, we do not know. What we know is this is geometry, you see? So if you fall into the black hole, then you will follow one of these lines, and eventually you will go to the center. And in the center, nobody will survive. Everybody will die, okay? Very strong force. You know, it will crush. Now again, there is no way that you can get out. You can only get in through one of these lines. If we come back to previous slide, это вот скорость убегания, да, вот как профессор говорил, что покинуть черную дыру нельзя. Как только вы пересекаете горизонт событий, это уже вот билет в один конец. Вы пересекли, дальше какую бы силу вы ни прилагали, вы уже не сможете покинуть пределы. Если даже свет, вот видите, луч света, он все равно, он не может избежать черной дыры. И вот если мы дальше пойдем, что же внутри? What is inside the next slide? No. Значит, что же внутри черной дыры? Мы на самом деле не знаем. Мы знаем только о геометрии пространства-времени. Опять же, теория Эйнштейна нам объясняет все через геометрию. И вот как только вы пересекаете горизонт событий, вы стремитесь к центру. Конечно, там вопрос о выживании и так далее, мы уж не будем этот вопрос сильно обсуждать, но нет никаких способов там выжить. В общем, вы попадете в центр, и вот неминуемая гибель вас. Okay. Shall I be there? You want to go back? No. Okay. So you see, this is what happens. This is a star, normal star, and that's a black hole, and it eats this star. Okay. Вот другой способ обнаружения черных дыр – это аккреционные диски. Вы знаете, что многие звезды являются двойными системами, тройными системами. И вот если один из компаньонов превратился в черную дыру, и вот по мере, там разные процессы есть, он начинает своего компаньона, так скажем, пожирать. И благодаря вот этим джетам, вот этому аккреционному диску мы можем видеть, причем центр мы не видим, что вот это черная дыра. И впервые как раз было зафиксировано такое событие недавно. This is the shadow of a black hole, picture of a black hole. It was taken in 2017, a bit earlier. So this is the picture of a black hole, shadow. This is the black hole, and as you can see, this is the shadow. It was taken by Andrea Ghez. They won Nobel Prize this year. You must have heard of Andrea Ghez and two others. So it is her work. So this is the picture of a black hole that is living in the center of our galaxy. Okay? It is assumed that all the galaxies in the universe have a black hole at the center. Big black hole, not small, big. Это большой black hole. SGRA, Sagittarius A, which has 10 to the power 6 times the solar mass. It's so big. So it is there. Please. И вот произошло очень интересное событие. Вот помните, в прошлом году дали Нобелевскую премию за как раз первое получение фотографии черной дыры, которая находится в нашей галактике, в центре нашей галактики. Это сверхмассивная черная дыра. И Нобелевскую премию за это была дана. То есть мы, если на предыдущих слайдах говорили о черных дырах звездной массы, то это черные дыры сверхмассивные. И вот центр нашей галактики как раз и есть вот это изображение, это первое изображение черной дыры, которое было получено, за что люди получили Нобелевскую премию. I want to tell you that Andrea Ghez is a woman in America, okay? So I see many women, girls here, so think about it. And so this. And also, she has found many stars, many objects rotating around the center of the galaxy, as you can see.
Many stars. Вот, в том числе этой группой ученых было получено вот, то есть всевозможные компаньоны, которые вращаются вокруг центра галактики этой черной дыры. То есть это другие звезды. Видите, у них орбиты совершенно разные, и каждый по своей траектории движется. Yeah. So it is not as simple as our solar system where all the planets are in one plane. It is, you see, all arbitrary. But it was all observed by Andrea Ghez. Okay. Okay. Next we come to gravitational waves. You know that gravitational waves have been discovered in 2017, first time it was observed. And a Nobel Prize was also given for this 2 years ago, right? You must have heard of Kip Thorne and his team. So you see, two black holes are moving like this and coming close to each other, colliding, and then giving out huge energy, okay, into the sky, into the universe. And this has come here. That happened 1.4 billion years ago, and now it has come here. In America, it has been observed. So these are the waves. So when they collide, this is the wave. So this is... И еще один способ обнаружения черных дыр – это гравитационные волны. Тоже не так давно Кип Торн и его команда получили Нобелевскую премию как раз за открытие того, что миллионы лет назад две черные дыры столкнулись, и мы сейчас получаем сигнал от столкновения двух черных дыр, потому что когда две черные дыры сталкиваются, там идет этот большой всплеск, вот это, квазинормальные моды вот этих волн, и, значит, по вот этим гравитационным волнам, там, знаете, есть LIGO, Virgo, там всевозможные эти установки, которые очень чувствительны, они под землей находятся, и они фиксируют эти малейшие колебания, которые произошли миллионы лет назад далеко от нас, и сейчас эти волны доходят до нас. И мы фиксируем столкновение от черных дыр, которые произошли очень давно и очень далеко от нас. So this is the actual picture. In America, there are two places called Hanford and Livingstone, and they were observed in a few microsecond difference, these waves at these two laboratories. Да, это вот как раз LIGO эксперимент, он как раз фиксирует вот эти, это на двух концах планеты находятся вот эти установки подземные, которые независимо друг от друга фиксируют одно и то же событие, чтобы не было там вопросов, что это было небольшое там тектоническое движение или действительно столкновение черных дыр, они фиксируют одно и то же в разных концах планеты. So, in conclusion, I want to tell you that black hole is a reality. It exists. There have been two experiments. One is gravitational waves, as you can see, observed. And the other is this mapping of these stars around the Sagittarius A galaxy in the center of our galaxy. It has been observed, okay? So two black, one is this, gravitational waves, and the other is the picture and the stars around it, okay? So black holes exist, and last year, Nobel Prize was given to Penrose, who predicted black holes, and they have been observed now. So be sure it is, even some time ago, people believed that there are no black holes. It is just Einstein's result, but maybe not true, but true. We see that it is true. Okay. Да, и вот на сегодняшний день уже становится понятно, что черные дыры действительно существуют. Если раньше это все-таки воспринималось как такое частное решение уравнений гравитационного поля. И до конца не верилось в то, что действительно это есть. Очень интересное решение получается. Но на сегодняшний день, благодаря разным экспериментам, которые независимо друг от друга показывают, это вот и гравитационные волны, и вот это получение орбит других звезд, это фотография черные дыры. Все это свидетельствует о том, что черные дыры действительно существуют. Это уже не то чтобы фантастика, не просто частное решение какое-то математическое красивое, а это факт. Хотя еще даже несколько лет назад многие ученые все-таки ставили под сомнение вообще существование таких объектов. So there are lots of open problems in this field, and we are working here on some of them, especially accretion disk and the shadow, and even QNM gravitational wave. So we are working here in this university.
So there are many open problems. If you can solve any one of them, you will be famous. Okay? Да, вот у нас есть лаборатория астрофизики, где мы как раз вот этими всеми вещами как раз и занимаемся, публикуем работы в очень престижных журналах и вот и гравитационными волнами, и особенно аккреционными дисками. И если вы хотите решать подобные проблемы, пожалуйста, добро пожаловать к нам. Как раз вот если хотите именно наукой позаниматься, такой вот чистой, фундаментальной, то всегда добро пожаловать. Now Okay. we are coming to questions. Thank you very much. Теперь мы бы очень хотели услышать от вас вопросы. Yes, yes. Можно на русском же, да? Да-да-да. Что вы думаете что вы думаете по поводу гипотезы, вернее, гипотезы о белых дырах? What do you think about this hypothesis about white holes? Oh, white holes, well, strictly speaking, it has not been observed yet. But who knows? One day it could be observed. You know white holes, what are they? Do you know it? Вы знаете, что такое Да. белые дыры? Okay. So, no, this has not been observed yet. К сожалению, на сегодняшний день никаких наблюдательных доказательств о том, что белые дыры существуют, к сожалению, нет. Если с черными дырами более-менее стало ясно и понятно, то белые дыры, ну, если вдруг кто подзабыл, что это такое, в двух словах объясню. Если черная дыра все поглощает, да, то белая дыра, наоборот, от нее все исходит, и она из себя выталкивает, да, все возможно. Но наблюдательно пока мы еще никак белые дыры, ну, никак не наблюдали. Это тоже красивое решение математическое, но до наблюдательных каких-то данных пока еще говорить рано. А так, конечно, это очень красивая теория, что есть черные дыры и белые дыры. Было бы хорошо, наверное, понаблюдать, но пока наблюдательных данных, к сожалению, нет. Okay. Вот у девушки вопрос. So I wanted to ask about which of the scientists contributed the most. Take this, take this. I'm sorry. Yeah. Which of the scientists contributed the most to studying black holes? Well, How was it discovered in the first place? yes, this is a good question. Можно я теперь на русский переведу, чтобы для аудитории? Which scientist has contributed most? Okay. То есть на русском на всякий случай переведу, что вопрос был в том, что кто из ученых внес наибольший вклад в открытие физики черных дыр. One could say that Penrose, okay, Kip Thorne, and they got Nobel Prizes. And about black holes, and Andrea Ghez for observation, I can name them. Theoretically, many people, millions of people have done it. But experimentally, really, these are the people. I should name them, okay? Penrose, Hawking, Thorne, and Ghez. They're the names with the black hole. Ну, если тут разделять на теоретические исследования, да, и вот именно практическое наблюдение, то есть если в теории там просто невозможно перечислить всех, потому что черными дырами занимаются уже более 100 лет, и всех просто не перечислишь, но если брать вот именно тех, кто наблюдательно что-то подтверждал, что вот те фамилии, это Пенроуз, это Торн, это Хокинг, Чандрасекар, Субрахманьян Чандрасекар, да, Андрей Гесс, и вот эти люди как раз внесли... Да, конечно, всех не перечислишь. Тут очень много кто этим занимался. Да. Очень тяжело одному. Но если мы будем исходить из того, кому дали Нобелевскую премию, можно вот по такому принципу, допустим, да, пойти. Еще вопросы? Испарение черных дыр — это что за процесс? Is there any black hole? Where? What did you ask? Evaporating. About evaporating of black holes. This is Hawking radiation. You know, Hawking radiation, it evaporates the black hole, you know. All the information goes out of the black hole by Hawking radiation. Hawking evaporation, it is called. And this is still at a hypothetical level, you know. It has not yet been observed. Okay? And there are lots of questions about it. And Hawking himself, in Beijing, I heard his lecture, and he said, well, there are many ifs and buts up there. So, however, it is a quantum mechanical effect, and we do not have a theory of quantum gravity yet, so we cannot say
the reality of it. But Hawking radiation is a respectable term, and black holes can evaporate. There is an information paradox, because everything goes into the black hole, and so it evaporates. Where has the information gone? Do you know? So it is an information paradox. Then Hawking realized that there was something difficulty with the calculation, and if you do it correctly, as Don Page has done, then no information is lost. There is no paradox. He agreed to it. So this is the answer to your question. Ну, вкратце переведу. Значит, ну, по поводу испарений Хокинга. Это действительно интересный такой квантово-механический процесс, который пока вызывает очень много вопросов, потому что, ну, как бы считается, что на границе черной дыры частицы и античастицы сталкиваются, происходит аннигиляция, и, соответственно, потихоньку черная дыра теряет свою массу. Но, как вот профессор говорит, я сам на лекции у Хокинга был, он сам говорил, что с этим вопросом у меня самого очень много, честно говоря, проблем. До конца непонятно, как это работает и работает ли это вообще. То есть теоретически вроде как все должно быть это происходить. Но, понимаете, даже если посчитать, сколько времени нужно, чтобы увидеть испарение черной дыры, там миллионы лет нужно. И мы просто зафиксировать этот процесс не можем. Поэтому пока теории квантовой гравитации не существует. Поэтому пока гравитация и квантовая физика не очень дружат. И вот этот процесс объяснить до конца пока еще невозможно. Any other question? Yes. Давайте последний вопрос. По времени уже. В презентации упоминалось то, что столкнулись две черных дыры. Что происходит при их столкновении? On the presentation, there was a slide of colliding two black holes. Yeah. What is happening after the colliding? It becomes another black hole, which must be living somewhere. Все очень просто. То есть из двух не очень больших черных дыр, ну хотя любая черная дыра большая, да, возникает еще большая черная дыра. Вот как бы и весь процесс. Да, все верно. Просто идет столкновение, и возникает еще большая черная дыра. Ну, на этом мы, к сожалению, к большому сожалению, должны приостановиться. Если у вас есть вопросы, мы всегда готовы отдельно для вас еще провести хоть сколько лекций. Сергей Геннадьевич приведет вас в нашу лабораторию в любой момент. Мы готовы ответить на ваши все вопросы. He wants to ask a question. Yeah. Почему ученых так сильно очаровывают черные дыры? Вот за счет чего? Okay, the last question. He's asking, what is that so charming about black holes? Why scientists are so... You see, it is when men were born, they looked in the sky. They said, what is moving there? It is our curiosity. We want to understand the nature. We want to understand the universe we are living in. So you could say, at the moment, it is just the curiosity. We want to understand. It is better to understand than not to understand. That's why. Ну, как бы, если я правильно понял мысль профессора, он говорит о том, что люди с самого рождения пытаются ответить на всевозможные вопросы. У них вот есть потребность в том, чтобы понимать, объяснять. А черные дыры — это настолько необычный объект, который вызывает столько вопросов. Конечно, он, соответственно, и такое вот особенное такое научное влечение прям вот к ним, потому что к ним больше вопросов, чем к другим объектам. Потому что другие объекты мы можем как-то увидеть, потрогать и так далее, а вот эти объекты вроде как существуют, а вроде как и не существуют. Поэтому и такой интерес повышенный к этим. I hope you have in mind if we have a military use of black holes, right? Okay, all right. Thank you very much for listening to it. And what else? You wanted to ask a question? Okay, offline. Ask. Okay, I can hear. Offline. It is offline. Mm-hmm. Я слышала о том, что относительно наблюдателя, если какой-то объект, ну, допустим, человек попадает на горизонт черной дыры, то он застывает и постепенно начинает исчезать. It is offline, no problem. So go. Так, ну вопрос... I'm sorry. The question is, she heard or read somewhere that if you cross the
horizon of the black hole, you will freeze after that, and slowly will start to die. Yes. You are absolutely right. Don't go there. Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы имеет полувековую историю и традиции. Университет был образован в 1967 году. За эти годы вуз стал лидером педагогического образования, крупнейшим научным и социокультурным центром Башкортостана. С ноября 2018 года университет возглавляет Салават Талгатович Сагитов. На сегодняшний день по различным направлениям в ВУЗе обучаются более 19 тысяч студентов. Образовательный и научный потенциал позволяет университету быть одним из ведущих центров развития педагогического образования России. Одновременно с педагогическим профилем в Акмуллинском университете готовят переводчиков, дизайнеров, тьюторов и дефектологов, IT-специалистов и инженеров, биологов, генетиков и экологов. Кроме этого, ведется подготовка по новым компетенциям. ВУЗ готовит менторов, игромастеров и социальных предпринимателей. Активно развивается научное направление. Разрабатываются инновационные проекты в сфере фундаментальной и прикладной биологии, в областях альгологии, генетики, нанотехнологии, математики, астрофизики, психологии, филологии и педагогики. Ученые университета регулярно становятся обладателями грантов на научные исследования. Осенью 2019 года руководство Башкортостана поддержало предложение вуза о создании на базе БГПУ научно-образовательного центра современных математических исследований. В университете действует федеральная площадка по углубленному изучению истории и культуры ислама. В БГПУ включен в состав сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества. Совместные сетевые проекты и взаимодействие со странами набирают обороты. В состав УШОС входят десятки вузов России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и других стран. Студенты, обучающиеся по программе университета ШОС, имеют возможность продолжить образование в иностранном вузе-партнере и получить 2 диплома. Сегодня в университете обучаются студенты из разных стран – Колумбии, Китая, Камеруна, Египта, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и других. Акмуллинский университет – опорный вуз России по продвижению русского языка в страны ШОС по программе «Послы русского языка в мире». Налажено активное сотрудничество с республиканской общественной культурно-просветительской организацией «Альянс Францесс». Волонтерский центр является одним из лучших в республике. Его деятельность имеет широкий спектр направлений – от событий международного уровня до стройотрядов и поискового движения. В ВУЗе уже много лет действует Республиканский центр подготовки вожатых «Перспектива». За отличную учебу и за достижения в науке, общественной жизни и спорте студенты получают именные стипендии. В университете созданы все условия для творческого развития студентов. С будущими молодыми специалистами и учителями работают профессионалы своего ремесла. Наши начинающие артисты выступают на лучших площадках республики, страны и мира. Творческие коллективы Акмуллинского университета успели покорить сердца не только зрителей Башкортостана, но и зарубежья. Спектакль Народного театра «Корос» посетил глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. Наши студенты являются постоянными участниками всероссийских и международных форумов и фестивалей. Работает физкультурно-образовательный центр «Аванта». Это современная, хорошо оснащенная база для практик и различных мероприятий. Гордость университета – спортивно-оздоровительный комплекс с большим бассейном, тиром, спортивными и тренажерными залами. Студенческий городок БГПУ является одним из лучших в республике. Приемной кампании 2021 года средний балл был равен 68,7. Конкурс составил 11,5 человек на место. Абитуриентов ждут 1765 бюджетных мест. В новом учебном году прием документов начнется 20 июня. Ежегодно в университете проводится Акмуллинская олимпиада, по итогам которой школьники получают дополнительные баллы при поступлении.
До встречи в Акмулинском университете. Добрый день, уважаемые студенты, наши слушатели, наши зрители, кто смотрит прямую трансляцию. Сегодня мы поговорим на такую актуальнейшую тему, как искусство выступать публично. Наверное, здесь нет ни одного человека, который бы не понимал, как это важно в современном мире
уметь выступать публично. Нашу эпоху недаром называют эрой человека говорящего, Homo loquens. Мы действительно много говорим на работе, дома, с коллегами, с друзьями, с детьми. Мы много общаемся. И сегодня цена коммуникативной грамотности в современном обществе очень высока. От того, как мы умеем выступать публично, от качеств нашего голоса, от развития коммуникативных компетенций, от знания техники работы с аудиторией, с публичной аудиторией, зависит очень многое. Уже давно подсчитано, что наши профессиональные контакты в 7 случаях из 10 будут успешными, если мы знаем правила эффективного общения. Умение выстроить диалог, конструктивный диалог. Умение разговаривать, участвовать в самых разных дискуссиях. Умение доказывать аргументированно свою точку зрения, при этом никого не обижая. Вот это ключевые характеристики специалиста любого уровня. Это требования к современному профессионалу. Оскар Хартман в одном из своих выступлений на вопрос, зачем нам надо выступать публично, уметь выступать публично, привел в пример последнюю лекцию Рэнди Пауша. Это видеозапись вот этой последней лекции Рэнди Пауша. Рэнди Пауш — это профессор информатики в одном из университетов Вирджинии. Он достаточно известный человек, ученый. Он многое сделал в области информатики, в области построения виртуальных миров. Он консультировал Google вот по вопросам разработки пользовательского интерфейса. Но мир его узнал и запомнил по его последней лекции. В университете Вирджинии была традиция, это была серия последних лекций, когда говорящие, выступающие спикеры освещали тему «О чем бы я сказал, если бы меня завтра не стало?». Вот Рэнди Паушу было 47 лет, когда ему поставили 4-ю стадию рака. И он тоже участвовал вот в этой лекции. Он ее не отменил, сказал, что я хотел бы, чтобы мои дети запомнили меня по этому публичному выступлению. Вот сейчас, на сегодняшний момент, его последнюю лекцию посмотрело более 100 миллионов человек. И еще раз говорю, несмотря на достижения в другой области, в области информатики, мир его узнал и запомнил вот по этой его последней публичной лекции. Значимость умения выступать публично в современном мире очень высока. Настолько высока, насколько и силен страх публичного выступления. Вы знали, что страх публичного выступления стоит на 2-м месте вот, в иерархии человеческих страхов? Знали? А на 1-м месте страх смерти. Вот на 2-м месте после страха смерти страх умения, вот, выступления, публичного выступления. Вот мы понимаем, что страх иррационален, да? Нам не грозит никакая смертельная опасность. Но, может быть, какие-то там репутационные риски могут быть. Но, тем не менее, и начинающие, и профессионалы в этой области, и те, у кого вся вот профессиональная жизнь связана с публичными выступлениями, все волнуются. Причины страхов самые разные. Это может быть предшествующий негативный опыт. Это может быть, в принципе, отсутствие всякого опыта, да? Может быть, не все выступают публично. Хотя, мне кажется, сейчас мало осталось таких людей. Мы все активные пользователи сети. У всех есть и личные, и профессиональные аккаунты. И многим из нас приходится выступать публично на достаточно широкую аудиторию. Иногда мы даже не знаем, да, заранее, что это за аудитория. Это может быть какой-то ситуативный страх, связанный вот с конкретной ситуацией. Я хочу привести в пример историю, которую рассказал профессор Иосиф Абрамович Стернин. Одна молодая учительница проводила первый урок в школе. Это был первый урок, она очень волновалась. И все время, вот в течение этого времени, в течение этого урока, она заглядывала в небольшой листочек бумаги. Она его держала в руках, это не был конспект, но она периодически вот заглядывала, смотрела на эту бумажку. Урок прошел успешно. И когда потом, в перерыв,
школьники, дети к ней подошли, им всем все очень понравилось. И вот один из них спросил: а что же было в этой бумажке, куда вы все время смотрели? Она протянула им этот листочек, и на нем было написано: не бойся, они тебя не съедят. Вот я тоже вам хочу сказать, не бойтесь, вас никто не съест. Самое главное правило вот для развития коммуникативных компетенций – это практика. Надо стараться выступать как можно чаще и больше. Мы все проходим вот этот вот этап преодоления страха публичных выступлений. Если взять даже в пример меня, вот я преподаватель вуза, и действительно за моей спиной тысячи, наверное, публичных лекций, модерации, спикерства на конференциях самого разного уровня. Но оказывается, одно дело выступать перед слушателями, которые сидят в зале, вот как сейчас, когда вы заглядываете в глаза своим слушателям, когда ловите обратную связь, чувствуете, понимают вас или нет. И совсем другое, когда нам приходится записывать себя на камеру, на какое-то техническое устройство. Здесь тоже вот определенный этап преодоления себя, он тоже есть. Итак, идем дальше. Можно ли стать хорошим спикером? И каков он, этот путь развития собственных коммуникативных компетенций? Этот вопрос когда-то задал себе известный древнегреческий оратор Демосфен. Это было очень давно. В то время, когда считалось, что оратор должен иметь величественный вид и громкий голос. Вот Демосфен не подходил ни по каким параметрам. Он не выговаривал, наверное, по истории, вы это помните, не выговаривал половины букв алфавита, и его плечи нервно подрагивали. Но это не помешало стать ему величайшим оратором современности. То есть вы представляете, какой путь самообразования он прошел. Через 200 лет после Демосфена другой известный римский оратор Цицерон произнес знаменитую, уже ставшую хрестоматийной фразу. Помните эту фразу Цицерона? «Поэтами рождаются, ораторами становятся». Главная практика. Что я хочу сказать? Если вы прочитаете учебник по риторике или поучаствуете несколько дней в каком-нибудь коммуникативном тренинге, этого недостаточно, чтобы научиться хорошо выступать публично. Выразительно, красиво, правильно, убедительно. Обязательно надо практиковаться. Конечно, теоретические знания, они тоже нужны. Надо знать законы коммуникации, знать, как устроены сообщества людей и какими инструментами надо уметь управлять, обладать, уметь управлять вот подобными сообществами. Конечно, вот эти техники надо знать. Но главное вот в приобретении навыка красноречия – это практические упражнения. Как преодолеть страх публичного выступления? Это, конечно, тема очень обширная. Это, наверное, тема отдельной публичной лекции. И сейчас мы ее подробно раскрывать не будем. Здесь у каждого свой путь. Кому-то помогают дыхательные упражнения, кому-то там артикуляционная гимнастика, у кого-то должны быть определенные этапы психологической, даже физической подготовки к публичной речи. Мы обязательно эту тему раскроем на одном из ближайших заседаний нашего онлайн-клуба, поскольку эта тема очень важна и многих волнует. Ну, сразу скажу, раз разговор зашел об онлайн-клубе, уже почти год действует наше сообщество, онлайн-клуб «Слог», сообщество людей, открывающих границы. Здесь мы занимаемся популяризацией русского языка и русской культуры. Вот одна из тем – это как раз обучение русскому языку как иностранному. А вторая тема, которую мы активно обсуждаем в нашем сообществе, это правила эффективного общения, профессиональная коммуникация. Преподаватели нашего центра ведут дисциплины
такие дисциплины, как культура речи, практикум публичного выступления, практическая риторика, научная риторика. Мы собрали воедино рекомендации ученых, которые преуспели в этой области, и проводим заседания клуба на подобные темы. У нас есть свои онлайн-курсы для тех, кто хочет глубже углубиться, да, вот в эту проблематику. Поэтому я, пользуясь случаем, приглашаю всех в наш онлайн-клуб «Слог». Мы есть во всех социальных сетях, на всех площадках. У нас есть свой YouTube-канал «Слог РКИ». Обязательно адрес я тоже потом на презентации покажу, так что присоединяйтесь. Я всех приглашаю. И теперь возвращаемся к нашим правилам эффективного воздействия. Любая публичная речь – это воздействие на наших слушателей. Если вас будоражат мысли, которыми вы хотите поделиться, скажу сразу, достаточно один раз написать книгу. Отмучился, все рассказал и все. Публичная речь – это энергетически очень затратное мероприятие. Каждый раз, когда мы выходим с публичным выступлением, мы себя растрачиваем, раздариваем нашим слушателям. К этому надо быть готовым, потому что недостаточно просто рассказать свои мысли, да, передать какой-то текст. Надо воздействовать на слушателей, воздействовать на их чувства, попытаться заставить думать, да, вот каким-то глубинным мыслительным процессом подстегнуть. То есть обязательно должно быть взаимодействие с вашими слушателями, а это, еще раз повторяю, всегда энергетически затратное мероприятие. Кроме того, мало кто воспринимает чужие мысли без доли критики. Да? У нас всегда на любую проблему, на любой вопрос есть собственная точка зрения, свое собственное мнение и очень частые возражения. Это, конечно, так, но я думаю по-другому. Или у нас есть другая точка зрения, или у нас есть свои особенности. Это надо тоже уметь обходить. Надо вступать в дискуссии, надо располагать аудиторию к себе. Очень важное правило для эффективного публичного выступления. Итак, во время публичной речи существует два способа нашего речевого воздействия на аудиторию. Первый способ, он как бы понятный, это вербальный способ. Это то, с помощью каких слов мы доносим нашу мысль. Здесь имеет значение содержание речи, композиция речи, как мы выстраиваем аргументы, когда приводим сильные, когда слабые аргументы, в каком порядке. Здесь имеет значение не только композиция, но и языковые средства, вот та упаковка, да, в которую вы оборачиваете ваше содержание и ваши мысли. Это воздействие при помощи слов. Но гораздо 50% случаев успеха зависит не от вербалики, а зависит от несловесных сигналов, от ваших жестов, мимики, позы, поведения во время выступления, вот самого организации пространства общения, дистанции, да, между говорящим и слушателем. То есть от того, что называется невербальными средствами воздействия. Здесь вот на слайде тоже это отмечено. Да? Это то, что сопровождает нашу речь. Это может поддерживать нашу речь, а может и противоречить тому, о чем мы говорим. Вот только в совокупности и речевое воздействие, и невербальное воздействие в совокупности, они как раз и представляют факторы речевого воздействия, которые делают нашу речь эффективной. Факторов этих достаточно много. И каждый фактор – это тоже отдельная тема выступления. Я думаю, что мы эти факторы разберем все на ближайших заседаниях нашего онлайн-клуба, на площадках, снимем ролики на эти темы. Сегодня давайте просто хотя бы назовем, да, что влияет на вашу эффективность. Первое – это внешность, имидж оратора. Вот как ни странно, зрительное восприятие очень важно в публичном выступлении. Особенно, когда аудитория вас не знает.
От того, как вы представитесь, как вы будете выглядеть, когда вы будете выступать, зависит и восприятие содержания вашей речи. Вот вспомните, школьника спрашивают, какой твой любимый предмет в школе? Физкультура. У нас такой учитель. А какой нелюбимый предмет? Ну, например, физика. У нас такой учитель. Получается, предмет очень тесно связан с интерпретатором. Нравится учитель, нравится и предмет. Точно так же в публичной речи. Если нравится оратор, то будут прислушиваться и к тому, что он говорит. И обычно публичные выступления, они очень краткие. За это короткое время глубину ваших мыслей вряд ли кто познает, да, все равно это какое-то, особенно первичное, поверхностное знакомство. Поэтому здесь очень важен ваш зрительный образ. Еще помните, что первое впечатление очень устойчиво. Чтобы его потом изменить, придется приложить уже какие-то дополнительные усилия. Изменить первое впечатление очень сложно. Следующие факторы. Конечно, содержание речи, языковое оформление, соблюдение коммуникативной нормы, определенных правил публичного выступления. Дальше учет интересов аудитории. Мы всегда исходим в нашей публичной речи из аудитории, перед которой выступаем. Одно дело выступать перед профессионалами, другое перед любителями, перед детьми, перед взрослыми, перед физиками, перед лириками, перед мужской или перед женской аудиторией. Везде своя стратегия, везде свой коммуникативный жанр. Всегда идем от интересов аудитории и всегда учитываем и строим свою публичную речь, вот, основываясь на установках каких-то вашей аудитории. И соблюдение коммуникативного жанра. Публичных выступлений очень много. Существует много классификаций публичных речей. Да? Одно дело развлекательное выступление, другое дело образовательное выступление. Одно дело вы выступаете где-то с тостом на каком-то празднике, а другое дело вы выступаете с докладом на какой-то научной конференции. У каждого жанра тоже есть свои правила, и тоже мы их соблюдаем. Обязательно обращаем внимание на длительность выступления, потому что есть предел, когда ваши слушатели устают. Лучшее выступление укладывается в 10-15 минут. Обратите внимание, вот даже все новости, да, в средствах массовой информации, там теленовости или какие-то новости вот в социальных сетях, они вот в течение 10 минут все информационные материалы как раз преподносят. Потому что вот это тот предел, когда слушатели могут достаточно активно воспринимать информацию от вас. Ну и еще основное правило, о котором не следует забывать. Закон края гласит, что запоминается последнее. Что вы сказали в конце, то вот прочно остается в сознании ваших слушателей. Поэтому обязательно заранее надо продумать завершающую стадию публичного выступления. Обычно о начале выступления все думают, да, и могут достаточно эффектно представить свой основной тезис. А вот заключительная часть очень часто хромает. Вот наши студенты, когда выступают с докладами на семинарах, часто в конце говорят: «У меня все», да, или там «я закончил». А приемов, как закончить свое выступление, достаточно много. Самое главное в конце. Надо напомнить основную информацию, что вы говорили. Ну, например, сегодня мы говорили, зачем надо учиться выступать публично. А во-вторых, надо объяснить, зачем эта информация нужна вашим слушателям. Мы с вами решили, что наша современная жизнь как раз диктует такие требования. От этого и личная эффективность, и успехи в учебе, и ваша профессиональная карьера зависят именно от умения выступать публично. Словосочетание «сила слова», оно знакомо всем. Давайте задумаемся о его значении. Можно еще вспомнить поэтические строчки Шефнера. «Сила слова». Помните? Никто не помнит? Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. Именно поэтому искусство публичной речи так притягательно во все времена.
Хороших вам публичных выступлений. Спасибо за внимание.
образовательной и культурно-просветительской направленности с количеством участников. В 2021 году в рамках гранта Министерства просвещения России коллектив Центра изучения и продвижения русского языка Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы реализовал проект «Онлайн-школа СЛОК» как новая модель обучения русскому языку как иностранному. Целью проекта было создание в сети качественного тематического веб-ресурса в области образования на русском языке и обучения русскому языку как иностранному, и как следствие привлечение иностранных школьников и студентов к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке в российских университетах. В рамках проекта была организована онлайн-школа СЛОК – сообщество людей, открывающее границы, обучение русскому языку как иностранному. Создана информационно-образовательная среда онлайн-школы на сайте slok.rki.ru и современной платформе онлайн-обучения GitKurs. Преподаватели университета разработали 11 курсов открытого образования, направленных на изучение русского языка как иностранного и повышение уровня владения русским языком иностранных учащихся. Первый – вводно-фонетический курс «Учимся говорить и писать по-русски». Второй – разговорный клуб «Давай поговорим по-русски». Третий – «Напиши мне, напиши» – практикум письменной речи. Четвертый – «Мы читаем по-русски» – практический курс по чтению. Пятый – практикум по лексике русского языка «Слова-слова». Шестой – «Учим грамматику, падежи и не только» – практикум по грамматике русского языка «Элементарный и базовый уровень». Седьмой – «Учим грамматику о глаголах и не только» – практикум по грамматике русского языка «Элементарный и базовый уровень». Восьмой – «Слушаем и понимаем по-русски» – это практикум по аудированию. Девятый – «Здравствуй, столица» – практикум по регионоведению. И десятый – «Здравствуй, Россия» – практикум по страноведению. 11-й – итоговый курс «Сдаем тест на базовый сертификационный уровень». Это практикум подготовки к тестированию. По каждому курсу были созданы интересные обучающие ролики, продумана система домашних заданий, разработана система тестирования. В период подготовки проекта были разосланы приглашения к участию в онлайн-школе в русские школы за рубежом, Центра открытого образования и педагогические сообщества 25 зарубежных стран, в 10 центров открытого образования, которые находятся в Российской Федерации. Информационная поддержка проекта была во всех социальных сетях. Мы разместили рекламу нашей онлайн-школы в 10 группах образовательной и культурно-просветительской направленности с количеством участников не менее 2000 человек в каждой. Уже сейчас обучение в онлайн-школе прошли более 350 иностранных граждан из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Болгарии, Чехии, Италии, Турции и Египта. Образовательная программа онлайн-школы СЛОК обеспечивает достижение иностранными слушателями элементарного и базового уровня владения русским языком для успешной коммуникации в условиях языковой среды, формирования у них языковой, речевой, коммуникативной и социально-культурной компетенций. Формат онлайн-школы дистанционный. Обучение осуществлялось на безвозмездной основе для обучающихся. Всем нашим ученикам, успешно прошедшим итоговое тестирование, были выданы сертификаты. Кроме того, по каждому курсу были разработаны программы, учебно-методические материалы, включая комплект лекций, рабочие тетради и справочные материалы для организации работы обучающихся. Подготовлено к изданию 11 учебных пособий и практикумов. Социально-общественная значимость проекта состояла в популяризации русского языка среди населения других стран, в расширении возможностей изучения русского языка разными группами лиц, вне зависимости от их возраста и уровня владения русским языком, посредством прохождения дистанционного обучения согласно выбранной программе в онлайн-школе СЛОК и в оказании учебно-методической помощи, технической поддержки учителям и преподавателям русского языка как иностранного, работающих в России и за рубежом, при подготовке и проведении уроков с применением интерактивных методов обучения.
Мы надеемся, что наш проект будет содействовать популяризации и распространению за рубежом русского языка и культуры народов России, составляющих уникальный вклад в культурное многообразие современного мира, способствующих формированию позитивного имиджа России за рубежом. имени Мифтахиддина Акмуллы имеет полувековую историю и традиции. Университет был образован в 1967 году. За эти годы вуз стал лидером педагогического образования, крупнейшим научным и социокультурным центром Башкортостана. С ноября 2018 года университет возглавляет Салават Талгатович Сагитов. На сегодняшний день по различным направлениям в вузе обучаются более 19 тысяч студентов. Образовательный и научный потенциал позволяет университету быть одним из ведущих центров развития педагогического образования России. Одновременно с педагогическим профилем в Акмуллинском университете готовят переводчиков, дизайнеров, тьюторов и дефектологов, IT-специалистов и инженеров, биологов, генетиков и экологов. Кроме этого, ведется подготовка по новым компетенциям. ВУЗ готовит менторов, игромастеров и социальных предпринимателей. Активно развивается научное направление. Разрабатываются инновационные проекты в сфере фундаментальной и прикладной биологии, в областях альгологии, генетики, нанотехнологии, математики, астрофизики, психологии, филологии и педагогики. Ученые университета регулярно становятся обладателями грантов на научные исследования. Осенью 2019 года руководство Башкортостана поддержало предложение вуза о создании на базе БГПУ научно-образовательного центра современных математических исследований. В университете действует федеральная площадка по углубленному изучению истории и культуры ислама. В БГПУ включен в состав сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества. Совместные сетевые проекты и взаимодействие со странами набирают обороты. В состав УШОС входят десятки вузов России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и других стран. Студенты, обучающиеся по программе университета ШОС, имеют возможность продолжить образование в иностранном вузе-партнере и получить 2 диплома. Сегодня в университете обучаются студенты из разных стран – Колумбии, Китая, Камеруна, Египта, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и других. Акмуллинский университет – опорный вуз России по продвижению русского языка в страны ШОС по программе «Послы русского языка в мире». Налажено активное сотрудничество с республиканской общественной культурно-просветительской организацией «Альянс Францесс». Волонтерский центр является одним из лучших в республике. Его деятельность имеет широкий спектр направлений – от событий международного уровня до стройотрядов и поискового движения. В вузе уже много лет действует республиканский центр подготовки вожатых «Перспектива».
За отличную учебу и за достижения в науке, общественной жизни и спорте студенты получают именные стипендии. В университете созданы все условия для творческого развития студентов. С будущими молодыми специалистами и учителями работают профессионалы своего ремесла. Наши начинающие артисты выступают на лучших площадках республики, страны и мира. Творческие коллективы Акмулинского университета успели покорить сердца не только зрителей Башкортостана, но и зарубежья. Спектакль Народного театра «Корос» посетил глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. Наши студенты являются постоянными участниками всероссийских и международных форумов и фестивалей. Работает физкультурно-образовательный центр «Аванта». Это современная, хорошо оснащенная база для практик и различных мероприятий. Гордость университета – спортивно-оздоровительный комплекс с большим бассейном, тиром, спортивными и тренажерными залами. Студенческий городок БГПУ является одним из лучших в республике. Приемной кампании 2021 года средний балл был равен 68,7. Конкурс составил 11,5 человек на место. Абитуриентов ждут 1765 бюджетных мест. В новом учебном году прием документов начнется 20 июня. Ежегодно в университете проводится Акмулинская олимпиада, по итогам которой школьники получают дополнительные баллы при поступлении. До встречи в Акмулинском университете. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня такой слегка волнительный, может быть, для вас момент, и говорить будем об искусственном интеллекте. И сегодня с вами мы, Рида Эриковна Зикрист. Айрат Эльдарович Шагапов. Ну, вначале нам хотелось бы узнать, с чем у вас вообще ассоциируется понятие искусственный интеллект.
Какие ваши идеи, что вы можете сказать? Пожалуйста. Какая-то машина, допустим, или система, которая помогает в современном мире заменять интеллект человека. И Да. выполнять какие-то функции для того, чтобы упростить, так скажем, жизнь человеку. Да. Спасибо. Это обычно Ага. наиболее распространенное, да, суждение по поводу искусственного интеллекта. Но на самом деле, ребята, проблема искусственного интеллекта — это прежде всего проблема философских наук, и даже не компьютерных, и не нейрофизиологии. Это уже потом идет. И в этом отношении, конечно, искусственный интеллект — это одновременно и наука, и технология. И вот задача, по сути, научить машину выполнять функции, которые традиционно считались прерогативой человека. Вот как вы считаете, Айрат Ильдарович, в самом ли деле искусственный интеллект — это прежде всего проблема философии? Ну да, вроде бы все звучит просто. Причем здесь философия? Ну, прежде всего, философия определяет место, которое разные объекты в мире занимают. И, в принципе, создает определенную научную картину мира. В принципе, по большому счету, если бы вам захотелось, можно было бы создать любую философию. К примеру, существует философия техники, философия любви. И причем, чем сложнее явление, чем оно богаче и сильнее воздействует на окружающий мир и имеет обратные связи от окружающего мира по отношению к человеку, тем нам нужнее философия. У искусственного интеллекта, как известно, глубокие корни, как в прошлом. Он заметно влияет на наше настоящее и формирует наше возможное будущее. Поэтому здесь философам есть где развернуться. По сути, искусственный интеллект — это помощник человека. Ведь, посмотрите, человеческое восприятие ограничено органами чувств. Мы, в принципе, не видим ультрафиолета, инфракрасных волн, не слышим тихих звуков или ультразвука. Наша кратковременная память вмещает всего 5-9 объектов. Даже если бы у нас были развитые органы чувств, они все равно представляли бы собой так называемую Платонову пещеру, темницу, в которой находятся узники. Они прикованы и смотрят на стену пещеры. За их спиной находится факел, который отбрасывает тени. И эти тени создают иллюзию нашего восприятия. Вот по сути, по Платону, пещера олицетворяет чувственный мир, в котором живут люди, в том числе и современные люди. Мы прикованы к интернету железными цепями. И, подобно узникам пещеры, мы полагаем, будто наши органы чувств дают нам подлинную картину восприятия реальности, но на самом деле это лишь иллюзия. Подлинный мир во всем его многообразии и богатстве остается за пределами нашего восприятия. А вот способность мыслить, она компенсирует несовершенство органов чувств человека и позволяет проникать в самую суть вещей. Благодаря мышлению мы научились видеть то, что недоступно нашему зрению, слышать то, что недоступно нашему уху, и узнали то, что недоступно нашему восприятию. Мы стали, по сути, быстрее, сильнее и опаснее любого живого существа на планете. Да, Рида Риковна, но у всего есть своя цена. У мышления тоже. Мозг взрослого человека составляет всего 2% от массы тела, но потребляет до 20% всей энергии. А чтобы подготовить одного ученого, требуются годы. И это не бесплатный процесс, за обучение платит либо он сам, либо государство. Поэтому возникает естественный вопрос, как бы все это удешевить, автоматизировать, а еще лучше кому-нибудь делегировать. Итак, искусственный интеллект — это прежде всего вычисление. В первой половине 17 века ящик Пандоры стал приоткрываться. Томас Гоббс заявил, что мышление есть вычисление, а Блэс Паскаль создал Паскалину, одну из первых счетных машин. Появление искусственного интеллекта стало вопросом времени. Ведь если сознание — это совокупность мыслительных процессов, мышление — это вычисление, а вычислять может и машина, выходит, что можно создать машину, обладающую собственным сознанием, а в нем, в свою очередь, будет отражаться реальность. И мы сможем наконец-то посмотреть на Платонову пещеру со стороны. Да. По сути, фундамент современного искусственного интеллекта — это предположение, что человеческое мышление представляет собой вычислительный процесс в той или иной форме. Если это не так, то все рухнет. Но похоже, что все так.
Искусственный интеллект — это еще и процесс познания. В середине прошлого века машины стали способны реализовывать достаточно сложную математику, и атака на мышление началась всерьез. Она велась по двум главным направлениям, которые Алан Тьюринг в своем манифесте обозначил как сверху вниз и снизу вверх. С одной стороны, люди разрабатывали алгоритмы, которые могли лежать в основе мышления. Здесь ключевым прорывом стала машина Тьюринга, позволившая разбить задачи вычисления на элементарные шаги, доступные компьютеру. Это направление сверху вниз. С другой стороны, люди создали модели нейронов и соединяли их в сети в надежде получить действующую модель мозга. А от него вроде как и до мышления недалеко. Это направление получило название снизу вверх или коннекционизм. Вне зависимости от подхода, все современные исследования в области искусственного интеллекта могут служить иллюстрацией «fake it until you make it», «поделаю, пока не получится по-настоящему». Мы моделируем или по-другому даже подделываем разные аспекты мозга и мышления, затем соединяем полученные между собой и, как у Стругацких в понедельнике, тупо смотрим, что к чему. И хотя мы пока что не построили, скажем так, настоящий сильный искусственный интеллект, даже неудачные попытки воссоздать человеческий разум в коде, в цифре, в железе помогают нам лучше понять природу человеческого мышления. Ведь обратите внимание на высказывание Дональда Кнута. Он говорил: «Я не понимаю предмета, если не пытаюсь его запрограммировать». Более того, педагоги говорят о необходимости обучать детей вычислительному мышлению, умению разбивать задачи на части, использовать циклы, символы, так называемый алгоритм. Ученые уже не первый год рассуждают о вычислительном повороте, то есть проникновении компьютерных методов в исследовательский процесс. И к чему это привело? К тому, что в прошлом году в энциклопедии Стэнфорда появился раздел, посвященный вычислительной философии, использующий цифровые методы. И все это, ребята, инструменты человеческого познания. Это одновременно и плоды эволюции компьютеров, священным граалем которого является искусственный интеллект. Искусственный интеллект — это, конечно же, перемены. Разработчики беспилотного транспорта или систем компьютерного зрения и другие специалисты по искусственному интеллекту — это очень занятые люди. Они постоянно решают свои специальные задачи, у них просто нет времени на анализ возможных последствий их деятельности. Эту работу берет на себя философия. Возможно, вы слышали о проблеме вагонетки и ее вариациях, когда человека требует сделать сложный выбор с моделированной ситуацией. Ничего не делать и тем самым убить 5 людей или повернуть рычаг и убить только одного. Предполагается, что искусственный интеллект неизбежно столкнется с этой проблемой. Например, когда будет водить автомобили на дорогах общего пользования или управлять полицейскими беспилотниками. Такие вопросы рассматриваются в исследованиях по цифровой этике. Это один из быстро растущих разделов философии искусственного интеллекта. Один из важных результатов звучит так: машина может принимать решения о жизни и смерти людей, если в итоге смертей станет меньше. Другой подход предполагает обращение к мнению людей. Так, вот Массачусетский технологический университет 5-й год продолжает эксперимент под названием «Моральная машина». В нем интернет-пользователям предлагается решить, кого машина должна задавить в гипотетической аварийной ситуации. И нравственное действие определяется на основе выбора большинства. Развитие искусственного интеллекта, по убеждению экспертов, отразится и на рынке труда. Как вы уже видите, многие профессии исчезают, появляются новые профессии, их очень много. Но общий вывод заключается в том, что автоматизация и роботизация оставляют людям в основном самые сложные профессии с существенной творческой составляющей. Как должны измениться школы, университеты, колледжи, службы занятости, структуры социального обеспечения в свете таких изменений? Что будет, если они не изменятся? И самое главное, как быть нам и нашим детям? И все это тоже проблема философии искусственного интеллекта. Философы, кстати, обсуждают и не такие насущные проблемы, и занимаются глобальными проблемами. И в этом плане возникают такие масштабные вопросы: уничтожит ли нас, человечество, искусственный интеллект? И что будет после появления искусственного интеллекта? В этом отношении я бы хотела обратить ваше внимание на позицию рационалиста Элиезера Ютковского. Он, как известно, считает, что дружественный искусственный интеллект станет возможен после того, как мы постигнем тайны разума. И это нужно сделать как можно скорее. А такой технооптимист, как Рэй Курцвейл, полагает, что необходимо следовать ценностям,
которые мы сегодня ставим превыше всего. И это наилучшая стратегия для создания мира будущего. И, в принципе, неважно, будет там искусственный интеллект или нет. А трансгуманист Ник Бостром в своей знаменитой книге «Искусственный интеллект. Этапы угрозы стратегии» предупреждает о том, что за созданием искусственного интеллекта идет следующая ступень, и это сверхразум. И его мы, в принципе, не будем способны хоть как-то контролировать. Томас Метцингер, автор книги «Тоннель эго», задает неожиданный вопрос. А имеем ли мы право создавать искусственный интеллект? Ведь он, будучи создан, станет испытывать различные состояния сознания, и мы не можем гарантировать, что среди этих состояний не будет этически неприемлемых, таких как похоть, гнев или жажда убийства, потому что до сих пор мы не научились избегать их в собственном сознании. Иными словами, в процессе решения сиюминутных проблем и задач мы пытаемся создать того, кто с большей вероятностью будет не похож на нас, будет превосходить нас в чем-то, какую-то часть времени будут страдать совершенно непредставимым для нас образом. Вопрос даже не в том, рискован ли этот путь, вопрос в том, этичен ли он, подобает ли он человеку и человечеству. Проблема в том, что технология искусственного интеллекта очень мощная и очень быстрая. И ее внедрение способно радикально изменить любую отрасль, но не всегда в ожидаемом направлении. К примеру, искусственный интеллект в Amazon улучшил показатели логистики, но при этом усилил контроль за водителями, увеличил нагрузку на сотрудников складов, что изменило условия труда. И это, естественно, привело к тому, что не все работники остались довольными этими изменениями. По тому же пути идет и Яндекс, обнаруживший, что курьеры проводят 15-18 минут в ожидании заказов, хотя могли бы потратить это время на что-то более полезное. К примеру, алгоритмы Deepfake представляют новую угрозу для систем, использующих биометрические данные. А сами эти системы посягают на приватность, на частную жизнь людей. С развитием искусственного интеллекта получается такая же история, как если бы ваш автомобиль на ходу эволюционировал то в бульдозер, то в скейтборд, а то и вовсе в реактивный самолет или воздушный шар. Скрытые и нереализованные возможности искусственного интеллекта тоже вызывают огромный интерес со стороны философов. И это сближает философию с хакингом. Философы как бы говорят: хорошо, раз искусственный интеллект неизбежен, давайте подумаем, какие могут быть особенности у него, уязвимости, и научимся использовать их, чтобы облегчить нам жизнь. Вот в этом отношении самые эпичные фейлы и провалы искусственного интеллекта собраны на сайте базы данных инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. AI Incident Database по-английски, да, кто интересуется? Его основной раздел называется «Открой для себя инциденты». Discover Incidents по-английски. Там можно по ключевым словам найти информацию о происшествиях. А краткий обзор этой базы на русском есть на сайте проекта «Инфраструктура научно-исследовательских данных». И что получается? Что человек — это только начало. Обратите внимание на книгу Ричарда Докинза «Слепой часовщик», где он доходчиво показал, как естественный отбор, имея лишь простые исходные формы, порождает впечатляющую сложность, включая и нас, людей. Вполне возможно, что человек тоже является частью этого эволюционного процесса, и мы всего лишь исходные, простые существа. Сможем создать нечто более совершенное, а наши дети будут лучше, чем мы, как поет рэпер Баста. Писатель Эрнст Юнгер вообще полагал, что человек будет лишь единицей измерения могущества будущих искусственных интеллектов, примерно как мощность наших автомобилей измеряется в лошадиных силах. Электронные пророки в кристаллической глуши заготавливают блоки для бессмертия души. Докажи теперь, попробуй, силой собственного лба, кровью, мозгом и утробой, что в твоих руках судьба. Действительно, растущий интерес к проблеме цифрового бессмертия также характерен для современного общества. Эта тенденция находит свое отражение и в литературном творчестве, которое способно достаточно хорошо выразить весь спектр противоречивых чувств, связанных с проблематикой. На презентации вы видите фрагмент стихотворения «Душу сделают железной» Вячеслава Куприянова. Верно. Докажи теперь, попробуй, что в твоих руках судьба.
жизни краткой и чудесной, песни, скрытой тишиной, и духовности телесной, и небесности земной. Мне кажется, вот такие вот глубоко философские строки стихотворения Вячеслава Куприянова, наверное, могут послужить очень даже хорошей концовкой для нашей сегодняшней творческой встречи. Ну и так, резюмируя, какие-то вопросы есть у нас, да, такие риторические. Может ли робот, например, передать чувства? Каково будущее виртуальной реальности? Станет ли искусственный интеллект ключом к бессмертию? Действительно, вопросов больше, чем ответов, и ответы на эти вопросы придется искать вам, будущим исследователям. Поэтому спасибо, что пришли. Мы с вами прощаемся ненадолго. До нашей следующей встречи, до новой лекции. Благодарим вас, ребята. До Спасибо свидания. за внимание. Да, до новых встреч.
Здравствуйте, дорогие студенты и юные исследователи, которые только хотят начать свой путь в науке. Я хочу вам представить небольшое выступление, которое называется «Удивительный мир научных открытий». Ну, так, прошу прощения. Во-первых, мы с вами должны подумать, а чем же отличается наука от других сфер деятельности? Это такая сфера деятельности, которая предполагает, что люди ищут ответы на какие-то вопросы, которые еще неизвестны. Вот, например, какая-то возникает проблема, да, у нас перед человечеством стоит, и ученые начинают пытаться решать эту проблему. То есть это люди, которые занимаются исследованиями. Но в связи с тем, что я сама занимаюсь изучением водорослей, я вам хочу рассказать сегодня вкратце о том, что такое водоросли, как они используются в биотехнологии и почему это важно делать. Но вы, наверное, в курсе уже, да, что сейчас наблюдается очень бурное развитие биотехнологий. Это связано в связи с тем, что у нас, видите, какая угроза, вы все в масках сидите, да, у нас массовое как бы распространение ковида уже почти 2 года, да, пандемия. И вот биотехнология пытается предотвратить вот эти угрозы. За счет чего? За счет того, что биотехнологи разрабатывают какие-то новые субстанции, какие-то новые препараты и вообще все новое, что может защитить человека от угроз внешних и внутренних, и которые могут сделать нашу жизнь лучше. Так, но кроме того, что биотехнология занимается огромным как бы пластом проблем, да, есть такая небольшая отрасль биотехнологий, прошу прощения, которая называется, которая пытается найти ответы на вопросы, связанные с биотехнологией водорослей. Но водоросли – это мельчайшие микроорганизмы. Ну, слайды у нас вот здесь демонстрируются, а я вам буду их комментировать. Значит, мы с вами все думаем, что водоросли – это те организмы, которые растут только в воде. На самом деле это не так. Они повсюду, и даже в этой аудитории их очень много. И вот у нас в университете существует научная группа, которая занимается изучением водорослей. Значит, мы выделяем эти водоросли, у нас есть коллекция, да, которая зарегистрирована в World Federation of Culture Collections, и там огромное количество штаммов. Мы проводим исследования как фундаментальные, то есть пытаемся ответить на серьезные вопросы, да, так и пытаемся проводить какие-то разработки, то есть ответить на те вопросы, которые стоят перед производством. Ну вот... Хочу вам, ребята, показать, что водоросли, они у нас весьма многообразны. Видите, они относятся к нескольким группам. Вот давайте поговорим об этих группах. Вот цианобактерии, посмотрите, чем они отличаются? У них такой цвет, да? Они раньше еще назывались сине-зеленые водоросли. Они, значит, обитают в различных средах и являются самыми древними организмами. Вот, значит, сейчас у нас на слайдах также были представлены зеленые водоросли. Они имеют ярко-зеленую окраску, тоже повсюду. И в школе вы изучали, наверное, все хлореллу вулгарис. Вот. Кроме того, есть у нас водоросли, которые называются желто-зелеными. У них окраска желто-зеленая. За счет чего? За счет того, что они вырабатывают очень много масла. И это... Вот эти штаммы, они очень перспективны для использования в биотехнологии. Ну и теперь давайте поговорим о том, а как же мы вот эти водоросли можем использовать в наших биотехнологических производствах. Так, вот посмотрите, вы видите на этом слайде, значит, суспензию зеленого цвета, жидкость, да? Это суспензия водорослей хлорелла вулгарис. Вот хлорелла вулгарис – это водоросль, которая изучается в школьном курсе биологии, да? И оказывается, вот эта водоросль, она имеет очень хорошие перспективы для использования в биотехнологии. Ее можно культивировать и поливать растения в теплицах.
И если мы обрабатываем растения в теплицах, да, двухкратная обработка, то мы можем увеличить урожай наших тепличных культур огурцов где-то примерно на 20%. Кроме того, при этом не будут развиваться болезнетворные организмы, которые будут способствовать, значит, тоже уменьшению урожайности наших, предположим, огурцов. Но мы проводили опыт. Посмотрите, вот что мы с вами видим. Мы с вами видим 2 чашки Петри, абсолютно одинаковые. Что мы дальше делаем? Мы туда помещаем фильтровальную бумагу и, значит, помещаем туда семена крест-салата. Ну, это растение, которое очень быстро всходит и на примере которого можно проследить свойства этой суспензии. Затем, что мы делаем? Мы, значит, туда тоже взяли 2 чашки, одна у нас опытная и контрольная. И вот у нас 2 колбочки, в одной у нас что? Хлорелла вулгарис, да, суспензия, а в другой у нас среда болда. Вот, это как бы питательный раствор, на котором эта хлорелла живет. И что мы дальше сделали? Мы, значит, наливаем в одну чашку Петри суспензию хлорелла вулгарис, а в другую мы наливаем среду болда. Так, вот посмотрите, это у нас последовательность действий. Затем мы сверху эти чашечки, эти семена, вернее, закрываем еще одним слоем фильтровальной бумаги и дальше оставляем на несколько дней. Так вот, все наши действия. Видите, у нас контрольный вариант и опытный вариант. Вот наши семена, да, которые у нас пока еще, значит, будут прорастать. И вот посмотрите, самое интересное, что мы наблюдали через несколько дней. Вот где контрольный вариант, вы видите, как семена выглядят, да? Вот. А там, где у нас опыт с хлорелла вулгарис, что мы с вами видим? Что семена настолько активные, да, что они даже пробили фильтровальную бумагу и проросли. О чем это говорит, ребята? Это говорит о том, что суспензия водорослей хлорелла вулгарис стимулирует рост и развитие крест-салата. То есть это вот такой модельный эксперимент, но он очень наглядно показывает, так ведь, какими свойствами обладает вот эта наша водоросль хлорелла вулгарис. Но нужно сказать, что в нашей коллекции не одна только водоросль, а большое количество, более 1000 штаммов. И вот у нас есть очень много водорослей, которые обладают большим потенциалом для использования в биотехнологии. Например, Клипсармидиум флакцидум. Видите, это многоклеточная водоросль, и оказывается, она тоже обладает стимулирующим свойствами, да. Если обрабатывать, значит, видите, ячмень, да, и там еще значит, пшеницу, многие другие посевные культуры, то также всхожесть увеличивается за счет чего? За счет того, что, оказывается, Клипсармидиум флакцидум вырабатывает фитогормоны и еще другие вторичные метаболиты. Кроме того, вот водоросли цианобактерии, которые мы с вами видели, да, на слайдах, они вырабатывают другие вторичные метаболиты. Например, токсин цилиндроспермопсин. Вот это штамм водорослей, который мы нашли на отвалах, значит, Сибайского медно-серного комбината. Посмотрите, это такие очень красивые цианобактерии, похожие на гусениц. И вот оказалось, да, когда мы все это исследовали в составе международной группы исследователей, оказалось, что эта цианобактерия синтезирует цилиндроспермопсин, токсин, который ранее был известен только у водных цианобактерий. И, казалось бы, ну, синтезирует и что? Оказывается, все токсины, они в малых как бы дозах, да, они могут оказывать и положительное воздействие. Например, для чего цианобактерии синтезируют токсины? Чтобы побеждать в борьбе с другими микроорганизмами. Вот. И если мы, предположим, подберем дозировку этого токсина или подберем микроорганизм, который нам будет угнетать, то мы можем разрабатывать какие-то вещества, так ведь, для фармакологии, для того, чтобы подавлять развитие фитопатогенных грибов, или для того, чтобы, предположим, подавлять развитие фитофторы и других болезнетворных микроорганизмов, которые ухудшают жизнь современного человека. И вот у нас наша лекция называется «Удивительный мир научных открытий». Вот я хочу вам сказать, ребята, что вообще тот человек, который занимается наукой, он всегда найдет свое место в мире. Почему? Потому что
человек-исследователь, что он делает? Он всегда ставит перед собой вопрос и находит ответ на этот вопрос. Например, вот мне нужно провести какое-то исследование, да, например, даже вот этот эксперимент с крест-салатом. Прежде чем поставить этот эксперимент, что я делаю? Я нахожу проблему, да, я разрабатываю какой-то план действий, да, методику, потом следую этой методике, у меня получаются какие-то результаты, я их обрабатываю. И потом что я должна сделать? Я должна обязательно эти результаты представить, так ведь? А в виде чего мы их представляем? Мы их представляем в виде, предположим, ну вот эта презентация, да, либо у нас может быть тезис, мы выступаем на какой-то конференции, либо мы пишем какую-то статью, да, в научный журнал. И вот когда мы этот результат с вами представили, опубликовали, то все узнали, ага, оказывается, вот такие есть исследователи, БГПУ имени Акмуллы, да, они проводят исследования, вот какие они молодцы. Только после того, как мы опубликовали, то это уже становится как бы верифицируемым. Понятно, да? Вот. И в повседневной деятельности вот эти качества нам тоже очень нужны. Почему? Потому что жизнь всегда ставит перед нами очень много проблем. Так ведь? Каких проблем? Вот, например, нужно поступить учиться, да? Нужно, например, найти хорошую работу, нужно что-то сделать. А для того, чтобы это сделать, решить проблему, мы что с вами тоже делаем? Мы разрабатываем какой-то план действий, да? Мы следуем этому плану, мы получаем результаты, либо мы их можем не получить, так ведь? И тогда мы тоже анализируем, а что же у нас получилось не так. В экспериментах тоже у нас такая, в принципе, последовательность действий. Вот здесь есть люди, которые занимаются научными исследованиями, да? Юные исследователи, и они тоже понимают, что иногда ты стараешься, делаешь эксперименты, а у тебя почему-то результат не получается. Значит, тогда исследователь что делает? Он ищет причину, в чем неуспех, так ведь? Почему так получилось? И либо у нас методика оказалась неподходящей, либо у нас, предположим, в случае с водорослями цианобактерий штаммы оказались, предположим, нежизнеспособными, да? Либо мы что-то сделали не то, либо у нас оборудование не позволяет нам получить результат, на который мы с вами рассчитываем. И тогда мы проводим корректировку этих действий, и уже после этого мы с вами меняем нашу стратегию и тактику. И я хочу сказать, что все те люди, которые занимаются наукой сейчас, да, молодежь, она очень сильно поддерживается. Вот приведу примеры. Например, сейчас у нас в рамках Евразийского НОЦа выделены гранты для того, чтобы отправить молодых исследователей на стажировку в лучшие университеты мира, понимаете? То есть выделены огромные средства. И существует огромное количество фондов, грантов, которые поддерживают именно молодых ученых. То есть все возможности есть, и потом есть у нас, программа «Умник», да, которая поддерживает тех студентов, школьников даже, да, молодых исследователей, которые занимаются наукой уже в прикладных аспектах. Там тоже можно выиграть гранты до 500 тысяч рублей. Но, к сожалению, что я вот наблюдаю на протяжении всей своей деятельности, то, что, к сожалению, молодежь не очень охотно занимается научными исследованиями. Но здесь мне хочется сказать, что если человек занимается упорно наукой, да, он может добиться очень хороших результатов. Во-первых, он будет в материальном плане жить тоже неплохо. Почему? Потому что вот эти гранты, они позволяют получать исследователям хорошую конкурентную заработную плату. Затем они позволяют человеку, который занимается наукой, путешествовать по всему миру. Ну вот могу сказать, что занимаясь наукой, да, я практически побывала во всех странах. И только сугубо на деньги каких-то грантовых фондов. То есть мы были, значит, на стажировках в Соединенных Штатах Америки, потом в Чехии, Украине, потом были на конгрессах в Австрии, в Польше. За счет чего? За счет того, что наши научные исследования были поддержаны, значит, грантами различного уровня, и государство специально выделяло нам деньги для того, чтобы мы учились вот этим азам науки в лучших зарубежных
центрах. Поэтому я хочу обратиться не только к молодым исследователям, но также и к родителям, и сказать, что если ваши дети будут заниматься наукой, то они, во-первых, смогут построить успешную карьеру, стать учеными. А если даже они не станут учеными, то они станут образованными и пытливыми людьми, которые будут пытаться найти ответы на все вопросы, и это им очень сильно пригодится в карьере, которую они захотят построить. Например, выпускники нашего университета, они могут работать в биотехнологических компаниях. У нас, кстати, очень много примеров, когда наши выпускники работают в компаниях в российских, причем уезжают даже за границу, потом их забирают в лучшие научно-исследовательские центры. Почему? Не потому, что вот они, значит, какие-то там, ну, как сейчас модно сказать, красивые, да, и соответствуют каким-то канонам глянцевых журналов, а потому что они пытливые, они старательные. И если у вас есть желание заниматься наукой, вы, как говорится, хотите добиться определенных успехов, или вообще это вам просто интересно, вы всегда можете прийти в наш университет, и мы вам в этом поможем, потому что у нас, к счастью, очень хорошая материальная база, которая позволяет проводить научные исследования на уровне не только лучших российских, но и зарубежных университетов и дать вам конкурентные преимущества при вашем дальнейшем трудоустройстве. И поэтому, ну, я как человек, который занимается всю жизнь наукой, я считаю, что это очень интересно, это очень здорово. И, например, в частности, заниматься изучением водорослей – это тоже очень захватывающая и интересная история. Потому что ты каждый день пытаешься решать какую-то проблему, ты каждый день развиваешься, и нет ни одного дня, когда ты можешь сказать, ну все, я теперь уже всего достигла, я теперь очень, значит, умная, образованная, и все, мне теперь учиться нечему. Каждый день ты должен образовываться, узнавать что-то новое. И это, знаете, это на самом деле очень хорошо, потому что сейчас, ну, как бы изменились взгляды на образование, и все понимают теперь, что образование, оно идет на протяжении всей жизни, да. И я думаю, что вашему поколению также придется учиться постоянно, ну а подрастающим и учиться еще больше, потому что мы наблюдаем бурное развитие технологий, мир меняется каждый день постоянно, да, и мы должны быть готовы к этим вызовам, а наука, как ни одна другая сфера деятельности, как раз подготовит вас к тому, чтобы быть вот такими подготовленными, умными, пытливыми как бы исследователями, которые смогут быть востребованы везде, в любой организации, в любой, значит, компании. Ну, а тех, кто, значит, заинтересовался, я надеюсь, что есть такие люди, да, которые захотят заниматься исследованием. Надеюсь, что они захотят и поступать в наш университет. Вы всегда можете приходить к нам на факультет, можете, значит, приходить к нам. И если вы придете и скажете, что вот мы хотим изучать водоросли, то мы, естественно, очень вас тепло воспримем и научим тому, что мы знаем.
Добро пожаловать на психологический лайнер «Измени сценарий и встань у руля своей жизни». Итак, мои дорогие, что же из себя представляет жизненный сценарий? Впервые про жизненный сценарий начал говорить и в своих трудах освещать Эрик Бёрн. И он считает, что основной жизненный свой сценарий мы пишем еще в детстве. И от рождения до 4 лет основные принципы, основные нюансы жизненного сценария уже прописаны. С 4 до 7 добавляются детали. В подростковом возрасте мы первый раз тестим свой жизненный сценарий. А уже когда взрослыми становимся, мы приступаем к его реализации. И сегодня, мои дорогие, мы с вами поговорим не про сценарий, а поговорим про сценарные процессы. В чем же различие сценариев и сценарных процессов? Сценарий – это что происходит в жизни. Сценарные процессы – это как происходит в жизни. Как происходит в жизни. И посмотрите, так как сценарии, сценарные процессы формируются в детстве, в последующем они у нас погружаются в зону бессознательного. Их очень сложно изменить без помощи психолога. И очень важный такой момент хотела бы я заострить вот ваше внимание на таком важном моменте, то, что сценарий жизни, он характерен не просто для человека, он характерен для семьи, может быть характерен для вашей группы, характерен для страны. И после того, как мы завершим, вы подумайте, какие сценарные процессы характерны лично для вас, для вашей семьи. И мы с вами потом уже, да, на следующей встрече поразмышляем, какой же сценарный процесс у нашей страны. На эту тему поразмышляем. И второй такой важный, интересный момент, что сценарные процессы универсальны. И они не зависят ни от культуры, ни от национальности, ни от религии и даже не от возраста. То есть они настолько универсальны. Какие же это сценарные процессы? Первый сценарный процесс, который мы с вами разберем, это сценарий «пока не». Основной девиз этого сценария «пока не» о чем говорит? И я пока не могу радоваться, пока не напишу курсовую работу, пока не защищу диплом, пока не выйду замуж. Как это еще в обычной жизни может звучать? Например, когда вырастут дети, ваши родители могут говорить, тогда я позволю себе отдохнуть. Когда я выйду на пенсию, тогда я начну путешествовать. А пока у меня нет такой возможности. И посмотрите, дорогие мои психологи, фактически в этом сценарном процессе человек себя загоняет в определенные рамки ограничений, неких установок, приказаний, стресса, постоянной некой активности. А внутреннее желание скрытое – это получить любовь, признание, понимание, внимание. Внутренняя тенденция. Но чтобы это получить, нужно пройти огонь, воду и медные трубы. Понимаете? То есть нужно пострадать. Подумайте, пожалуйста, какие родительские послания могут звучать, если мы говорим, что сценарный процесс формируется в детстве, какие родительские послания могут звучать, чтобы сформировался вот этот процесс «пока не». Вот есть микрофон. Ну, например, пока ты не сделаешь домашнее задание, ты не пойдешь гулять. Или пока ты не окончишь художественную школу, ты не будешь ходить куда-то в другие секции, например. Отличный пример. Еще какие примеры? Вспомните, что вам говорили родители? Пока не. Отлично. И такие ограничения. И вырастая, эти послания начинают звучать.
И мы сами себя ограничиваем. Следующий сценарный процесс, вот такой перевертыш, да, после. После, да. Что это значит? Сегодня пойду на день рождения, завтра у меня будет болеть голова. Да? Свадьба — такое классное событие, но потом наступят серые будни. Я так много работаю в течение дня и успеваю, но вечером я валюсь с ног. О чем, мои дорогие, этот сценарный процесс? Я могу радоваться, я вообще могу от жизни получать какие-то плюшки, радость, да, там, веселье, я буду веселиться благодаря общению на дне рождения. Но завтра наступит расплата. И неосознаваемо я начинаю уменьшать эту радость. Ну, понимаете, да, если вот радость вот такая, то и там расплата будет вот такая. Согласны? И неосознанно я начинаю эту радость уменьшать. Да? И, возможно, вы пришли на вечеринку, какое-то время сидели в уголочке, и вам только становится, ну, как бы вы только включаетесь в процесс общения, и здесь как Золушка, которая 12 часов, и говорите, так, все, я порадовалась, мне нужно уходить. Да? Или только-только вот что-то свершилось, и вы все, стоп, и все, и разворачиваетесь, и понимаете, что после последует какая-то расплата. Приведите, пожалуйста, примеры сценарных процессов после. Ну, например, ты сегодня очень устал и откладываешь свои дела на завтра, а то есть потом, после, ты будешь мучиться, потому что дел будет очень много. Но здесь вы два сценарных процесса соединили. Тоже интересная позиция, но соединили два сценарных процесса. Еще. Ну, например, человек боится вступать в отношения, потому что, когда он понимает, что начинает влюбляться и получать какую-то эйфорию от собственных чувств, он понимает, что через какое-то время эти отношения, возможно, закончатся, будет слишком болезненно, и он отказывается от них. Помните, да, как служебный роман? Была такая любовь и все остальное, и я отказалась от всего. Да? То есть вот эта боль, которая, или расплата, которая в последующем последует, она, казалось бы, из бессознательного, но этот ключик к сознанию говорит, так, все, меньше радости. От этого, да, богатые тоже плачут. Да? Что еще, какие здесь можно примеры привести? Что после последует расплата. Конфетно-буфетный период, такие прекрасные мгновения, но после начинается бытовуха. Или я посмотрю, да-да, букетик подарил, конфетки, да-да-да. И уже девушка включается в ожидание, а что же будет после? И если здесь прошито, что после идет со знаком минус, потому что это расплата, так скажем, настигнет это ее расплата. Даже если молодой человек особо ничего такого минуса не будет ей давать, она увидит этот минус. Согласны? Она себе здесь придумает. И будет заострять внимание на минусе. Плюсов она уже перестанет видеть. Но на минусе она будет... Да, ты опоздал на 2 минуты. Мы с тобой договаривались. А я там вот хотел для тебя сюрприз. Нет, подожди, мы с тобой договаривались. И все, она включает сама этот сценарий. Ну, не включает, этот сценарный процесс на полном ходу. И она сама находит, где же эта расплата. Сценарный процесс следующий никогда. Сценарный процесс никогда, вы знаете, это миф о Тантале, который стоял в бассейне и был по шею в воде, но испытывал такие муки от того, что хотел пить.
Он испытывал такие муки от голода, от чувства голода, но при этом плоды висели буквально перед его лицом. И человек с таким сценарным процессом будет говорить: я никогда не буду счастливой. Я никогда не достигну профессионального успеха. Я никогда не встречу человека, который меня полюбит. И в реале начинает проживать вот это свое «никогда». Я никогда не устроюсь на работу. Но самое здесь, мои дорогие, главное то, что человек верит в этот сценарный свой процесс, реализует каким образом? Да, он лежит на диванчике и никогда не начинает действовать. Понимаете? Это как из разряда разговоров: заработная плата в 30 тысяч – это вообще не мое. Для этого я даже вообще не встану. Вот 50 – да. Угу. Но при этом никогда не начинает действовать. Никогда. И не ставит цели. Не просто 50 тысяч, а какая работа, с чем она связана, что это тебе работа еще может дать, помимо этих 50 тысяч и так далее. То есть как таковой нет ни цели и, соответственно, нет плана действий. Это сценарный процесс никогда. Следующий сценарный процесс всегда. И посмотрите, сценарный процесс всегда. Очень такой своеобразный сценарный процесс всегда. Это, вы знаете, как с таким упорством, маниакальным упорством наступать на грабли одни и те же. Даже не 2 раза, а вообще всю свою жизнь. И кто-то выбирает всегда болеть. Я думаю, что вы у кого-то видели этот сценарный процесс. Болезнь, потому что начинает выполнять, имеет какую-то выгоду. И для того, чтобы не проявлять себя где-либо, всегда болеть. Жертва всегда найдет себе кого? Агрессора. Жертва найдет себе агрессора. И там сразу же нарисуется и спасатель. Но сначала она найдет агрессора. И все время будет выходить, будет вступать в отношения, в абьюзивные отношения. Всегда. Или будет жутко не нравиться работа. И будет даже об этом говорить. Всегда мне не везет на таких начальников. Все начинается, все нормально, а заканчивается одинаково. И с коллегами мне, никогда, и здесь, да, мне всегда не везет с коллегами. И при этом не увольняется и продолжает работать. То есть всегда болезни, всегда плохие отношения, всегда неинтересная работа и всегда беднота. Вот это сценарный процесс всегда. Следующий сценарный процесс почти. И при этом, дорогие мои, он делится первого типа и второго типа. И сценарный процесс почти он связан с мифом о Сизифе, который катил камень огромный в гору. Помните этот миф, да? И буквально чуть-чуть оставалось до горы, камень опять срывался вниз, он опять спускался, опять брал этот камень и опять катил его в гору. И как это в жизни, этот сценарный процесс проявляется? Гражданский брак, почти замужем. Почти же, да. Люди, у которых есть незаконченное высшее образование, незаконченные какие-то курсы. Да, я почти получил диплом, я почти курсы закончил, я почти получил водительское удостоверение, почти. Да, оплатил, несколько занятий посетил, но там так сценарный процесс разворачивается, что он не может никак это все завершить. И вот это почти срабатывает.
Если говорить про почти 2, то, знаете, здесь это достигаторы. Это такие крутые достигаторы. И вообще сейчас мир просто сошел с ума и говорит, будь достигатором, достигай, достигай, достигай. Только в отличие, да, от этого мифа, человек докатывает этот камень до вершины горы, но даже не успевает перевести дух, порадоваться, а уже видит другую гору. И говорит, а она вообще выше, и где-то камень найду потяжелее. И покачу этот камень на вершину другой горы. То есть остановиться, кайфануть от самого процесса, получить удовольствие, порадоваться за себя, за свои достижения он не может. И клиенты к вам будут какие приходить, мои дорогие, да, которые будут говорить, у меня есть все. Дома, машины, квартиры, жена, семья, любовница, у меня есть все. Но радости я не испытываю. Они меня, наоборот, даже бесят. У меня, наоборот, на них отрицательно. Ну, как бы вот, плохие эмоции возникают. Не может испытать, не может прожить, порадоваться. Запрет на чувства, на положительное. Не было положительного подкрепления, не получал. А стремится получить положительное подкрепление. Но процесс срабатывает так, что он их и не получит. Даже если он слышит от жены позитивное подкрепление, он их возьмет, как вы думаете? Он их не возьмет. И последний сценарий – это открытый конец. В чем особенность этого сценария? Смотрите, когда вы поставили какую-то цель, к ней стремились, и вы достигли. Мечтали об автомобиле, копили, зарабатывали, копили, купили. Ну, автомобиль без разницы, да, там телефон, ну, какая-то ваша была хотелка. И вы достигли. А молодой человек, так ему важна была эта девушка, он так долго за ней ухаживал. И, наконец-таки, он ее добился. И теряет интерес. То есть, как только цель достигнута, внутри возникает пустота. И, возможно, накрывают такие эмоции, как печаль, грусть, какое-то чувство безысходности. Вы с таким сталкивались, сценарным процессом? Открытый конец. Кто-нибудь может поделиться? Угу. Угу. И внутреннее опустошение. Некоторые даже попадают в последующем, да, или с неврозом, или с депрессией в клинике. Да, настолько была энергия там, что потом слив произошел энергии. Итак, мои дорогие, смотрите, 7 сценарных процессов. Мы с вами в консультировании, в психотерапии рассматриваем сценарные процессы. Но здесь важнее не сценарный процесс, а важно выявить драйверы. И посмотрите, какие драйверы, о чем мы с вами говорим, да? Вообще, какие драйверы существуют. Это будь совершенным, радуй других, с вашего разрешения буду сокращать, будь сильным, это пытайся и спеши. 5 драйверов. И сценарные процессы – это процесс программирования через родительские послания и установки. Мы маленькие, слышим определенные родительские установки. Мы с вами вырастаем, становимся взрослыми, но эти родительские установки, они у нас звучат. Мы голоса родителей, мы не думаем, что это уже родители, да? Но мы их голоса слышим.
И мы с вами будем работать вот как раз-таки, да, с этими драйверами. Почему? Потому что это как топливо для того, чтобы запустился сценарный процесс. И нужно работать с этими драйверами. И буквально вот еще несколько минут вашего внимания. Казалось бы, посмотрите, вообще в принципе такие классные драйверы. Ну согласны? Будь совершенным, будь сильным, старайся, пытайся, спеши, радуй других. Вообще классные же, да? То есть как бы такие рецепты счастливой жизни. Но, дорогие мои, они абсолютно все не экологичны. И несут в себе ту самую систему саморазрушения. Мы можем быть вообще совершенными во всем и всегда. Нет. И в результате что у нас здесь, какое чувство родится? Чувство недовольствия собой и жизнью в целом. Согласны? И если радуй других, такая, знаете, такой вообще удобный человек. Бывают удобные люди, они радуют, они предугадывают ваши желания, там еще что-то, да? Но при этом они вообще не могут радовать себя. Они не разрешают радовать себя. Максимум, какой они могут себе позволить, это какая-то вкусняшка, то есть фиксация на оральных удовольствиях. А других радостей они себе не позволяют. Будь сильным. Будь сильным – это значит не разрешить себе быть каким? Слабым. И вы знаете, если этот драйвер очень сильный, то первый такой звоночек – это психосоматика. Человек начинает болеть, потому что тело говорит, так, остановочка, надо отдохнуть. А человек с температурой, с носовыми платками, с лекарством идет на работу, потому что он сильный. Он не позволяет себе быть слабым. Пытайся. Ну, наверное, каждый из нас слышал, да? Пытайся, старайся, пытайся, давай, да? И акцент на каких-то мелких действиях. Там, пытайся, старайся завязать шнурок, кушай кашу аккуратно. Ну что ты такая разява, почему у тебя у буквы А такой там хвостик какой-то не такой? Старайся, старайся. И в результате мы вырастаем, и у нас здесь, мы делаем, ну вот с таким посылом, человек делает, но его действия хаотичны. Он делает, но нет целенаправленных действий и целесообразных каких-то действий. Поэтому он делает, он работает. Но сказать, что у него есть деньги для того, чтобы съездить отдохнуть, для того, чтобы что-то сделать в реале, как бы для себя, и от этого получить удовольствие, из-за хаоса, вот этих хаотичных движений, нет как такового результата. Ну и спеши, вы знаете, вообще быстрее. Темп жизни сейчас такой, да, спеши, быстрее. Ну что ты там как разява, соберись, спеши, да. И тогда мы с чем сталкиваемся? Эмоциональное, профессиональное выгорание. Потому что все время куда-то спешим. И, дорогие мои, в следующий раз мы с вами разберем, какие драйверы поведения запускают сценарные процессы. Но для нас с вами, для психологов, очень важно, как себе помочь и как помочь своим клиентам, правильно? И первый этап – это как раз-таки исследовательский. Это выявить сценарные процессы. И здесь, как Эрик Бёрн говорил, что как человек скажет «здравствуйте», что в последующем он скажет, он практически расскажет про свой сценарный процесс. Выявить драйверы или какие ситуации были в детстве, что человек для себя вот этот, как несколько этих драйверов выбрал. И второй уже этап начинается психотерапевтический. И психотерапевтический этап – это как раз-таки процесс деконтаминации или очищения эго-состояния взрослого. Это то есть убрать те самые родительские установки. Но что-то из этого, будь совершенным, здесь есть положительный аспект. Да, мы не все убираем, да? Мы что-то оставляем и переносим это в эго-состояние взрослого. Мы деконтаминируем.
И следующий психотерапевтический ключ для того, чтобы переписать сценарий, это как раз-таки перерешение. И те самые перерешения, которые ребенок, когда-то он принял решение для того, чтобы выжить в этом взрослом мире, для того, чтобы получить любовь и внимание. Но выбрал такой чуть-чуть искореженный путь, который сейчас мешает ему жить и получать удовольствие, удовлетворение от жизни. И наша с вами задача довести его до этапа перерешения, чтобы он принял другое решение. И в завершение, дорогие мои, скажу, что транзактный анализ – это поиск сокровищ в себе. Сначала мы должны с вами, как консультанты, как психотерапевты, найти сокровища в себе. То есть вот эти все этапы пройти. Да? И если мы говорим про транзактный анализ позиции консультирования, это значит найти сокровища у клиента. И тогда его жизни начнутся изменения и в поведении, и в его мышлении. И совершенно другие чувства и эмоции он начнет жить и проявлять в этой жизни. Спасибо, мои дорогие, за внимание. До следующей встречи.
Башкорттарым укуу керек. Арабызда надандар көп укуу керек. Аңрайудан Уралдагы курккан кебек, эй тугандар, наданлыктан куркуу керек. Тап ошо юлдар Мифтахиддин Акмулланың Башкорттарым укуу керек шигырынан алынган. Бүгүнкү лекциялар без Өфө каласының 20 саханлы Фатима Мустафина исемендәге 20 саханлы кала гимназиясының 10 класс укучылары менән лекцияны башлап ебәрәбез. Лекциябызның темасы ябай түгел, ул лекция тамам безнең университеттың 55 еллыгына арналган һәм университетыбыз 2006 елдан Мифтахиддин Акмулла исемен йөрткән тап Акмулла темасы. Әлбәттә, Акмулла ул безнең мәгариф системасында мәктәп программаһынан башлап югары уку йортында ла үтә бара. Мәктәп программаһында әлбәттә бәләкәй классларда Акмулланың исеме генә телгә алынһа, 9 класста Акмулланың айрым шигырьләре, тормышы турында ниндәйдер байтак кына мәгълүматлар бирелеп китә. Аудиторияла Акмулланың иҗады, Акмулланың исеме белән бәйле нимәләрдә һәр беләһегез укучылар. Бұл лекцияны башлап ебәрүсендә артабан безнең эшмәкәрлек өстендә бик кирәк әйберләрдән бере. Кем Акмулла турында нимәдер ишеткәне бар? Кулды күтәрәбез, басабыз, әйтәбез. Акмулла турында кемдә ниндәй мәгълүматлар бар? Ирхан, һин нимәләр беләһең? Бул торган көйсә генә. Миякә районында туган. Хәзерге Башкортстанның Миякә районы. Тагыла балалар, укучылар, кемдән ниндәй мәгълүматлары бар? Акмулланың исеме һезгә ниндәй әйберләр менән таныш? Ниндәй контекстта һәдән ишеткәнегез бар? Әйдәгез? Айлина. И не только башкирской литературы, но и казахского, дальше татарских литературных языков, а также литературы. Дальше кто еще скажет? Артабан кемдән ниндәй фикердәре бар? Фәрида? Микрофон дал. Ул башкортларда укуга өндәгән. Мин уның исемде башкорт теле көнендә минең мәктәптә урокларда һәм класс менән бергә барган урокларда ишеттем. Һин класс менән йөргән урыннарда Мифтахиддин Акмулланың исемен ишеткәнең бар. Тагыла кемдән ниндәй мәгълүматлар Назгөл? Әйдә, Айгизә. Мифтахиддин Акмулла исемендәге безнең Башкорт дәүләт педагог университеты йөртә инде. Һәм икенчедән Башкортстанда башкорт теле көне Мифтахиддин Акмулланың туган көнендә үткәрелә. Нисәһендә ул? 14 декабрь. 14 декабрь бездә инде башкорт теле көне дип үткәрелә. Тагыла ниндәй мәгълүматлар беләбез? Назгөл, һинең? Нимәдер өстәргә бармы? Тагыла? Тагыла кемдеңдер нимәдер өстәргә бармы, кызлар? Булмаһа, без артабан дәвам итәбез. Әлбәттә, Акмулланың кыскасы гына биографиясына тукталып киткәндә 200 сөйләм менән генә әйтергә була. Мифтахиддин Акмулла хәзерге Башкортстанның Миякә районы Тукханбай авылында туган. Тукханбай авылы ул инде бүгенге көндә Акмулланың тулыһынча эзләрен һаклаучы зур музее. Шулай ук Акмулланың шишмәһе, Акмулла исеме менән бәйле районда байтак кына әйберләр бар. Бул турында без сакны һуңгарак һөйләрбез. Шулай ук Акмулла тәүге белемде үзенең гаиләһендә, атаһында Камалетдин да алган. Артабан күрше авылда мәдрәсәлә укыган. Шулай ук Мифтахиддин Акмулланың биографиясында, бернисә уку йорты, уның белем баскычларын күрсәтеп тора. Акмулла уның фамилияһы түгел, псевдонимы. Мифтахиддин Камалетдин улы Камалетдинов. Без моны бик яхшы беләбез. Акмулла дигән исемде ул касан алып йөртә башлаган? Һезгә билдәлеме? Әллә юкмы?
Был билдәле булма, мин сакына һуңгарак әйтермен. Мына ошо Мифтахиддин бәләкәй вакыттан бик сус, тилбер булган. Мына ул бәләкәй вакыттан башкорт теле белән бергә иске төрки телен, шулай гарәп телен. Без беләбез, тәүдә мәдрәсәләрдә барыгында, мәктәпләрдә, мәдрәсәләрдә гарәп шрифтына, гарәп телендә укыгандар. Чөнки Коръән Кәрим теле, ул гарәп теле, тап мына ошо гарәп телендә укыгандар. Артабан Мифтахиддин Акмулла билдәле 19 сабаттың зур билдәле мәдрәсәләрнең бере Стәрлебаш мәдрәсәһендә белем алган. Стәрлебаш мәдрәсәһендә бул усурда Шәмсиддин Зәки укыткан булган. Һәм шагыйрь Шәмсиддин Зәки, суфи шагыйрь, башкортларның суфи шагыйре, ул инде бик озак аралашкандар. Шулай ук Акмулланың биографиясында бик кызыклы усурларның бере, ул инде артабан мәдрәсәлә белем алгандан һуң Казак далаларына балаларга белем бирергә ел һайын йөргән һәм тап менә ошо укытучы Мифтахиддинде казактар Акмулла дип атагандар. Акмулла нимәне аңлата ул? Ирхан, һин нисә уйлыйсың? Акмулла. Акмулла. Һез нисәрәк үдегез аңлайһыгыз? Актыстамулла тагыла. Айһалау һин нисә уйлыйсың? Мына мулланы ак дип әйтәләр икән, ул нисәрәк булырга тиеш? Назгөл? Яхшы кеше. Саф кеше. Ак төсе безнең мусулман дөньяһындагы башкорт телендә күбрәк саф. Аклык билдәһе, сафлык билдәһе. Акыл билдәһе. Ниндәй кимәлдә? Мына бул инде һәр вакыт гадиллекте яраткан, гадиллекте бик нык яраткан муллаларның береһе булып танылган. Һәм ошо мәдрәсәлә укыган елдарында ук Акмулла шигырьләр яза башлай. Әлбәттә, уның шигырьләре 19-нчы буаттың иң төп мәсьәләләренең береһе ниндәй мәсьәләгә арналган дип уйлайбыз? Акмулланың шигырьләре, әлеге менә мин әйткән шигырьләре, башкортларым уку кирәк, уку кирәк. Әйе, 19-нчы буат мәгариф проблемалары яки укырга өндәү. Менә тап ошо Акмулла иҗат иткән усур, Акмулла яшәгән усур башкорт әдәбиятының мәгърифәтчелек усуры дип атала. Рус телендә нисек атала ул? Рус әдәбиятында ла бу усур шулай билдәләнә. Тиз генә тәрҗемә итеп китәйек, Алина. Как называется вот этот период на русском языке? Нет. Просвещение, просветительство. Мәгърифәтчелек, просветительство. Мына уның иҗат иткән усуры тап мына шу мәгърифәтчелек усурын зур итеп асып ебәрә. Башкорт әдәбиятында мәгърифәтчелеккә арналган яки мәгърифәтчелек усурында иҗат иткән башка шагыйрьләр, язучылар да бар. Һез мәктәп программаһы буенча уларны 10-нчы класста үтәһегез. Һез быел 10-нчы класста укыйсыз. Елның башында ниндәй язучыларны үттегез? Сакын алгарак китәбез, 9-нчы классның адагы әтү. Акмулланың заманында яшәгән, 19-нчы буатта яшәгән һәм иҗат иткән язучылар. Эткә төшмәйме? Ирхан. 19-нчы буатта яшәгән. Бабичка тиклем. 19-нчы буатта яшәгән Мөхәммәд Сәлим Өмөтбаев, Риза Фахриддинов мына башкорт әдәбиятының мәгърифәтчелек усурын тәшкил итә. Әлбәттә, мына уның иҗадының төрле усурларын без карап киттек. Уның тәүге китабы ла мәгърифәтчелек әдәбиятына арналган, ул инде Шиһабиддин Мәрҗани Мәрфияһе дип атала. Татар халык шагыйре Шиһабиддин Мәрҗанидың истәлегенә арнап, ул тәүге шигъри йыентыгын иҗат итә. Һәм бу йыентыкка кергән шигырьләре, әлбәттә, улар бик күп төрле, жанрлары буенча төрле. Уның инде төп темаһы мәгърифәтчелек булһа, шулай ук социаль теманы, гадәти тормыш көнкүрешле, шулай ук инде тормышның фәлсәфәви ягында хүрәтләгән. Һәм менә ошо Акмулланың иҗатындагы төрле иҗат бик кызыклы, үзенчәлекле. Әлбәттә, үзе тере вакытта ул үзенең шигырьләр йыентыгын әзерләп,
әзерләп Шиһабиддин Мәрҗани Мәрфияһе дип атай. Шиһабиддин Мәрҗани ул исем фамилия. Ә Мәрфияны һез ишеткәнегез бармы? Мәрфияны ишеткәнегез юк. Ул жанр, әдәби жанр Мәрфия дип атала. Ниндәйдер бөек, билдәле кеше вафат булга, шуга арнап ниндәйдер әдәби әсәр иҗат итү Мәрфия дип атала. Багышлау. Рус телендә ул жанр ода дип атала, ә менә монда инде Мәрфия, гарәп теленнән килеп кергән был жанр Мәрфия. Шиһабиддин Мәрҗани Мәрфияһе. Менә был жанр бик кызыклы, үзенчәлекле жанрларның бере. Менә тәүге китабын Мифтахиддин Акмулла тап менә ошо татар мәгърифәтчесе Шиһабиддинның тормышына арнап иҗат итә. Үкенечкә күрә артабан уның китаптары дөнья күрмәй кала. Биографиясында билдәле булуынса Шиһабиддин Мәрҗани дигән китабы уның Казанда нәшр ителә. Иске төрки телендә язган була. Без беләбез, элек башкортлар иске төрки теле кулланып, яки язма әдәбият бөтәһеләй инде иске төрки телендә язылган. Ишкәнегез бармы иске төрки теле? Иске төрки теле гарәп шрифтында борынгы язмалар. Хәзерге башкорт язмаларынан улар аерыла. Әле без нинде язмала язабыз башкорт телендәге язуларда? Ничек атала шул язмалар? Хәрефтәр, менә шундагы хәрефтәр ничек атала? Дөрес, кириллицала. 19-нчы буаттың һәм 20-нчы буат башы гарәп графикаһында иске төрки телендә безнең әдәбият иҗат ителгән. Иске төрки теле. Хәтердә калдырдык. Менә ошо үзе тере вакытта Мифтахиддин Акмулланың бердән-бер йыентыгы дөнья күреп кала. Әлбиттә, уның әсәрләре халык арасында бик нык тарала. Ни өчен? Уның кубайырлары, айрым шигырьләре халык арасында бик күпләп тарала. Хатта мәдрәсәлә укып йөргән шәкертләр дә уның шигырьләрен үзләре күсереп алалар һәм улар инде дәресләрдә ятлап йөриләр. Ни өчен Мифтахиддин Акмулланың шигырьләре киң таралган дип уйлыйсыз? Нимә менән бәйле был? Назгел? Шәкертләр арасында ни өчен таралган? Эмилия, һин ничек уйлыйсың? Әйдә? Шул замандагы проблемаларда ул үзенең шигъриятендә күтәреп сыккан. Дөрес. Тагыла кемдән нинди фикере бар? Аудиторияга бер генә төрле фикер түгел, төрлесе булырга мөмкин. Назгөл, һин ничек уйлыйсың, Айлина? Ни өчен үзенең замандашлары арасында Акмулланың шигырьләре киң таралу тапкан? Уларны күсереп язгандар. Шәкертләр күсереп язган, яттан һөйләгәннәр, халык арасында бик күпләп йөргән. Ирхан, һин ничек уйлыйсың? Үзенең халкы турында дөрес фикер. Тагыла? Эмилия, һин ничек уйлыйсың? То есть во всех стихотворениях Мифтахиддина Акмуллы лирический герой – это современник. Современник того времени, в котором он жил и творил. Вот поэтому на самом деле он настолько был близок любому человеку, любому читателю, которые обучались в мадрасах, мектебах. Шуның өчен менә бүгенге көндә алып караганда менә без ниндәйдер шагыйрьне укыйбыз икән, ниндәйдер шагыйрьнең шигырьләрен яттан һөйләйбез икән, ул безнең турыла язган һәмәк. Ул һинең турыла язган һәмәк. Һәм ниндәйдер кимәлдә һинең караштарыңды сагылдыра. Тап Мифтахиддинның шигырьләре ла шул заман өчен, хатта әлеге вакытка тиклем дә бик актуаль булып кала. Без артабан лекцияның икенче ягына күсәбез, менә Акмулла 19-нчы буатта бик популяр булган. Ә безнең көндәрдә ничегрәк дип уйлайсыз? Ул безнең көндәрдә уның исеме без лекцияны шуннан башлап ебәрдек бит инде. Акмулла исемен һез кайда ишеткәнегез бар бит инде. Һез ничек уйлайсыз? 21-нче буатта Акмулланың шигырьләре, Акмулланың тормышының айрым этаптары, ул безнең өчен кирәклеме? Бигрәк тә һезнең өчен кирәклеме ул Акмулла? Айгизә. Әйе. Амына укырга үндәгән шигырьләр арасында нинди кызыклы фикер, хатта һезгә бигрәк танык кагыла. Һез әле нигә университетка керер алдыннан
үз ара рус телендә аралаштыгыз. Мына телдәр турында Акмулла нимә дип әйткән? Ирхан, искә төшмәйме? Фәридә. Телдәр турында. Әйткәнме ул? Акмулланың телдәр турында шигырында ниндәй юлдар бар? Искә төшерәбез. Русса гына белмәк түгел, французсала һөйләшү фарыз. Мына был уның шигыр юлдарынан. Күз алдына китерегез, 19-нчы буатта яшәгән башкорт шагыйры русса гына белү ул аз буласа, сит телдәрдә лә белү кирәк дип әйтә. Мына тап ошондай тәгълиматтар уның шигырьләрендә тулып ята. 19-нчы буаттагы булган актуаль һораулар 21-нче буатка ла күсә. Шуның өчен дә Акмулла безнең көндәрдә лә ярайһы ук яшәй. Яшәй, уның менә тәүге зур йыентыктарының бере 1980 елда дөнья күрә. Ул китаптың оригинал варианты менә 80 елда дөнья күргән шигъри йыентык китабы минем кулда ла тора. Мына тап 80 елда. Мына был китапка барлык аңлатмаларды Әхәт Вилданов, яки 19-нчы буатта яшәгән шагыйрьнең тормышын һәм иҗадын өйрәнүче галим Әхәт Вилданов аңлатмалар бирә, шигырьгә аңлатмалар бирә, төрлесе әйберләрен язып китә. Был китап 80 елда сыккан китап шагыйрьнең юбилей айканлы, шагыйрьнең 150 еллыгына тулу айканлы әзерләнә һәм нәшер ителә. Шагыйрьнең артабан инде ярайһы ук байтак кына китаплары дөнья күрә. Акмулла яктылык йырсыһы, Мифтахиддин Акмулла, Звезда поэзия, әлеге генә әйткән галимдән хезмәттәре. Артабан Мифтахиддин Акмулланың иҗадына багышланган ярайһы ук байтак кына әйберләр дөнья күрә. Бигрәк тә Рәшит Шәкүрдән, Гыният Кунафиндән Акмулла турындагы китаплары байтак кына. Әлбәттә, Акмулланың иҗады, без бая әйтеп киттек бит, 150 ел тулуга арналган зур йорт музее Миякә районы Тукханбай авылында асыла. Тукханбай авылында асыла. Менә һәр күрәһегез, музейның алдында бюст тора Мифтахиддин Акмулланың тулыһынча тормышын, иҗадын ошо музейда яктырткан. Артабан мына без күрәбез бит инде Акмулла исеме, Акмулланың тормышын сагылдырган ярайһы ук байтак кына сәнгать әсәрләре бар. Наил Гаирбаевтың Акмулла яктылык йырсыһы дигән драмаһы, шулай ук инде билдәле композитор СССРның халык артисты Заһир Исмәгыйловтың Акмулла операһы 2000 елларда күрелә, безнең опера балет театрында дөнья күрә. Шулай ук инде менә безнең университет алдында 2007 елда скульптор Владимир Дворниктың матур скульптор барлыкка келди. Һәм әле менә университетка кирде алдан күрдегез бит инде. Акмулла уртала утыра, уның эргәһендәге шәкертләр уның шигырьләрен тыңлайлар, уның дәресләрен итәләр. Чөнки Акмулла узак еллар Кадак далаларында укытучы булып эшләй. Бу 91 елда дөнья күргән Акмулланың һәйкәле. Тагыла Акмулланың исемен йөртүче безнең инде республикалы Акмулла премияһы, район премияһы. Шулай ук инде Акмулла стипендиаттары бар. Безнең университетта алдынгы студентлар Акмулла стипендияһына лайык булалар. Ел һайын укуда, эштә, җәмәгать эшләрендә актив катнашкан студентларга Акмулла исемендәге премия бирелә. Иң тәүге Акмулла исемендәге премияларның бере уның билдәле галим Башкортстанның халык шагыйре Рәшит Шәкүр лайык була. Акмулла мына инде Миякә районында Акмулла төяге дигән газет сыгарыла. Шулай ук 20-нче буат башында Акмулла дигән журналда сыгарылган. Һәм бу Акмулла дигән журналда ярайһы ук байтак мәгълүматлар, әдәби мәгълүматлар, тарихи мәгълүматлар, мәдәни мәгълүматлар бирелгән булган. 2006 елдан башлап Башкорт дәүләт педагогия университеты Мифтахиддин Акмулла дигән исемдә йөритә. Шул осырдан башлап бүгенге көнгә тиклем Башкортстандагы барлык студентлар да инде яки укытучылар тап ошо уку йортында әзерләнә. Һезнең лекцияга тыңлавыгызга зур рәхмәт. Артабанда башка аудиториялар очрашырбыз дип уйлайбыз.
Уважаемые друзья, я рада вас приветствовать в БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. И сегодня мы с вами на научно-популярной лекции поговорим о технологиях дошкольного образования. Перед вами выступает спикер Шабаева Гузель Фагимовна, кандидат педагогических наук, доцент, компатриот, эксперт WorldSkills. И сегодня мы с вами познакомимся, что же такое дошкольное образование. Какой должен быть педагог 21 века, реализующий эти технологии? В первую очередь мы посмотрим на наш навигатор. Мы про возрастные, анатомофизиологические, психологические особенности детей раннего и дошкольного возраста. Посмотрим специфику содержания образовательных интерактивных, инновационных технологий. И на примере речевого развития некоторые моменты раскроем по технологиям дошкольного образования. Принимаете эту систему работы? Что же такое и кто такой? Технологии, кто такой ребенок, возрастные особенности. Мы начинаем говорить о зачатии, о пренатальном развитии, о новорожденном ребенке. И педагогика раннего детства подготавливает педагогов 21 века, счастливое родительство для реализации гармонично развитой личности. И, соответственно, в первую очередь о пренатальном развитии. И мы здесь подбираем те технологии, методики, средства, методы для работы с кем? С родителями, с мамой и с папой будущего ребенка. И здесь подбираются те современные технологии работы с плодом. Плод, зачатие происходит и подготовка к зачатию. Здесь свои технологии. Следующий возрастной период – это младенческий возраст. Период новорожденности, непосредственно эмоциональное общение, это манипулятивные действия с предметами, и уже к 1 году жизни мы говорим о орудийно-предметных действиях. А какой же современный ребенок? Какие мы должны методы, средства, технологии, методики подбирать? Мы должны разобраться с вами. Будем разбираться? Будем разбираться. В первую очередь ребенок обладает повышенной возбудимостью, гиперактивный. И, соответственно, у него непродолжительный, прерывистый, чуткий сон. Ребенок любит играть с мягкими игрушками. Повышенный тонус сферы тела, ранний отказ от грудного молока. И посмотрите, концентрация, сосредоточенность внимания на слабом уровне. И здесь мы говорим об отсутствии усидчивости, терпения, утомляемости и раздражительности. Имеет место быть. И, соответственно, зная современного ребенка, мы будем подбирать те методы и технологии, которые будут удовлетворять первичные потребности и психические новообразования. Обратите внимание, повышена потребность к восприятию информации. Целостное восприятие основано у ребенка на чем? На образах. И обратите интерес к рекламе, который отличается динамизмом, недовольство и агрессия, если ребенку не хватает здесь и сейчас информации. И тогда он уже проявляется в жизни. Дети мыслят блоками, модулями, квантами. И, соответственно, при разработке технологий, методик, подборе методов и средств мы должны учитывать эту особенность поколения 21 века. Следующая особенность – повышенная тревожность и агрессия. Здесь мы говорим о том, что ребенок проявляет, разбрасывает игрушки, испытывает сильную потребность в общении и может проявлять агрессию, кусаться, царапаться. Именно если не удовлетворяется психическая потребность ребенка в чем? В тепле, в контакте, в удовлетворении потребности получения ответов на вопрос. И, соответственно, настойчивые, требовательные, не желают слепо подчиняться указаниям взрослого. А каким же образом мы должны же дать знания, умения, навыки, компетенции сформировать, опыт проживания деятельности? Если ребенок не заинтересован, он не хочет, каким образом мы будем делать? Сейчас будем разбираться. Посмотрите, врожденное стремление к самореализации.
проявление своей деятельной натуре, ранняя активность. И если сравнить ребенка 20 века и ребенка 21 века, на 15 дней идет в среднем увеличение потребности в движении. Внимание, стремление поскорее познать окружающий мир, проявление любопытства и настойчивости. И мы переходим к характеристике раннего возраста. Портрет личности ребенка, ведущий вид деятельности, как мы с вами разобрались, орудийное, предметное, стремление к самостоятельности, осознание себя как личности, кризис 3 лет. Возникает кризис 3 лет, и, соответственно, зная это психическое новообразование, выделение себя в пространстве и себя как единица общества, семьи и так далее, мы будем с вами подбирать определенные свойства. Посмотрите, быстрый темп физического развития, нервно-психическое развитие, идет гибкость головного мозга, психического восприятия, потребность общения, неустойчивое формирование навыков и умений, скачкообразный неравномерный процесс. Вот это мы с вами и изучаем на психолого-педагогических условиях педагогики раннего детства и дошкольной педагогики, психологии. И более подробно рассматриваем именно непосредственно эмоциональную форму общения. И зная анатомофизиологические, психические особенности детей, мы будем что делать? Подбирать технологии. Теперь понятно, каким образом мы должны выбирать инструментарий работы. В первую очередь мы должны определить, кто перед нами. Портрет личности ребенка, его физиологическое, анатомофизиологическое, психологические новообразования, да, структура головного мозга, всех психических процессов, память, мышление, воображение, речь и физических возможностей. Посмотрите, это и хэппининг, сенсорные коробки, это и нейрогимнастика, релаксация в системе кинезиологии, информационно-коммуникационные технологии, ковролинография, куклотерапия, арт-терапия, телесно-ориентированные техники, нейропсихологические технологии и другие методики. А в дошкольном возрасте следующий этап. Наш ребенок вырос, да? Какой это возраст? Перечисляйте. Младший дошкольный возраст и старший дошкольный возраст. Предметно-действенное сотрудничество, представление не только о целях и действиях, но и выборе инструментов. И ведущий вид деятельности дошкольного возраста – это игра, сюжетно-ролевая игра. Это самый ведущий вид деятельности, который у нас не развернут в современном дошкольном образовании. И наша с вами задача в целях педагога 21 века уметь поддержать инициативу, поддержка игровой активности детей через методы, приемы, которые организованы у нас на базе мастерской WorldSkills по компетенции дошкольное воспитание под руководством нашего ректора Сагитова и заведующей кафедры Бараниловой Ирины Гедадьевны, которые мы организовали, что? Мастерские WorldSkills и Центр развития компетенций Котов Kids. И на базе вот этих мастерских, центров развития компетенций мы формируем что? Навыки, умения, опыт и компетенции у кого? У педагога, который будет заниматься современным ребенком. И вот здесь вы видите характеристика поколений. Цифровой человек, миллениум, поколение X. И в рамках портрета гражданина России 2035 года, построение преемственности портрета выпускника, мы должны четко понимать, какие инновационные технологии и методики работы мы будем использовать в рамках вот этих показателей. Здесь и экономическая активность, и здоровье, и социальная направленность, и патриотизм, и гражданская позиция. Наша с вами задача – гармонично развитая личность ребенка. Видите, да? Здесь есть математика, русский язык. Оно внутри. И у нас в специфике нашего дошкольного образования это 5 образовательных областей.
по которым мы выстраиваем образовательные технологии. Соответственно, формы и методы, средства, партнерская форма взаимодействия, развивающая предметно-пространственная среда будет формировать какой тип сознания? Системно-смысловой. Если раньше мы говорили системно-структурный у нас с вами, то у наших детей какой тип сознания? Вот это самое важное. И, соответственно, наша с вами задача закономерности развития, потенциал, способности высшей нервной деятельности учитывать при подборе технологий. И в соответствии с целевыми ориентирами за пределами возраста мы закладываем фундамент, ребенок разворачивается, поступает в школу, потом к нам в университет БГПУ имени Акмуллы, самый лучший вуз страны, и получает профессию. Соответственно, на базе чего? Дошкольного образования. Соответственно, физическая сфера, эмоционально-психологическая, социальная сфера. И опыт ребенка идет через единую тему, получая новый опыт. И обязательно языковое пространство, полилингвальное пространство. На каких языках вы разговариваете? Башкирский есть? Английский перечисляем. Татарский, русский и другие языки. И пространство физической активности. Мы организовываем центры активности, как мы уже говорили, в соответствии с видами деятельности, непосредственно эмоциональное общение со взрослыми, манипуляция с предметами. И здесь на базе инновационных площадок нашей кафедры дошкольной педагогики и психологии мы реализовываем, разрабатываем комплексы мероприятий. Это и город Благовещенск, город Уфа, и город Ишимбай, Стерлитамак. И даже сейчас на международном уровне. И на наших инновационных площадках мы с педагогами разрабатываем те технологии и методики, которые будут реализовывать другие дошкольные образовательные организации. Как вы думаете, что у меня на слайде? Это математическая статистика, показатель, как развита игровая деятельность в системе дошкольного образования. И если посмотреть, 12 минут поза была, игровая поза во время сюжетной роли в игре, то сейчас, в 21 веке, дошкольник может только сколько минут стоять? 3 минуты. Соответственно, ведущий вид деятельности какой? Игра. И мы с вами, педагоги 21 века, должны организовать те игровые технологии для разворачивания что? Сюжета, чтобы у нас дети могли длительность сохранения позы выдерживать по развитию сюжета. Вот это вот наличие противоречий и проблем, на которые мы должны с вами заниматься и подбирать игровые технологии. 82% у детей в дошкольном возрасте не развиты игровые навыки, умения и представления. Вы здесь видите на слайде Ирину Геннадьевну, Елену Александровну, и здесь мы разворачиваем наш фиолетовый лес, ковролинография. Это такая технология, которая позволяет интегрировать все виды деятельности. Это и арт-терапия, это и зоотерапия, сказкотерапия, песочная терапия, куклотерапия и другие технологии, которые логаритмика, которые мы реализовываем под руководством Ирины Геннадьевны Бараниловой в Центре развития компетенций Котов Kids. И сейчас у нас Семейная академия Акмулинского университета идет и 1 класс в рамках преемственности под руководством 2 заведующих кафедр. Это и начального образования, дошкольного. И, соответственно, здесь вы видите на слайде «Я многодетная мама», вы видите моих близнецов и дочь, которые реализовывали эту на практике, использовали.
Также ИКТ-технологии. Здесь мы видим смарт-ноутбук, смарт-бот, интерактивные кубы, которые под руководством нашего ректора Салавата Талгатовича и Ирины Геннадьевны организовано то пространство, где собраны весь инструментарий современного интерактивного оборудования. Следующая технология – это сторителлинг. Посмотрите, структура сюжета, это и моделирование, и ТРИС, и Синквейт, и проектная деятельность. По содержанию мы как раз-таки будем рассматривать более подробно на последующих лекциях и в процессе курсов повышения квалификации, переподготовки и формирования навыков и компетенций современного педагога 21 века. Обратите внимание, это и правое полушарное рисование, да, и ТРИС, и модели глазами, и более подробно как раз-таки вы можете обратить внимание на слайдах виды проектов, которые реализовываются у нас на базе Котов Kids и мастерской World Skills. Я готова выслушать ваши вопросы. Конечно же, многообразие методов, техник и технологий дошкольного образования мы на протяжении многих лет копим, отрабатываем эту систему, современные, интерактивные, и используем в своей работе. Коллеги, девушки, какие есть вопросы? Пожалуйста. Да. Ваша любимая технология, которую вы используете в работе и с детьми, и с взрослыми? Какой вопрос интересный. Да, если брать детей дошкольного возраста, сначала диагностика, обследование. Я смотрю передо мной, какая группа детей. Аудиалы, визуалы, кинестеты. Какой преобладает способность у детей. Если больше они любят гиперактивные, двигательные, то тогда подвижные игры, игровые технологии. Если они любят послушать, и они более спокойны, да, выше нервной деятельности, у них типы ВНД, то тогда я использую технологию интерактивного продуктивного чтения, слушания. И использую, а некоторые бывают говорливые. Слышали такие, да, активная речевая? И, соответственно, я их использую сторителлинг, да, блогинг сейчас, ТикТок, Инстаграм. И мы вот как раз-таки учим говорить на камеру, брать интервью и так далее. Это моделирование, это логико-смысловые модели профессора Штейнберга и много других, конечно, технологий, моих любимых, но в основном это структуризация, проектная деятельность. Спасибо. Угу. Так, еще вопрос. Ага. Ага, опыт реализации, ресурсы. Хороший вопрос. Я предлагаю участникам прямой трансляции и нашим участникам перейти на кафедральный YouTube-канал «Дошкольный инжиниринг» Акмулинского университета, ознакомиться с материалами. Также у нас в сети Инстаграм есть кафедральная Инстаграм-страничка, на официальном сайте БГПУ имени Акмулы. И у нас есть своя страничка кафедры под руководством Бараниловой Ирины Геннадьевны. И, конечно же, это электронный детский сад. Нашей группой, научной группой создана, разработана грантовая поддержка была получена, электронный детский сад, счастливое родительство, институт семьи и детства, то есть те проекториум Института педагогики под руководством Зульхизы Исмагиловны, да, у нас есть те ресурсы, которые вы можете также в 5 корпусе посмотреть, методические рекомендации, опубликованы учебно-методические пособия, книги и учебники, электронные пособия, которые расположены на сайте нашего университета. Есть как вот в системе дистанционной, Big Blue Button, да, платформа, где мы тоже вывешиваем материалы в помощь с QR-кодами. В каждой мастерской есть эти материалы.
Хороший вопрос. И я думаю, что у нас ресурсы очень богатые, и результаты инновационных площадок, вот город Уфа, 107-й, 50-й, 162-й, 60-й детский сад, город Благовещенск, 11-й, 15-й, 14-й, 16-й детские сады. На их ресурсах, на их сайтах тоже есть материалы и продукты методической деятельности. Вот таким вот образом, еще если есть вопросы, коллеги, таким образом мы с вами просмотрели различные технологии, методики, вот как раз-таки технологии продуктивного чтения, слушания, то оборудование, которое выстроено в нашем БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы, и на базе инновационных площадок, вот вы видите на слайдах. Таким образом, наши студенты, магистранты, аспиранты реализовывают в открытом образовательном проекториуме Института педагогики. И таким вот образом мы используем матбординг, STEM-технологии, софт-скиллы, судаку и информационно-коммуникационные технологии. И, конечно же, мы идем не только в ногу со временем, а мы опережаем время, изучаем нейробиологические, нейрофизиологические основы современного ребенка. И счастливое родительство. Я желаю вам удачи и благодарю за работу.
Мгм. Так, здравствуйте все. Я преподаватель кафедры изобразительного искусства. Зовут меня Эльза Эдуардовна. И сегодня я вам хочу рассказать о современном искусстве и именно о том, как мы его с вами должны воспринимать, как понимать современное искусство. Изобразительное искусство, как и вся мировая культура, условно делится как бы на два основных периода. Искусство, культура традиционная, к которой мы привыкли, которую мы хорошо понимаем, когда художник изображает то, что видит. И много веков художники пытались научиться писать, рисовать, лепить так, чтобы было максимально похоже. Но, наверное, с появлением фотографии, тем более с появлением цифровой фотографии, особый смысл полностью воспроизводить реальность утрачен. И второй этап развития культуры, в развитии изобразительного искусства – это инновационно-креативный этап, когда художник выражает свое понимание мира, свое видение и, пользуясь языком искусства, создает изображения не всегда понятные, не всегда похожие на реальность, пользуясь языком искусства. Язык искусства, он нам понятен, мы с вами привыкли воспринимать любые изображения через линию, цвет, пятно, фактуру, через какие-то композиционные средства, такие как равновесие, ритм, контраст, симметрия, асимметрия, ну и так далее. Вот смотрите, я сегодня хочу показать лучших наших башкирских художников, современных, и показать и представителей традиционной культуры, и представителей современного искусства, так называемого авангарда. К сожалению, недавно ушедший от нас Василий Николаевич Лесин, вот его акварель «Море». Мы с вами видим, что художник рассказывает нам о своих переживаниях, он передает определенное настроение, определенные чувства и изображает реальный, в общем-то, объект. Это берег моря, волны, хмурое такое состояние природы, птицы. Вот его же акварель «Зима». Мы видим, здесь изображены деревья, покрытые инеем, мы видим зимнее состояние, но при этом понимаем отчетливо, что цель художника не просто изобразить точно какой-то мотив, а передать свое видение, свое понимание. И плюс очень популярное такое понятие, которое появилось в современной культуре изобразительной. Художник пытается достичь того, что мы называем визуальный эффект. Используя цвет, используя подтеки акварельные, какие-то смывы. И если ты увидел один раз эту работу, особенно если потрогал, ее уже не забудешь. Она не похожа ни на кого. Еще один наш художник, тоже акварелист, Рамиль Раисович Абдуллин. Это и наш выпускник нашего факультета, и преподаватель. Вот смотрите, вот такая акварель, она называется «Задувает». Мы здесь с вами видим начало зимы, мы видим дорогу, изъезженную какими-то вот колесами, возможно, следы. Видим печальное настроение, деревья с опавшей листвой. И понимаем, что когда мы анализируем картину, мы должны обратить внимание на несколько таких пунктов поворотных. Мы должны ответить на вопросы, что изображено на картине, сюжет. Но здесь в предыдущих работах все понятно, так ведь изображены пейзажные мотивы. Но в современном искусстве гораздо важнее второй вопрос, как изображено. То есть выразительные средства, о которых мы с вами уже говорили. Ну и, конечно же, важна идея, ради чего вообще художник это делает, о чем картина. Вот еще одна работа Рамиля Раисовича Абдуллина «Кораблик». Мы видим тоже, посмотрите, такая гладь воды, только выпавший снег. О чем картина? Понятно, что она воспроизводит реальный какой-то природный мотив, хотя художник, в общем-то, пишет по воображению, не буквально с натуры. Но его задача была передать красоту вот этого ненастного, холодного, не очень уютного, может быть, времени. То есть идея, то настроение, то понимание красоты, которое он хочет передать. И вот пользуется он все теми же выразительными средствами, о которых, в общем-то, мы с вами говорили. А вот уже другая картина. Расих Ахметвалиев, его работа «Печаль». Здесь мы уже, в общем-то, не видим никакого изображения. И приближаемся к тому, о чем мы с вами говорим, визуальный эффект. То есть смотрите, какие цвета мы здесь видим на этой картине. Они какие? Холодные. А холодные цвета, как мы с вами понимаем, ассоциируются с какими настроениями? Собственное название картины об этом говорит, да? Печаль, грусть, чистота, легкость. И мы понимаем, что художник может передать свою идею, минуя буквальное изображение. Следующий вид искусства
тоже наш преподаватель Руслан Нигматуллин. Ашина, вот его такая монументальная работа, «Известняк». Посмотрите, если отвечать на те вопросы, о которых мы с вами говорили, то, конечно, здесь понятно, что изображено. Изображена девушка, но мы не видим ее лица почти, да? Чуть намеком даются черты лица. Мы видим, что у нее очень условно переработанная, стилизованная фигура, но есть такой эффект. Смотрите, любая линия производит какое-то эмоциональное впечатление на зрителя. Смотрите, если мы говорим о вот таких линиях, они агрессивные, резкие, они передают одно состояние. Линия плавная, она передает совершенно другое. То есть мы можем реагировать, даже не понимая, что изображено, на сами выразительные средства. И, в общем-то, этим художник пользуется. Следующая его работе – это мраморная работа. Она небольшая, камерная, станковая, как говорят художники. Она называется «Зима». И мы видим мрамор, подсвеченный серебром. Мы не видим никакого изображения. Но, смотрите, вот эти линии – это цвет холодного мрамора. Серебро, которое просвечивает как бы местами, вызывает ощущение холода, хрупкости и определенные какие-то ассоциации к вопросу, о чем эта работа. Здесь ничего не изображено, она не фигуративная, да, она условная, абстрактная, но вызывает у нас ряд определенных ассоциаций. Вот еще один художник, тоже наш выпускник, Айрат Терегулов. Это линогравюра. Смотрите, на что похожа эта работа. Потому как расположены фигуры к вопросам о выразительных средствах. Эти фигуры, они как бы немножко танцуют, немножко цирк. Нижняя часть это как бы позитив, темные фигуры на светлом фоне. Верхняя часть — негатив, наоборот. И мы с вами начинаем понимать, что ритм, то, как расположены эти фигуры, как расположены штрихи, вызывает у нас определенную какую-то реакцию живости, какой-то игры силуэтов. А фигурки, смотрите, они еще смешные. Потому что в современном искусстве мы видим определенный элемент игры. Художник иногда играет, иногда очень иронично относится к тому, что изображает. Вот еще один художник, тоже современный, близкий к авангарду. Это наш тоже выпускник, наш преподаватель Талгат Хасанович Мусалимов. Здесь мы видим с вами пастель. Мы видим, как на черном картоне очень легко, имитируя такой стиль вышивки, художник воспроизводит ворота. Но ворота изображены нереалистично, в общем-то. Такой орнаментальный какой-то мотив. И если не задумываться, не искать какого-то сходства, мы с вами можем понять, что эта работа тоже вызывает определенные ассоциации. Вот это движение пятен, силуэтов, она, с одной стороны, упорядоченная, с другой стороны, она не буквально симметричная. И смотрите, сами штрихи, они такие имитирующие вышивку, немножко небрежные, но при этом все очень продумано. И мы не всегда можем сказать, о чем эта работа. Она вызывает какие-то определенные у нас ассоциации, иногда смутные, к вопросу о том, что мы с вами называем визуальный эффект. Художник попробовал и создал вот такой визуальный эффект. Смотрите, вот на примере студенческого упражнения абстракция. Что такое вообще абстракция? Абстракция, как мы с вами понимаем, это беспредметное изображение, но абстракция, она всегда тоже о чем-то. Вот здесь мы видим упражнение, когда рисующий, работающий, вообще это коллаж, да, пытался передать ощущение динамики, движения. И за счет чего, как вы думаете? За счет каких приемов? За счет одинаковых форм. Так, за счет ритма одинаковых форм, которые движутся как? Вокруг вращаются. То есть эффект вращения, диагонали, яркие цвета. И хотим мы, не хотим, определенная эмоциональная реакция, даже вот на это нехитрое изображение у нас есть. И вот таким приемом пользуется Радик Гарифуллин, вот такая его абстракция, выполненная акрилом, причем строительным акрилом. Посмотрите, он здесь наносил разные пятна, брызгал, какие-то отлипки делал, полосы наносил ритмичные. И при всем внешнем хаосе работа, она организована композиционно. Да? Здесь такая логика есть какая-то конструкция. И попробуйте посмотреть и понять, а какие чувства она вызывает, вот какие эмоции. Чисто за счет цвета, за счет пятен. Она тяжелая или легкая? Легкая. Легкая. Вот эти разбеленные цвета,
пастельные так называемые цвета, они дают ощущение легкости. Подтеки дают эффект ощущения случайности. И вот еще одно студенческое упражнение, смотрите. Здесь поводом послужил как бы цветок, но цветка мы, в общем-то, и не видим. Ритм вот этих пятен, он создает ощущение живости, ощущение движения. Ну и цвет, смотрите, с одной стороны преобладает холодный, но он поддержан теплыми, желто-зелеными, золотистыми. И вот даже такой нехитрый прием композиционный, он вызывает у нас определенную ответную реакцию. То есть мы с вами понимаем, что можно, не изображая ничего, передавать определенное эмоциональное состояние, пользуясь языком искусства и композиционными приемами, такие как симметрия, когда все элементы расположены практически зеркально по отношению друг к другу относительно любой оси, вертикальной, диагональной, горизонтальной. Асимметрия, обратный вариант, да, когда мы видим, что нет зеркального совпадения, и асимметрия дает ощущение большей живости, случайности. Ну и вот ритм, о котором мы с вами уже говорили, это равномерное чередование или повторение элементов. Он дает ощущение движения, живости и порядка. Вот, пожалуйста, тоже студенческое упражнение «Асимметрия». Смотрите, асимметрия, здесь тоже мы видим движение по кругу, мы видим яркие цвета контрастные, мы видим с вами здесь диагональ и понимаем, что, пользуясь вот такими нехитрыми приемами, цветом, композиционными приемами, можно передать ощущение живости, движения и наоборот. Смотрите, симметрия. Здесь практически симметричны левые и правые стороны листа, очень спокойные цвета, статика, статичное такое изображение. Оно передает совершенно другие эмоции. Спокойствие, постоянство, стабильность. И вот опять возвращаемся к Айрату Терегулову, к вопросу о статике, динамике. Смотрите, как здесь вращаются формы. «Животное номер 7» называется эта работа. Она и названа с определенной долей иронии. Какое-то странное существо с огромными глазами. Может быть, это какое-то насекомое, увеличенное под микроскопом. Но задача какая у художника была? Нас заинтересовать и передать определенный визуальный эффект. Поиграть как бы с линией, с формой и передать ощущение движения. Такая всюду жизнь, да, работа. Вот его же работа уже цветная. «Синий бык, золотые стремена». Вот такое название. Тоже такая легкая ирония. Но здесь мы видим такого условно быка мифического. Мы видим каких-то таких архаических персонажей, очень своеобразных. И понимаем, что художник здесь не ставит задачи что-то изобразить. Он ставит своей задачей создать какой-то мир, немножко фантастический, немножко придуманный, ну, наверное, с такой долей юмора. Но, тем не менее, ассоциации какие возникают? С каким-то народным искусством, с какими-то вот изображениями, которые создавали примитивные народы. И, в общем-то, мы можем сказать, что визуальный эффект вполне себе здесь достигнут. И еще один художник, который, к сожалению, тоже несколько лет от нас ушел. Это наш выпускник, мы им очень гордимся. Это один из лучших современных живописцев, наверное, не только в Башкортостане и в России. Раис Гаитов, «Натюрморт». Вот посмотрите. С одной стороны, мы понимаем, что здесь изображено, с другой стороны, понимаем также, что у художника нет цели чего-то изобразить. Он ставит цель перед собой поиграть формами. То есть то, о чем мы с вами говорим, визуальный эффект. Вот сопоставить вот эти немножко смешные детские формы, цвета, казалось бы, яркие, но если посчитать, мы здесь найдем немеренное количество оттенков того же голубого, да? И мы с вами понимаем, что художник создает свою реальность. Для чего? Для того, чтобы передать какую-то идею, поиграть с этими детскими формами. А детское изображение, оно всегда очень позитивно, оно всегда очень эмоционально. И довести до нас какую-то идею. Но смотрите, если в творчестве классических художников идея, она такая пересказываемая, литературная, как говорят художники, можно рассказать, о чем картина, целую историю. Какая здесь идея? И вот здесь вы должны запомнить и постараться применить эти знания, когда придете на выставку. Идея может быть просто пластической. Поиграть с формами, пятнами, цветом, фактурой. Вот еще одна его работа. Она называется «Аэроплан». Он так здесь слегка прочитывается, но работа практически абстрактная. Художник играет пятнами, фактурой, чего-то брызгает, что-то процарапывает.
и какие-то формы заимствуют из русской живописи начала XX века, искусства авангарда, и получает вот такой смелый, жесткий, немножко праздничный такой, торжественный визуальный эффект. И мы с вами понимаем таким образом, что искусство может быть очень разным. Оно может быть реалистическим, когда в понятных, жизнеподобных формах художник что-то рассказывает, а может быть абстрактным, когда идея произведения носит формально-пластический характер. И мы можем не понимать, что изображено, но чувствовать через цвет, линии, пятна, ритм, настроение, состояние. И не всегда можем сказать, что мы почувствовали, но визуальный эффект, он может быть неуловимым. Мы что-то почувствовали, мы отреагировали. И художники стараются выразить каждый сам себя, стараются запомнить вот этот эффект, использовать в других работах, чтобы максимально поразить зрителя, чтобы остаться в его памяти, а обратиться напрямую, даже не к разуму через сюжет, а к его чувствам. Вот об этом сегодня мы с вами поговорили. И будет замечательно, если вы появитесь у нас еще раз, и мы можем продолжить и уже о каждом художнике поговорить более конкретно. Спасибо за внимание.
So, good afternoon, ladies. Today we are going to discuss the most controversial category in the system of the English language, that is the category of the oblique mood. Perhaps you have heard the term conditionals, and you can correlate this item with the process of having your hair being shampooed and the continuation of this process. But that's not really so, since in terms of grammar, it's a different thing, and we're going to tackle this problem today. You may have heard a number of patterns with the oblique mood. For example, if you hadn't read for the examination, you wouldn't have passed the exam and things like this. But the moment you think that you have mastered all the forms of the oblique mood, an odd one can pop up, and it makes you feel acutely embarrassed and highly amazed at the same time. But the good thing is, in the system of the English language, there are only 3 kinds of the conditionals. I would prefer the term subjunctive, subjunctive 1, subjunctive 2, and subjunctive 3, since this is their traditional terminology. And all the forms we can tackle today. So just at the end of our workshop, I hope and I believe that you will be able not only to recognize the forms, but you feel free to use them in different collocations. So if we're ready, let's get the ball rolling. So the category of mood expresses the connection between the process denoted by the verb and the actual reality. So presenting the action itself or presenting the situation as being real on the one hand and as being imaginary phenomenon on the other hand. And this is the sphere of application of the oblique mood. Traditionally, the following subtypes are discriminated. You can see them on the screen. Let us first give a brief overview of each of them from the point of view of their form, meaning, and use. Let's turn to subjunctive 1. You can see the forms of subjunctive 1. Subjunctive 1 has 2 forms. Subjunctive 1 present, denoting the simultaneity of 2 actions, and subjunctive 1 past, denoting the priority. Then the meaning you can see also on the screen. I want to specify the sphere of usage. First, subjunctive 1 is used in personal sentences with the meaning of urgent necessity, of command, of insistence. That's why you can come across such words as suggest, insist, demand, require, request. Be sure, if you see such verbs in the context, that you are to use subjunctive 1 in the continuation. Is that clear? Then, in impersonal sentences, you can also come across subjunctive 1. First, in the meaning of urgent necessity with the phrases such as it is urgent, it is necessary, it is important. And on the other hand, with the meaning of being strange, being impossible, being quite odd. That's why you can come across such adjectives as strange, odd, and impossible in the context. Then, subjunctive 1 is used in objective clauses introduced by the conjunction lest. It's quite a rare thing in the language with the meaning of как бы не. So it unites the meaning of negation on the one hand and the meaning of condition on the other hand. In adverbial clauses of concession introduced by the compound words like whatever, whichever, whoever, and so on. For example, I legitimately demand that each of you come to the lecture on time. Despite the fact that the subject of the construction is in the third person singular, the verb come is used without that s ending, since this is not the finite verb, this is the infinitive. That's why there is no conjugation. Let's turn to the next one, subjunctive 2. Like subjunctive 1, subjunctive 2 also has 2 forms. You can see it on the screen. That's the form of subjunctive 2 and the meaning. And again, I want to make a special stress on the sphere of application. First, it is used after the construction I wish. Then after the construction it's time. Then after constructions I'd better, I'd rather, I would prefer. Then the subjunctive 2 is introduced by the conjunctions like as if, as though. And it is also used in subordinate clauses of unreal condition introduced by the conjunction if. For example, I wish we had more time to discuss this problem in detail.
Then, let's turn to subjunctive 3. Subjunctive 3, in line with the subjunctive 1 and subjunctive 2, has also two forms. Subjunctive 3 present, which denotes the meaning of simultaneity, has the form of auxiliary would in combination with the bare infinitive, or with the simple infinitive. And subjunctive 3 parsed, which denotes priority, has the form which consists of the auxiliary would and perfect infinitive. The meaning you can see on the screen, and again turning to the use. First of all, subjunctive 3 you can come across in the construction introduced by the phrase I wish. Then in simple sentences expressing the idea of speculation, in main clauses with the subordinate clauses of unreal condition. If I were you, I would do something. You are sure to remember the sentences like speech patterns. Then and in subordinate clauses of desirable condition. Now we are turning to the tricky things about the oblique mood. First, we shall discuss the phrase I wish. I mentioned already that with the phrase I wish, we can both use subjunctive 2 and subjunctive 3. For instance, sentence number 1 introduces subjunctive 2 present. Sentence number 2 introduces subjunctive 3 present. And sentences number 3 and 4 introduce subjunctive 2 parsed. Now we are to clear out the situation where this or that form should be used. First of all, the choice between subjunctive 2 and subjunctive 3 is based on the timing of the process and on the nature of the verb. For example, if we consider the first example and the second example, we can see the simultaneity. And this simultaneity is underlined by the adverbial modifier now. If we have a look at sentence number 3 and sentence number 4, we can see that the subordinate clause denotes priority. And this priority is underlined by the adverbial modifier at that time. That's why we can draw the conclusion that if we've got the priority, like in example 3 and 4, we should stick to subjunctive 2 past, which is formed by the form of the past perfect. Is that clear? Yes. And if it is simultaneity, we have to analyze the nature of the verb. If the verb belongs to the class of state, like the verb to be, we should stick to subjunctive 2 present. If the verb belongs to the class of actions, then we should stick to subjunctive 3 present. That is the form would come. Is everything clear? Let's consider the following thing. So just the sentence is given, and we've got 4 variants, I'm sorry. Then, who would like to discuss the first one? Okay, we'll pass the microphone. I think the answer is 4, had taken, because we have a construction I wish and a priority. And priority, right here. So just after the construction I wish, we can use either subjunctive 2 or subjunctive 3, but we've got here priority. That's why subjunctive 2 parsed is the only correct variant. Okay, thank you. Then, coming to the tricky thing is time. The construction is time can introduce first the prepositional phrase like for more concrete actions rather than mere declarations. That's, by the way, the situation of nowadays in our country and abroad, by the way, concerning economic matters, concerning political matters and whatnot. Then, excuse my excursus into the politics. Then number 2, it's high time for the international community to commit itself to concrete actions rather than mere declarations. Here we can see that the construction it is time introduces either infinitive phrase if we eliminate the nominal phrase, or infinitive construction if we use the prepositional phrase for the international community. But I want to draw your attention to sentence number 3. It's high time, or it's time. The international community committed itself to concrete actions, but presently it is still involved in mere declarations. What happens here? If after the phrase "it's time" we have another subject, and here the subject is expressed by the phrase "the international community," be sure to use subjunctive 2 afterwards. Is that clear?
So for the use of subjunctive 2, it is essential to use another subject after the construction is time. If it is the pronoun, it should be the form like they, he, she, or whatsoever. Then let's consider the following example. It's high time the kids, then comes the insertion to bed, but they don't seem to get my hands being glued to the TV. Then who would like to discuss it? Okay, Adela. So the sentence starts with it's high time, and we have another subject, the kids. So that's why we should use subjunctive 2, and I think the right answer is went. Yes, right here. Thank you very much. Then going further. The next tricky thing is the construction I'd rather. So I'd rather, I'd better, I would prefer, it doesn't matter greatly. So this construction can be used in the direct mood if immediately we have the infinitive. For example, I'd rather spend my time throwing you an ethic birthday party. But again, if after the construction I'd rather, I'd better, you can see another subject. For example, in the cited examples, number 2 and number 4 illustrate the situation, like subject you. Be sure to use subjunctive 2 after the second subject. You see, already in example number 2 and example number 4, we've got the form that corresponds to the second form of the verb. And this is the form of subjunctive 2 present, since we've got the simultaneity in the cited examples. Then, so that's the example for us to discuss. I would rather your friends, then comes the gap, in the garden during our wedding party yesterday. And ladies, will you mind please that there's the adverbial modifier of time, yesterday, which explicitly shows that the two situations are not simultaneous, that the, I'm sorry. Yeah, that the common situation is prior to the first one. That's why will you bear that in mind before discussing it? Who would like to give the answer? May I try? Yeah. So the sentence begins with I would rather, and that is why I think we should use hadn't smoked. And to show prior action, we used the word yesterday. Yes, right, okay, thank you. Then, coming to the next one, the tricky if clause. Then, you know, the phrases like, if I were you, I would do something. Then, if the weather were fine, we would go for a walk. They already sound like speech patterns. And we could use that in the main clause. We should use the subjunctive 3, which correlates with the form of would plus simple or perfect infinitive. And in the subordinate clause, they should be subjunctive 2, which is formed by the form of the past simple or the form of the past perfect. And example number 1 illustrates this situation. For instance, we would be very pleased if you sent us your current catalog and quoted your best prices. So what is the meaning of the first sentence? The meaning is that they didn't send their current catalog, they didn't quote their best prices, and we at the moment consider quitting the business with them. So in business correspondence, there is no use to write sentences like this, since the combination of subjunctive 3 in the main clause and subjunctive 2 in the subordinate clause provides for the meaning of unreal situation, and there is no necessity to write about unreal situation in business correspondence. If we turn to example number 2, we would be very pleased if you would send us your current catalog and quote your best prices. The meaning is radically different, since the meaning is that we are open for your projects, we are open for the further cooperation. We are waiting for you to send us your current catalog. We are waiting for you to quote your best prices, and we are just waiting for you to do business with us. You see the point? So this, the meaning is radically different from the meaning in the first sentence.
Since the combination of subjunctive 3 in the main clause, by the way, we can exchange them. Then, and subjunctive 3 again in the subordinate clause provides for the meaning of desirable situation, and that's a completely different situation. Now, let's turn to the analysis of the timing of the oblique mood. The timing in the oblique mood is also a bit different. This is not the real timing. This is not the absolute timing. By the way, the absolute timing is understood as relating the action either to the plane of the past or to the plane of the present or to the plane of the future. That's the absolute timing. I do something, I did something, I will do something in some time. It doesn't concern oblique mood, since the oblique mood denotes the timing of the process, but it denotes the timing relatively. It only shows whether the two actions are going on simultaneous to one another, or one action is prior than the next one. Let's consider these cited examples. He knows English as if he were an English born. Then he knew English as if he were an English born. He will know English as if he were an English born in 6 months' time, for instance. Yeah, just in 6 months' time, by the way, it's not possible, yeah, just to speak English, but still, okay, let's imagine. You see, the time, the tenses are different. Knows relates to the present simple, knew past simple, then will know future simple. And the same concerns the situations. But the continuations are the same. Since we've got the connection as if, and connection as if demands subjunctive to, subjunctive to may be present, may be past. Here we've got simultaneity. That's why subjunctive to present is used in all the three cases. In example number 1, simultaneity is expressed in the present. In example number 2, simultaneity is expressed in the past. And example number 3, simultaneity is expressed in the future. Let's consider the rest of the sentences, like he knows English as if he had lived in England since his childhood, knew English and will know. Again, you can see that in the main clause, the tenses are quite different. Present tense, past tense, and future tense. But again, the continuations are the same. Since we've got already priority, not simultaneity, we stick to subjunctive to past. And correspondingly, we've got the form had lived. Is everything clear as far as the timing? Then let's consider the example. Then the chairperson, not the chairman, by the way, yeah? Then demanded that, and then comes the continuation. Who would like to specify the example? Can you pass the microphone to Snezhana? The sentence contains the verb demand, so here we should use subjunctive 1. Right. As here we deal with simultaneous actions, I think that the second one is correct variant. If it is simultaneity, is it the second one? The fourth one. The fourth one, right. Since just the second one denotes simultaneity or priority? Priority, right you are. If it is priority, the second variant would be okay. If it is simultaneity, then simple infinitive should be used. Thank you very much. Then, let's consider one more example. The last but not the least, okay, all right, will you pass the microphone to Nuria? Then will you read the sentence first, yeah, and specify the meaning, or just even you can interpret the meaning through the translation into Russian? Mom is getting scared lest her kid, and we have the gap. Yeah. Мама волнуется, что ее ребенок, и здесь, and here we not, we can't speak actually about is it priority or simultaneity. So we can use... Since we can translate in different ways, yes. Yeah? Just mom may be scared that her kid is getting cold at the moment, yeah? And mom can be scared because her kid has got cold already. Yes. So we can choose third or fourth variant, because... Number 3 and number 4. And what about the subject being in the third person? How can you explain? Our subject is in the third person, right? But you have chosen number 3 and number 4.
We use the sorry. subjunctive mood, so there is no Okay, ending s. I think you remember the example. Just a second. Yeah. So here we are talking about the subjunctive mood, so there is no ending s, so it's just catch cold. Right. Okay. So the modal verb, the auxiliary is omitted altogether, and we've got the infinitive. So, ladies, thank you very much for our cooperation, and I believe this workshop was useful to you from the practical point of view, and we shall continue considering this matter further on during the classes of the practical course of English, during the classes of the translation, and of course during the classes of theoretical grammar when you are fourth-year students, if I'm not mistaken. Thanks a lot. That's it.
делаем вид, что хотим. Добрый день, уважаемые наши слушатели, студенты. Сегодня я хочу вам представить интересный проект, который мы организовали, который мы продвигаем, и интересную провести лекцию, на мой взгляд. Я не знаю, вам понравится или не понравится, но тем не менее, я думаю, что вы должны проникнуться именно той игрой, которую я хочу вам рассказать. Лучшая спортивная игра для тебя. Так мы назвали нашу лекцию, и надо сказать, что лучшая спортивная игра для тебя – это русская лапта. Она считается инновационным вариативным средством физической культуры и спорта, направленным на всестороннее физическое развитие подрастающего поколения. То есть это игра такая, которая дает возможность проявить себя во всех аспектах. Здесь нужно и прыгать, и бегать, и кувыркаться, и играть. Вроде бы она раньше была подвижной игрой, но тем не менее эта игра вошла в историю нашего народа, и сейчас она является спортивной игрой. Вот на этом слайде показано, что русская народная командная игра входит в Всероссийский реестр видов спорта. Наименование лапта и мини-лапта, то есть две разновидности. Идет присвоение званий вплоть до мастеров спорта по мини-лапте, это игра в спортивном зале, и по лапте, это игра на большом поле. Номер кода известно, это эмблема Федерации, и в этом году меня избрали первым вице-президентом Федерации русской лапты России. Так что мы с вами должны именно следить и чтить наши традиции. Вот смотрите, на рисунке показано, что в эту игру играли наши предки. Эта игра насчитывает около 1000, 1500-2000 лет. По разным источникам по-разному называется. Причем в раскопках Древнего Новгорода были найдены древние мечи и бита, именно говорящие о том, что в эту игру играли очень давно. И если раскапываться все, да, искать по истории, то можно определить, что в эту игру играли и при Петре Первом. Он со своими полками потешными, наверное, помните по истории, да, Преображенский, Семеновский, строил и играли в интересную игру. Буквально недавно я прочитал интересный рассказ, что откуда возникла русская лапта. Бита и мячик. Нужно битой отбивать мяч. И вот историки Древней Руси говорят о том, что раньше витязи шли с мячом на своих соперников, да, и когда у соперников или у противоположной стороны не было никакого оружия, то бросали камнями. И витязи отбивали с мечом камни. А потом решили, что а вдруг так случится, и поэтому начали что делать? Готовить детей, чтобы они пробовали палкой отбивать по камням. Потом это перешло в скатанные мячи, и началась такая игра под названием лапта. И вот дети, видите, что на лужайках играют, это старые рисунки, и на поле играют. И неважно, какое расстояние. Самое главное – это бегать, бросать мяч, уворачиваться от мячом и постараться битой, так называемой палкой, да, попасть по мячу. Ну вот историю, опять-таки же, мы, если с вами будем говорить, что при Петре Первом я вам говорил, что в дореволюционной России игра в лапту применялась как средство активного досуга населения различных возрастных групп. Показано, что играли и матросы, и солдаты, и чтобы в окопах не застаивалось ничего, то солдаты Красной Армии выходили и бегали. А немцы смотрели в бинокль и не знали, что они там делают, какую-то беготню устроили. Как раз играли в русскую лапту. Ну и первые официальные правила по лапте вышли еще в СССР, появились в 1926 году. С этого времени до 60-х годов 20 века лапта была популярной игрой. Я действительно очень много спрашивал людей старшего поколения, они говорили, мы ничего не знали. Мы играли в футбол и в лапту. Вот два вида, которые были очень популярны в 50-х, 60-х годах. И хочу сказать, что в это время и в деревнях играли, и в городах играли, или на площадках играли. И называли ее по-разному. Не обязательно лапта. Называли ее и хлоптой, и в беглые, в шары. И даже у нас на Урале, здесь, на башкирской земле, тоже играли в лапту. Она называлась Урал-Тубы. И до сих пор в исторических памятниках есть эти упоминания. Дальше. Надо сказать, что лапта была популярна и известна, и раньше любой выходец из Российской Федерации, из Российской империи знал и умел, как правильно играть в эту лапту. Когда уезжали в разные страны, на разные континенты, так скажем, да, то возили с собой эту игру. И там старались тоже играть в нее и показывать, как правильно в нее играть.
И сейчас, на данный момент, я вам скажу, что, наверное, нет ни одной страны, где нету своей игры с битой и с мячом. Ну, названия можно разные называть. Допустим, возьмем бейсбол. На рисунке показано, да, бейсболист, да. Это внучек лапты. Россияне уехали в Америку и начали играть в лапту. Но американцам она не понравилась. Американцы считают, что у них самое главное – это я-концепция. То есть мы в России привыкли общинами развиваться, да, мы друг за друга горой, и мы всегда коллективом сильны. В Америке не так. В Америке я Шварценеггер, я всех как сказать, выиграю, я всех убью и так далее и тому подобное, как в фильмах показывается, да. Поэтому американцы взяли, переделали нашу лапту и сделали из нее бейсбол. Мужчины играют, софтбол играют женщины. И начали ее модернизировать. Ее так модернизировали, так внедрили в слои своего населения, что бейсбол и софтбол стали народными играми в Америке. И американцы, ну, наверное, нет ни одной американской семьи, где бы в доме не была бита. Бита с мячом. То есть для них это национальное достояние, да, и для них это народная игра. К сожалению, у нас не так, но мы пробуем возрождать, да. Дальше. В Финляндии играет песапало, в Румынии ойна. Ну, вот здесь, наверное, как раз крокет нарисован, да. Индия, народная игра индейцев. Говорю, какая у вас? Они говорят, крокет. Под Англией много лет они, как сказать, были, да, и у них народная игра стала английская игра крокет. Крикет, крокет и так далее и тому подобное. То есть игр с мячом и с битой в каждой стране достаточно много. Поэтому, что интересно, что характерно, она развивается, причем, опять же, как национальный вид данной страны. Как я сказал уже, у кубинцев пилота есть, у финнов песапало, да, и они ее развивают. Как-то мы с румынами начали сталкиваться и говорить, давайте играть в лапту. Они говорят, нет, давайте играть в ойну. Ойна – это игра солдат румынских, которые играют в эту ойну, да, и у них в вооруженных силах, она в официальном порядке, они между собой играют, как правильно сказать, войска на войска или группы на группы в эту самую игру. Ну и мне очень понравилось, что именно русская лапта. Поэтому говорят, давайте мы в лапту будем играть. Сейчас стоит вопрос о создании Европейской Федерации лапты, чтобы проводить международные соревнования. По России 82 отделения открыты в детско-юношеских спортивных школах. Ну, известные регионы – это Ярославская область, это Воронежская область. Сейчас Сибирь поднимается, Дальний Восток поднимается. Я вам скажу, что когда я первый раз приехал на соревнования, это было в 1990 году, да, то туда приехали команды с Иркутска и с Благовещенска, Благовещенской Амурской области. И вы знаете, они говорят, мы никогда не прекращали играть. Если у нас, допустим, шло спад какой-то, да, мы не играли ее, потом по книжкам смотрели, как в нее играть, пробуем возрождать, то на Дальнем Востоке всегда играли в лапту, все времена, и они, конечно же, вот в последнее время учили всех, как правильно играть по тактике, по технике, как правильно сверху бить, сбоку и так далее и тому подобное. Ну и сейчас я говорю, что в детских спортивных школах открываются новые отделения и стараются проводить эту игру намного лучше и ярче. Проводятся официальные чемпионаты России, Кубки России, первенства России среди разных возрастных групп, всероссийские традиционные детско-юношеские соревнования. Ну, здесь вот на картинке представлена сборная Республики Башкортостан. Я вам скажу, что за последние годы, начиная с 2000 года, особенно женская команда выиграла 46 федеральных соревнований. Присвоено более 35 мастеров спорта. То есть женщины у нас считаются как доминанта именно в Российской Федерации. Мужчины тоже хорошо играли, но, к сожалению, в последние годы Республика Башкортостан маленько теряет свои позиции. Хотя последние соревнования дали толчок, и наша команда также выиграла чемпионат России по мини-лапте. Хотелось бы, чтобы мужчины тоже вернулись на те же позиции, на которых находится женская команда. И считается, что Республика Башкортостан – это законодатель мод в лапте. Многие программы пишутся, диссертации защищаются, семинары проводятся, конференции проводятся. Все это выходцы из нашей республики. Поэтому научно-методическая комиссия находится именно в стенах нашего Башкирского государственного педагогического университета. Мы очень много делаем для популяризации, для методического обеспечения, для научного обеспечения в русской лапте. Дальше идем. Сборная команды по лапте, вот я, как уже говорю, на протяжении 25 лет является бессменными лидерами Российской Федерации. Вместе с мужчинами у нас уже более 40 мастеров спорта. Ну, я думаю, что это не предел, и дальше надо продолжать это развитие. И лаптой занимаются
и преподаватели, и студенты, и школьники в Республике Башкортостан. Большим преимуществом лапты по сравнению с другими игровыми видами спорта является ее экономическая доступность. Ну, действительно, для игры в лапты практически ничего серьезного не нужно. Нужно маечку, нужно трусики, кроссовки, биту можно и деревянную сделать от черенка лопат, как раньше играли, мяч можно скатать, и все. Практически ничего не нужно покупать. А эту игру можно организовать для мальчиков и девочек как в зале, в спортивном зале, так и на открытом воздухе. Считается, что мини-лапту вообще мы изобрели в Республике Башкортостан. Когда была большая лапта, то, сыграв на чемпионате России, команда приезжала и не знала, что зимой делать. И поэтому мы договорились, может быть, мы будем заниматься в спортивном зале. И начали заниматься в спортивном зале. И так родилась мини-лапта, игра в спортивном зале. И потом, после того, как мы начали тренироваться, с других регионов узнали, что мы плодотворно готовимся круглый год, а не только в летний период. Все регионы начали заниматься в спортивном зале. И потом было в 99 году предложение Воронежской областной федерации о том, что давайте проведем первый чемпионат России по мини-лапте. Естественно, в стенах Республики Башкортостан, в стенах нашего БГПУ, факультета физической культуры в спортивном зале был проведен первый неофициальный чемпионат России по мини-лапте, куда съехались около 20 команд. Около 20 команд, как мужчин, так и женщин. И мы показали всей России, как правильно играть в мини-лапту. Естественно, выиграли как мужчины, так и женщины. У нас, нет, вернее, женщины выиграли, а мужчины стали вторыми. Воронежская область выиграла, к сожалению. На что удивительно было, они практически тренировались только для большого поля, тем не менее приехали и смогли выиграть. Вот показано на рисунке, как занимаются это разные регионы России на открытой площадке, в закрытой площадке, на открытой площадке. То есть все возраста и во всех регионах по-разному занимаются. Далее, здесь приведены на этом слайде небольшие правила, что две команды играют на игровом поле. Одна находится в защите, другая находится в нападении. Ну и постепенно переходит. То же самое по истории, если мы будем брать, то как возникла лапта, обычно говорят военные, что мы изобрели лапту. Здесь находится враг, здесь находится территория, куда должен пробежать, и мимо этой территории пробегает витязь, богатырь, а в него бросают копья, мечи, а он должен увернуться и проникнуть через эту территорию, через стан врага к своим. И обратно вернуться с каким-нибудь донесением. Вот так потом начали тренироваться детишки, играть, и взрослые придумали такую игру. Ну, не знаю. Охотники говорят, что это мы придумали игру. Надо точно попасть в бегущего зайца камнем. И кто меньше бросает, тот остается сытым, так скажем, не голодным. Да, тот берет дичь. Далее. С историей мы закончили, переходим к занятию лаптой. Что же способствует развитию участия, какие основные физические качества? Здесь в совокупности собраны все физические качества, которые известны в теории и методике физического воспитания. Это и ловкость, умение поймать мяч, ловить. Это и гибкость при ударах, это и скорость, нужно быстро бегать. Это и сила, чтобы мяч как можно дальше улетел. Это и выносливость. Матч состоит из 2 таймов по 30 минут, поэтому необходимо бегать и показывать свои прекрасные качества. Помогает воспитывать дружбу. Без дружбы невозможно выиграть какое-то соревнование. Поэтому, когда команда дружна, она обязательно выигрывает. Коллективизм. Коллектив только решает все. Индивидуалисты, как в Америке, концепция, я все могу сделать, у нас не проходит. И, естественно, в лапте тоже это невозможно. Инициативность. То есть человек должен брать на себя инициативу и решать определенные моменты в игровой ситуации. Настойчивость. Без этого качества невозможно выиграть. Последние соревнования показывают, что те спортсмены, которые настойчиво стремятся и хотят сделать результат, они этого добиваются. Ну и, естественно, решительность. Это вот самые основные качества, которые помогают решать задачи физического воспитания. Далее. Занятие лаптой позволяет решать следующие задачи, которые мы с вами видим. Всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, как практически во всех видах спорта. Формирование общих представлений о лапте. Укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающих. Формирование образовательного базиса, основного как на занятиях и умениях в области физической культуры и спорта. Освоение знаний о физической культуре и спорте в целом. Формирование культуры движения, обогащение двигательными
двигательного опыта физического упражнения и воспитания положительных качеств личности. Далее. В настоящее время Министерством и просвещения Российской Федерации подготовлен модуль лапта. Это опять-таки же говорим о том, что именно наши сотрудники это сделали. И во всех школах практически применяется данный вид. Проект «Фестиваль русской лапты» мы сейчас проводим, ездим по всем регионам и проводим такие интересные мероприятия с показом мастер-классов. Вот семинар прошел у нас в Кармаскалах. Дети были очень довольны. Семинар для учителей проводим, проведение муниципальных соревнований, проведение фестиваля русской лапты состоится в Республике Башкортостан. Мы планируем в марте месяце проведение. Ну и, пожалуй, я на этом завершаю. Лапта не только элемент исторической культуры нашей страны, но и полезное средство воспитания детей и подростков. Прошли соревнования на Красной площади, когда дети бегали, играли, и было очень интересно посмотреть. У меня остались, как сказать, видео, где на Красной площади играли дети. На этом я свою лекцию завершаю. Хотел бы услышать от вас вопросы. Возникли ли какие-нибудь вопросы? Так, у меня есть вопрос для вас. Сколько, по вашему мнению, еще потребуется времени для того, чтобы русская лапта, мини-лапта, в частности, вышла на международный уровень? Ну, не только, точнее, не только Европа, но и континенты Северной и Южной Америки. Хороший вопрос, спасибо. Я вам скажу так, что сейчас у нас идут посылки о том, чтобы создать Европейскую Федерацию лапты. Достаточно 3 регионов. Вообще создана федерация международная. Она называется «Русская лапта», через мягкий знак. Находится в Нижнем Новгороде. И там, когда я на сайте посмотрел, было задействовано 8 республик бывших Советского Союза. И когда лапта еще играли в СССР, то в республиках осталась она до сих пор. Достаточно 3 стран, чтобы создать международную федерацию. Но как липовую нам бы, конечно, не хотелось. Нам бы хотелось именно, чтобы это была действенная федерация и чтобы проводились соревнования на высоком уровне. Поэтому пока что готовится база. Мы ездили в Швецию, вот я в частности ездил в Швецию. Ну, шведы тоже как-то не хотят играть в русскую лапту, они говорят, давайте играть в шведскую лапту. У них тоже есть игра, определенно сбитые с мячом. Мы посмотрели, познакомились, она отличается от нашей игры. И, к сожалению, вот каждая страна тянет на себя, так скажем, одеяло. Говорит, давайте в нашу игру играть. Мы говорим свою игру, а не нашу. Может быть, даже придется создавать какую-то игру интересную, которая бы не несла название лапта, а может по-другому как-то назвать ее, и объединить правила нескольких стран. Тогда, наверное, возможно, у нас она пойдет в гору. Пока что все попытки, которые мы делаем и в Румынии, и в Швеции, в Германию ездили. В Германии, кстати, игра называется шлагбаль. Шлаг – палка, да, баль – мячик. Да, или шлагбаум, да, мы с вами слышим это. И то же самое немцы говорят, мы не хотим в вашу игру играть, мы хотим играть в свою игру. Давайте создадим общее представление. Ну, американцы, вы знаете, естественно, бейсбол не променяет на лапту. Поэтому в этом возникают сложности. Тем не менее, эти сложности мы решаем через выходцев из России, которые живут в этих странах. И в Италии есть наши представители. Пока не получается. Я думаю, что, может быть, лет 10-15, наверное, еще предстоит, чтобы сделать международную федерацию. Так быстро это не делается. Но, тем не менее, попытки идут. Спасибо. Еще вопросы есть? Да, есть. Я хотел задать вопрос. Вот в чем уникальность русской лапты, если ее сравнить с другими видами спорта, похожих, которые есть в других странах? Хороший вопрос, спасибо. И скажу так, что однажды, когда мы проводили семинар в Подмосковье, один очень древний, так скажем, старичок встал в 80-летие и сказал, что, а вы знаете, что лапта, как называют? Это древняя игра, это генетический код страны. То есть в ней заложено не только, как я вот помните, по правилам показывал, да, исторические моменты, наши с вами предки, когда воевали и пробовали пробиться там с одного места в другого, а это генетический код страны. И в этой игре описывается культура нашей страны. Не просто игра, это подвижная и так далее и тому подобное. По-моему, наши предки постарались в эту игру внести то, что необходимо российскому, русскому человеку. И здесь показываются элементы нашей традиции. Поэтому здесь еще лапта несет и культурологический аспект. Я бы так это назвал. Еще вопрос?
Чем еще Завершающий, отличается, да, всё, на этом чем еще отличается большая лапта от мини-лапты, кроме места проведения? Ну, естественно, правилами, количеством игроков. И, как я уже сказал, что большую лапту мы играем на открытом поле, на большом пространстве. А зимой, когда выпадает снег, трудно играть на открытом поле, поэтому мы перешли в спортивный зал. Это все уменьшается, так же, как и большой футбол, и мини-футбол, да? И получилось так, что мини-лапта – это игра для зимы, а большая игра для лета. Поэтому, чтобы поддерживать спортивную форму круглый год, нам необходимо заниматься и в зимнее время, чтобы не бегать по снегу, да, и не играть на заснеженных площадках, мы играем в мини-лапту. Ну, естественно, еще есть отличие по ударам. В большой лапте есть удары снизу и сбоку, а в мини-лапте только удар сверху. Это сделано для безопасности, чтобы не повредить, чтобы бита не улетела куда-то случайно в стекло и не разбила стекло в спортивном зале, поэтому только удар сверху. Ну, мини-лапта кому-то больше даже нравится, чем большая лапта. Хотя еще раз скажу, что это ноу-хау, это наше открытие, причем открытие Республики Башкортостан. И вся страна сейчас играет именно в эту игру. Спасибо. Ну, я думаю, что по времени мы уже с вами исчерпали лимит, поэтому большое спасибо, что вы прослушали курс лекции по лапте. Дай Бог вам здоровья. Еще раз поздравляю вас с юбилеем нашего университета. Вы являетесь студентами данного университета. Спасибо. Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы имеет полувековую историю и традиции. Университет был образован в 1967 году. За эти годы вуз стал лидером педагогического образования, крупнейшим научным и социокультурным центром Башкортостана. С ноября 2018 года университет возглавляет Салават Талгатович Сагитов. На сегодняшний день по различным направлениям в ВУЗе обучаются более 19 тысяч студентов. Образовательный и научный потенциал позволяет университету быть одним из ведущих центров развития педагогического образования России. Одновременно с педагогическим профилем в Акмуллинском университете готовят переводчиков, дизайнеров, тьюторов и дефектологов, IT-специалистов и инженеров, биологов, генетиков и экологов. Кроме этого, ведется подготовка по новым компетенциям. ВУЗ готовит менторов, игромастеров и социальных предпринимателей. Активно развивается научное направление. Разрабатываются инновационные проекты в сфере фундаментальной и прикладной биологии, в областях альгологии, генетики, нанотехнологии, математики, астрофизики, психологии, филологии и педагогики. Ученые университета регулярно становятся обладателями грантов на научные исследования. Осенью 2019 года руководство Башкортостана поддержало предложение вуза о создании на базе БГПУ научно-образовательного центра современных математических исследований. В университете действует федеральная площадка по углубленному изучению истории и культуры ислама. В БГПУ включен в состав сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества. Совместные сетевые проекты и взаимодействие со странами набирают обороты. В состав УШОС входят десятки вузов России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и других стран. Студенты, обучающиеся по программе университета ШОС, имеют возможность продолжить образование в иностранном вузе-партнере и получить 2 диплома. Сегодня в университете обучаются студенты из разных стран – Колумбии, Китая, Камеруна, Египта, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и других. Акмуллинский университет – опорный вуз России по продвижению русского языка в страны ШОС по программе «Послы русского языка в мире». Налажено активное сотрудничество с республиканской общественной культурно-просветительской организацией «Альянс Францесс». Волонтерский центр является одним из лучших в республике. Его деятельность имеет широкий спектр направлений – от событий международного уровня до стройотрядов и поискового движения. В ВУЗе уже много лет действует Республиканский центр подготовки вожатых «Перспектива». За отличную учебу и за достижения в науке, общественной жизни и спорте студенты получают именные стипендии. В университете созданы все условия для творческого развития студентов. С будущими молодыми специалистами и учителями работают профессионалы своего ремесла. Наши начинающие артисты выступают на лучших площадках республики, страны и мира.
Творческие коллективы Акмулинского университета успели покорить сердца не только зрителей Башкортостана, но и зарубежья. Спектакль Народного театра «Корос» посетил глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. Наши студенты являются постоянными участниками всероссийских и международных форумов и фестивалей. Работает физкультурно-образовательный центр «Аванта». Это современная, хорошо оснащенная база для практик и различных мероприятий. Гордость университета – спортивно-оздоровительный комплекс с большим бассейном, тиром, спортивными и тренажерными залами. Студенческий городок БГПУ является одним из лучших в республике. Приемной кампании 2021 года средний балл был равен 68,7. Конкурс составил 11,5 человек на место. Абитуриентов ждут 1765 бюджетных мест. В новом учебном году прием документов начнется 20 июня. Ежегодно в университете проводится Акмулинская олимпиада, по итогам которой школьники получают дополнительные баллы при поступлении. До встречи в Акмулинском университете!